Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР. Голос Крыма Майя будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Осман Пашаев. Хайрлах шамлар, Сагул Гульсум. И сразу к новостям. В рамках этого марафона Украина снова обратится в Европейский Союз с просьбой применить санкции против России за репрессии в аннексированном Крыму, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на сегодняшнем брифинге. У нас есть его цитата. Давайте послушаем. Остання хвиля репресій проти кримських татар буде і темою обговорення на Генеральній асамблеї ООН. І вчора ми вже почали підготовку для комунікації з Європейським Союзом з цього питання. Ще в минулому році я закликав ЄС застосувати санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. И президиум Меджлиса крымско-татарского народа призывает международное сообщество использовать все возможные международные санкционные механизмы по отношению к России с целью немедленного освобождения всех политзаключенных, всех задержанных и арестованных на территории аннексированного Крыма. Черговий злочин, скоєний російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму по відношенню до кримських татар та членів їх сімей, осіб інших національностей, які сповідують іслам, свідчить, що і надалі триває повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, які визначають обов'язки держави-окупанта. И свою позицию о новой порции политзаключенных появилась на твиттере посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки і затримання в Криму. Російська незаконна окупаційна влада повинна припинити залякування релігійних угрупувань і примус до військової служби. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів. Как известно, несколько дней назад оккупационные власти в Крыма на территории временно оккупированного полуострова провели массовые облавы в домах наших соотечественников, в домах крымских татар, в результате чего задержали их и избрали меру пресечения в тот же день в виде содержания под стражей на 2 месяца. Всех наших соотечественников обвиняют в терроризме. Статья 205.5. Понятно, как сообщают активисты крымской солидарности, омбудсмен, постоянное представительство президента в Крыму, Министерство иностранных дел. Это политически мотивированные снова уголовные процессы против коренного народа Крыма. С нами сейчас на прямой связи, как нам подсказывают наши редактора, политический аналитик Валерий Клочок. Вітаємо вас. Вітаю студии, вітаю глядачей усіх. Пане Валерию, вот мы видим очередные обыски на территории полуострова. Что скажете? Ну, звісно, сказати, що добре про це не можна однозначно, але в моєму розумінні це один із додаткових інструментів тиску перед майбутніми переговорами в нормандському форматі, і пов'язані також ці дії із можливою створення Кримської платформи, анонсувала як вона серпень місяць цього року, перше засідання, яка поки що не сформована повністю. Тому це все дії такі, знаєте, на упередження. І на превеликий жаль, кримські татари в цій всій історії, вони заручники. Пане Валерію, незважаючи на те, що там ритуально всі висловилися щодо політичних переслідувань і закликали світове співтовариство до нових санкцій, от розголос в суспільстві, наприклад, навіть в українському суспільстві тутешньому, щодо Навального більше, ніж до кримських татар, яким щосезону ми дивимося, що лютого березня відбуваються масові облави в Криму. Чому так є? І чи це просто пов'язано, що Навальний політична фігура, а ці люди з незрозумілими іменами, прізвищами, по релігійним ознакам не цікаві українському суспільству? Ну, я б так не казав. Справа в тому, що мені видається, що частина українського суспільства чомусь вважає, що саме от Навальний може стати тим, ну, знаєте, виходом із ситуації, в якій опинився і Крим, як заручник сьогодні Російської Федерації, і кримські татари, і Україна у своєму військовому протистоянні на сході України. Ну, я розглядаю це як один компонент і не розділяю. І чомусь, знову повторюю, є така ідея, є таке прогнозування, що Навальний прийде і наведе порядок і все стане на свої місця.
Саме тому, так мені видається, що сьогодні увага дуже прикута до Навального, і Європейський Союз і Захід, зверніть увагу, не випадково на цьому акцентують, і навіть візит Борреля, це представника закордонного відомства Європейського Союзу, був тому показником, і він там вимагав, власне, просив, наполягав на тому, щоб Навального звільнили. Відтак реакція саме, мені видається, саме така. І я знову ж я не говорю, що для багатьох і українців також події в Криму вони залишаються поза увагою, але світовий резонанс саме справді такий. А в частині саме от Криму, тут ви слушно зауважили, чому так, світ же ж, бачите, він не проявляє позицію в частині якогось наполегливішого ставлення до у своїх зносинах із Російською Федерацією, аби Крим повернули під юрисдикцію України. Все обмежується санкціями, заявами в ПАРЄ, Організації Об'єднаних Націй. Це питання, якщо розглядається, то також на рівні декларацій, а Радбезу ООН, в принципі, це взагалі не порушує. І навіть будь-яка згадка про Крим у нормандському форматі, про який сьогодні я вже говорив, то вона призводить до того, що російська сторона взагалі не хоче далі продовжувати перемовини. Відтак і дуже обережно ставляться, на превеликий жаль, і в світі до питання Криму. Це є доконаний факт. Росія посилює свій вплив, посилює свій тиск. І остання заява Лаврова про те, що ми там будемо розвивати відносини з Європейським Союзом, невдале спростування Піскова, свідчить про те, що це все дуже велика геополітична гра. И на превеликий жаль, Крым и Украина тут пока что разменная монета. А как вы думаете, что изменилось? Вот почему некоторое время назад российские дипломаты, которые являются чуть ли таким непередовым отрядом диктатора, диктаторского режима, вот некоторое время назад они как-то еще более или менее нормально и с уважением обходились западными дипломатами, а не как вот произошло недавно даже с тем же Жозефом Боррелем, когда из уст Лаврова звучали невероятные вещи, и, как, впрочем, в Европейском Союзе заявили, что это была провальная встреча Борреля с Лавровым. Потом, знаете, встреча министра иностранных дел Финляндии, на брифинге тоже Лавров кучу всего наговорил. И вот, кстати, на этой встрече, если я не ошибаюсь, министр иностранных дел Финляндии выслушивал от Лаврова о вот этой европейской русофобии. Вот что изменилось? Я думаю, що це процес доволі довготривалий. За моїми спостереженнями, він не відбувся там впродовж останніх півроку чи року, він тривав давно. Згадаємо з вами повернення Російської Федерації делегації в ПАРЄ. Довго питання рухалося, врешті-решт цього досягли. Але це лише один елемент. Другий елемент доволі серйозний – це продовження економічних зв'язків країн Європейського Союзу з Російською Федерацією. І мовчазна згода на це фактично за великим рахунком Сполучених Штатів Америки. Тому що у своїх стратегічних цілях США завжди переслідували мету зближення Європейського Союзу із Росією і особливо поширення європейських стандартів на схід від Польщі, Україна, Росія та сама. І за мету ставили завжди Сполучених Штатів Америки членство Росії в Європейському Союзі. Це не секрет. Але, звісно, що Росія дещо по-іншому бачить свої відносини з ЄС і свою місію на Євразійському континенті. І в тому числі через посилення економічних зв'язків вони ставлять у залежність країни ЄС, аби вони більш лояльними були до них. І от саме така, як ви кажете, нахабна поведінка дипломатів, дійсно зверхня, і заява Лаврова, вони є тому свідченням. Не в останню чергу тут зіграв і проєкт «Північний потік-2». Він не є визначальним, ще раз говорю, але він один із таких механізмів. І ви зверніть увагу, навіть Данія, та що дуже довго опиралася будівництву через свою територію окремої ділянки, вона на це погодилася. Німеччина, котра постійно сповідує принцип тісної співпраці Російської Федерації, навіть додумалася, створити громадську організацію в окремому федеральному окрузі Німеччини, яка буде співпрацювати із судном, яке добудує цей «Північний потік-2». Тобто всі механізми задіються для цього. І саме тому, що санкційна політика Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу по відношенню до Росії, вона носить індивідуальний характер. Тобто у нас санкції засовуються до юридичних осіб чи до фізичних осіб, але не секторальні. Тобто вони наносять шкоду економіці Росії, але не глобально. Вказує на те, що
Росія це відчуває, Росія це розуміє. І є така, знаєте, мовчазний договорняк, я перепрошую це слово, між Європейським Союзом, США та Росією в частині їх подальшої співпраці. Тому тиск і наполягання, таке нахабне наполягання дипломатів Російської Федерації по відношенню до Європейського Союзу ми будемо бачити надалі, він буде лише посилюватися. Я хотів би, звичайно, помилятися, але поки не бачу підстав. А Европейский Союз все же как-то реагировать на это будет? Ну, вони зробили заяву, ми будемо якось Ну, посилювати кроме санкції, але заявлений, знову... высказываний Да. недовольств. Ні, вони сказали, що ми будемо посилювати санкції. Але тут питання, які санкції? Ми чомусь звиклися із думкою про те, що санкційна політика – це тричі в язицях, яка з часом доведе Росію до зубожіння, вона помре, да, вибачте за це слово, і там для нас наступить мир та благодать. Ну, друзі, давайте не малювати собі якихось казок. Санкційна політика, та яку нині, ще раз говорю, проводить Європейський Союз по відношенню до Росії, вона не є настільки ефективною, щоб применшити геополітичні притязання Росії, в тому числі і на Близькому Сході, які особливо очевидні в останні роки, навіть той самий же ж Ірак, це ж, перепрошую, Сирія. Ну і Ірак також до певної міри, всюди Росія встигає, на превеликий жаль. Тому я, окрім заяв, остання така дуже цікава ухвалена рішення естонським парламентом, який буде просити Європейський Союз посилити санкції проти Росії. Не допускають країни Балтії Соловйова на свою територію. І що? Я запитую, і що далі? Звісно, що одномоментного вирішення цієї проблеми немає. Це дуже серйозна і велика загроза і виклик саме така агресивна політика Росії, яку вона проявляє впродовж останніх 20 років, саме періоду правління Путіна в країнах колишнього Радянського Союзу, вказують на те, що імперські амбіції, але я не в класичному сенсі цього слова Росії, вони нікуди не подівалися, не були більш явного характеру. Росія буде сповідувати принципи максимального впливу на країни, які колись були в складі СССР. І, можливо, буде відновлювати якимось чином цей союз, як, наприклад, така довга гумка із Білоруссю. Це складна така шахівниця і, на превеликий жаль, тут ЄС і США із Росією, цей трикутник, вони відіграють ключову роль. Поки що не проявив себе Китай. І окрім санкцій, нічого більше не буде. Країни, які мають великі військові потенціали, ядерну зброю, вони граються цим, боючись прямих військових конфліктів. Тому всі далі дії поки що будуть спрямовані так. І в цій моделі нашим завданням є, в першу чергу, це збереження України, збереження її суверенітету. Питання не одного дня, не одного року, але ми повинні розуміти необхідність саме цієї головної проблеми і працювати над тим, щоб Україна збереглася. Пане Валерію, ви казали про секторальні санкції. Секторальні санкції означали б для Європи фактично припинення економічних стосунків з Росією. Правильно я розумію? Звичайно. На це все, що можна побачити адекватного в аналітиці, кажуть, на це не піде ні Європа, Росія, розуміючи це, виходить, що просто обидві сторони такими жорсткими заявами підвищують ставки і далі будуть співпрацювати в економічній царині, як це було? Ну, звичайно, що будуть. Давайте ми згадаємо останню прес-конференцію спірну Еммануеля Макрона і Путіна, коли Еммануель Макрон озвучив тезу стратегічних напрямків США, аби Європа будувалася від Лісабону і навіть не до Уралу, до Владивостоку. І тоді було озвучено навіть і Путіном, і Макроном, що інвестиції в російську економіку Франція вклала близько 15 мільярдів євро. Звісно, заяви всі про відключення СВІФТу і так далі – це виключно заяви. Не буде цього найближчим часом. Звісно, якщо Європа, я не знаю, що станеться, якесь чудо, вона повністю припинить економічні зв'язки з Росією, це може призвести до нового розвитку подій. Але до якого говорити складно. Можливо, це будуть навіть посилення військової агресії, військової присутності і відкритий військовий конфлікт на території навіть України, в Криму, можливо, навіть з Туреччиною. Поки що важко про це говорити, але події можуть розгортатися доволі непередбачено. Тому Євросоюз доволі обережний в своїй політиці. От зверніть увагу, не випадково була ухвалена така цікава заява, прес-служба президента поширила, я про це сьогодні писав, після вчорашньої наради у Офісі
Можна по-різному її оцінювати в частині того, яка буде стратегія України в частині просування до членства в ЄС, але вона відображає дуже серйозно саме позицію Європейського Союзу по відношенню до України. У цьому році було сказано, зокрема, в цій заяві, що про членство в ЄС можна буде говорити за 10 років, не раніше. Тобто до кінця цього десятиріччя, коли там наступить, наприклад, 30-й рік. Сам Європейський Союз в останній своїй резолюції по Україні доволі неоднозначно натякає, коли ми матимемо фактивну перспективу членства. НАТО дещо говорить про зміну стратегії по відношенню до Росії, вона має бути більш агресивна. Але в цьому році відбувається знакова подія. Саміт Східного партнерства, в якому вже дві країни немає. Там залишилась Молдова, Україна і Грузія. Вірменія і Азербайджан відпали. Чи то із міркувань недавно завершеної війни, знову таки, яка завершилась під контролем Росії, чи то з міркувань того, щоб натякнути, що, мовляв, ви і не мрійте про членство в ЄС, тому що ви не виконали якісь там вимоги, а от Східне партнерство може бути. Але, нагадаю, Східне партнерство діє з 2009 року. Я погано розумію, як ми рухаємося до членства, як рухається Європейський Союз до нас. Це зараз не звучить з моїх уст, можливо, як критика, але я хотів би, щоб глядач зараз це сприймав як максимально мою аналітику, на яку я там претендую. Тому дійсно відносини з ЄС в трикутнику Україна, ЄС, Росія, вони доволі складні. І на це впливають багато дуже факторів. І Європейський Союз поки що не готовий до максимального зближення з Україною. Наприклад, навіть поширення своїх там євроатлантичних інтересів, я маю на увазі Альянсу, аби він хоча б подумав про членство в НАТО. Можна багато нарікати на недолугість наших реформ, невдалі дії влади, але пасивність ЄС і НАТО по відношенню до України відкидати також доволі складно. Вы знаете, на прошлой неделе Европарламент принял резолюцию в рамках соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, где в 60-м пункте, если я не ошибаюсь, да, четко прописаны некоторые очень важные для крымских татар моменты. Первое, это там говорится о необходимости принятия ряда законов. Это и закон о коренных народах, закон о статусе крымско-татарского народа и внесении изменений в Конституцию Украины, крымско-татарской национально-территориальной автономии. И плюс ко всему там говорится о том, что Украине необходимо возобновить финансирование для первого и единственного крымско-татарского телеканала АТР. Это все говорится в рамках соглашения Украины об ассоциации с Европейским Союзом. Как вы думаете, сегодня правительство Украины, власти Украины готовы прислушаться к этим пожеланиям Европарламента? Ви знаєте, я вже, мабуть, збився кількості порахованих разів, скільки раз ми вас це обговорювали на інших телеканалах. Тому що ще після початку війни, після анексії Криму, питання змін до Конституції в частині надання права титульній нації Кримського півострова, саме кримським татарам, на самовизначення, воно піднімалося не раз, і навіть були звернення і до Порошенка, і до Зеленського були звернення, і президенти один, і другий про це говорили. Це, звісно, зміни до Конституції, про які слушно зауважує Європейський Союз. І правильно зауважує, тому що це один із варіантів розвитку подій. Зміна ситуації, вона може призвести до абсолютно інших дій, в тому числі і Європейського Союзу. Я не відкидаю тут пасивної позиції України і уряду в частині того, що відповідні зміни потрібно ініціювати. Але чи це відбудеться нині? Я не знаю, я не готовий вам відповісти. Тому що постало питання на порядку денному Кримської платформи, куди нібито хочуть залучити Сполучені Штати Америки і інші країни Європейського Союзу. Можливо, там буде представництво від ЄС, не лише там Німеччина і Франція, більш ширше. Але як це змінить порядок денний? Якщо, наприклад, самі кримські татари, вони сьогодні, і кримсько-татарське населення, і населення всього Криму, воно стало заручниками Російської Федерації і так званого фейкового референдуму, який там був проведений. Чи дали ми їм іншу можливість для самовизначення? Ні, не дали. Значить, сьогодні ще поки що влада не готова до цього. В частині фінансування, звісно, це, я був і є, залишаюсь на тій позиції, незалежно від того, якої власності телеканал чи все інше, він повинен отримати державне фінансування, тому що Україна просто зобов'язана за визначенням підтримувати єдиний
кримсько-татарський мовник на континентальній Україні. Ну, це так має просто бути. Це державна політика. Незалежності від рейтингів і так далі. Якщо ми цього не будемо робити, то тоді нам дуже легко буде закинути. Друзі, а чому ви навіть самі не підтримаєте ці ідеї? Тому ці дві компоненти, вони є визначальними. Чому це не робиться? Ну, я перепрошую, але це питання наразі, я вам не готовий відповісти. Це питання до уряду. Ну а все же вот эти пожелания Украина как государство может просто проигнорировать? Или же мы, исходя из этой резолюции, можем делать вывод, что вот эти пожелания это такое неформальное условие для Украины, как для вступления в Европейский Союз? Как домашнее Я не думаю, що задание. це є умова. Я не думаю, що це є умова, тому що відносини з ЄС, ми так не випадково дуже широко про них говоримо. І ви слушно зауважили про резолюцію, там ще одне питання доволі цікаве стояло. Це угода про асоціацію, яку Україна хоче переглянути. Це дуже правильна позиція. Вона давно назріла, вона навіть перезріла, особливо в частині безмитної торгівлі з ЄС. Безвізової торгівлі, скажімо так, як її називають, тобто прибирання квотного принципу. Європейський Союз доволі кволо на це відреагував, тому що він наперед ставить свої економічні інтереси на економічні інтереси України. Це також факт, який треба визнавати. Тому, можливо, тут поява таких цих двох пунктів може бути домашнім завданням, але на превеликий жаль, в моєму розумінні вона не є визначальною сьогодні. Тому що пасивність ЄС і США стосовно анексії Криму, вона очевидна. Дії повинні бути не такими. Як мінімум, вони мали б відобразитися, наприклад, на оціночній місії Радбезу ООН на схід України для ведення миротворців. Сьогодні це питання не розглядається, хоча заявку, відповідно, Україна подала ще в 2015 році. Цей інститут, він не готовий сьогодні втрутитися в конфлікт і його вирішити. Чого очікують? Можливо, дій влади, можливо, після ухвалених рішень, про які ви сказали, дещо зміниться позиція і США, і Європейського Союзу. Я не випадково згадую США, тому що вони були учасниками Женевського формату переговорів у 2014 році. Складна ситуація, але, дійсно, все буде залежати від уряду країни. Ну, а коли прийшов до влади Байден, були такі очікування оптимістичні, що от зараз Байден прийде і, як ви кажете, наведе, да? А бачимо, що Порядок наведе, да. По останніх там моментах от є інформація про те, що адміністрація Байдена і по Північному потоку другому не буде запроваджувати нових санкцій. Чи оптимістичні ви зараз щодо Байдена і активізації позиції Байдена, адміністрації Байдена по Україні в цілому і по Криму зокрема, чи ні? Я реалістичний. Я про це говорив і раніше, ще до того, як обрали Байдена, і прогнозував. На жаль, я не помилився, ще раз кажу, що політика Сполучених Штатів Америки в частині зближення Росії і Європейського Союзу залишається незмінною. І далі там персональних санкцій справа навряд чи піде. Тому що я розумію економічний інтерес США в частині енергоносіїв на європейському континенті, зокрема в ЄС. Але і Європейський Союз, він же ж, я не виключаю, що веде активні перемовини із США в частині того, що їм потрібна своя енергетична безпека. Тим паче стосовно Північного потоку-2. Останні прогнози Європейського Союзу свідчать про те, що споживання газу в Європейському Союзі до 2030 року не применшиться і навіть збільшиться до 430-450 мільйонів кубометрів газу. А Росія готова поставляти їм щорічно половину цього об'єму. І саме от демпінг в ЄС, який, в принципі, є основою створення, а це конкуренція, зниження цін і так далі, вона і є запорукою того, що цей проєкт буде добудований. І Україна збереже свої потужності, Північний потік-2 працюватиме. Звісно, що ми матимемо менше зиску зі своєї газотранспортної системи, але це велика також міждержавна бізнесова комбінація. Це державний бізнес, і тут ні більше, ні менше. І США, не будуть вони там якісь певні санкції вводили, але для них дуже важливо розуміти, що, наприклад, отримання якихось гарантій, що далі російська агресія на території країни не пошириться, що ситуація, наприклад, із кримсько-татарським населенням в Криму буде стабільною. Але мова із Росією про те, що там Крим повертатимуть перед юрисдикцією України, поки що я не бачу, щоб вона йшла дуже активно.
Північний потік-2 – це один з таких елементів. І ця заява, вона підтвердження. Байден залишається на позиціях інтересів США, а не інтересів ЄС чи України. Байден залишається на позиціях США як геополітичного поліцейського, який врегулює питання балансу на євразійському континенті між країнами Індії, Китаю, Японії, Росії. Це ось основні країни-гіганти, які повинні визначати стабільність на цьому континенті. І США залишається послідовною в цій стратегічній цілі. Дякую. Це був Валерій Клочок, політичний аналітик, з яким ми говорили протягом півгодини і по ситуації в Криму і кримським татарам, і взагалі по ситуації світового реагування на те, що відбувається з Кримом останні 7 років. Я напомню нашим телезрителям, что на студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Можете смотреть все наши программы. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Также мы есть на Patreon. Можете подписаться на наш Patreon и стать частью большой семьи телеканала АТР. Сегодня ваша поддержка для нас чрезвычайно важна. И мы благодарим всех тех, кто поддерживает нас, звонит к нам в студию. Чох Саголнас. Мы продолжаем марафон с Сейф АТР. И в рамках марафона говорим не только об АТР, не только о крымских татарах. Вот, как мы уже говорили ранее, Евросоюз больше реагирует по ситуации в России на арест Навального. И ожидает от России выполнения решения Европейского суда по правам человека, который постановил немедленно освободить Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Європейський суд з прав людини постановив, що Олексія Навального слід негайно звільнити. ЄС повторює, що закликає російську владу зробити це негайно. Ми очікуємо, що Росія виконає свої міжнародні зобов'язання як підписант Європейської конвенції з прав людини. С нами сейчас на прямой связи Александр Подробинник, диссидент, журналист. Александр Пинхосович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы уже говорили, Александр, с предыдущим гостем о том, что не только в России, но даже вот в Украине, в украинском обществе арест Навального представляет больше интерес для людей, чем там, очередные массовые задержания в Крыму крымских татар. Мы понимаем, что эти люди, которых задерживают в Крыму, они не политики, их имена и фамилии очень часто такой поток, извините за некорректность, как братская могила мусульманских имен и фамилий, но тем не менее тема совсем маргинализирована. Вам, как диссиденту, наверное, понятнее, как это актуализировать? Или, исходя из опыта прошлого, нельзя актуализировать то, что в таком маргинесе находится? Вы знаете, здесь дело в том, что диссидентская реакция и политическая реакция, они немного отличаются друг от друга. И диссидентская реакция на жесткий полицейский произвол заключается прежде всего в сострадании к тем, кто этому произволу подвергся, и попыткам вытащить это. А политическая реакция нацелена на изменение системы. И арест Навального — это, разумеется, элемент политической борьбы Кремля с оппозицией, и поэтому он вызывает больше интерес, потому что цели более глобальные. Это цель изменения российской политики, изменения российской системы государственной. Поэтому она вызывает больше интереса и больше надежд. И я вам скажу, что ведь вот преследования в Крыму, они не только в Крыму такие серьезные. Вот свидетели Иеговы осуждают на очень длительные сроки по совершенно вздорным, выдуманным обвинениям. И с точки зрения прав человека, это, конечно, более серьезная акция, чем, допустим, арест Навального. Но я объясняю, это разные у этих событий как бы разные цели, разные возможные последствия. Ну а вы все-таки рассчитываете на то, что арест Навального и вот события, которые происходят вокруг ареста Навального, каким-то образом смогут поспособствовать изменению системы в самой России? Ну, хотелось бы надеяться на это. Хотелось бы надеяться. Трудно сказать.
Ведь в России было достаточно много попыток за последние 20-30 лет изменить кардинальным образом государственную систему. И иногда нам даже казалось, что что-то получается, но потом все возвращалось на круги своя. И история с Навальным — это очередная попытка изменить систему. Если удастся ее поменять, если удастся перевести Россию на путь демократического развития, то проблемы Крыма и нарушение прав в Крыму, и вообще возвращение Крыма в Россию будут решаться легко и неизбежно. Александр, ну мы тоже здесь даже из Украины наблюдаем вот то, что произошло с открытым письмом Явлинского или статьей Явлинского в отношении Навального. Даже на политическом уровне вот такого единения против системы нет. Хотя, помните, этот клише штамп о том, что демократы объединяются только перед расстрелом. То есть эта ситуация еще не наступила предрастрельная, или она уже пострасстрельная? Но вы знаете, я вам скажу, что идея объединения, эффекта от объединения сильно преувеличена, на мой взгляд. Дело в том, что люди либеральных взглядов, да, люди, ориентированные на демократические ценности, они сами по себе всегда индивидуалистичны. И им не свойственно объединяться под каким-нибудь общим знаменем. Да? Но, с другой стороны, и Навальный, и Явлинский, и многие другие политики, которые друг с другом не очень-то дружат, они находятся по другую сторону фронта от Кремля. И в случае, если будут, скажем, выборы или какая-то ситуация такая, при которой нынешняя власть может пошатнуться, они, конечно, все будут делать это общими усилиями. А то, что они спорят, ну, это нормального. Я, кстати говоря, не вижу серьезной разницы между Явлинским и Навальным. Они, по-моему, действуют, в общем, довольно в одинаковом плане, хотя и разными способами. А теоретически можно ли ожидать, что не только Явлинский или такие люди, как Навальный, вдруг могут подать свой голос и в отношении крымских татар, и свидетелей Иеговы, и вообще всех тех вещей, которые, ну, не ассоциируются вместе, тем более, когда Навального вспоминают все эти русские марши, трудно представить его сейчас, конечно, выступающим в защиту какого-то небольшого мусульманского населения. Дело в том, что это люди, которые считают себя политиками. Я не знаю, насколько они являются в действительности людьми политическими, но они считают, что надо говорить то, что будет воспринято в обществе положительно, в том обществе, на которое они рассчитывают. Они действуют как бы на опережение. Они хотят понравиться. Понимаете, вот диссидентам, которые выступали в защиту отдельных людей и исследуемых сообществ, как, например, и крымских татар, у них не было цели понравиться публике. Для них это было неважно. Они действовали, исходя из других соображений. Нынешние политики действуют, исходя из того, как им кажется, как это будет воспринято в обществе. Вот им кажется, я не думаю, что Навальный, ну, насколько я его знаю, он такой, знаете, ярый националист и шовинист российский. Нет, он полагает, как политик, да, считая себя политиком, он полагает, что эта идея понравится многим, может быть, даже большинству. Я, кстати говоря, думаю, что он ошибается. Россия не так националистично настроена, как это представляется, может быть, Навальному или другим людям, которые разыгрывают эту карту. Но им кажется это так, они разыгрывают эту карту. Другие политики разыгрывают другую карту. Коммунисты разыгрывают карту коммунистической идеологии, хотя в них самих этих коммунистических идей, я думаю, по-настоящему-то и нету. Понимаете, это такая политическая игра. Будут ли они в конце концов, возьмутся ли они за голову и скажут, что, слушайте, ну вот в Крыму творятся такие безобразия, да и безобразие, что Крым мы сцапали у Украины и держим ту ворованную землю. Вот придет ли это им в голову, когда они смогут понять, что людям это понравится, да, или будут действовать независимо от того, как их воспримет электорат, это сказать очень трудно. Я думаю, должно смениться, может быть, несколько политических поколений в нашей стране, чтобы люди действовали не так, как понравится публике, а так, как они считают правильным. А кому именно хочет понравиться Навальный? На кого он ориентируется? Вряд ли он ориентировался на Украину и на Крым, когда говорил, что Крым не бутерброд. Ну, Навальный любит выражаться ярко, так и афористично, но он ориентировался на людей, которые, очевидно, приветствовали аннексию Крыма. Я так
полагаю. В этом, хотя, с другой стороны, видите, он как-то ляпнул это один раз, да, может быть, пару раз еще это высказал, и осекся. И он больше об этом не говорит. Потому что он понимает, что либеральный путь, что люди, которые настроены оппозиционно по отношению к нынешней власти, они, в общем, осуждают аннексию Крыма. Это общее место в либеральном стане России. Поэтому он... Александр, я немножко попытаюсь, вот, чтобы мы порефлексировали о прошлом. Это буквально было за несколько месяцев до аннексии, ноябрь 2013 года. Ну, нам, широкой публике, во всяком случае, ничего не было известно о планах еще оккупации, аннексии. По-моему, даже еще не начался Майдан в Киеве. И мы разговаривали с Айшей Сейтмуратовой, этой крымско-татарской диссиденткой советского времени. Как раз это тогда еще были, по-моему, арестованы или сидели девушки из Pussy Riot. И я Айши Ханум спросил, для вас вот что, какая система российская страшнее, та, которая была, когда вы сидели в мордовских лагерях в советское время, или нынешняя, тогдашняя, додонбассовская Россия еще не казалась такой кровожадной? Она говорила, что российская система нынешняя, путинская, страшнее, чем то, когда она сидела в лагерях. Вот что скажете вы по поводу этой системы? И что может давать надежду людям, которые осуждены на 20 лет? Я вам скажу, что иммигрантам свойственно преувеличивать страхи. Им кажется, что то, что происходит сейчас не в их стране, а в той, где они раньше жили, это все гораздо страшнее, чем было при них. Нет, нынешняя система не страшнее советской. То, что происходило в Советском Союзе, происходит сейчас только отчасти, в некоторых частях. Да, не так глобально, не так жестко. Но что можно ждать людям, которые осуждены на длительные сроки? Я думаю, что только одного, только усилий со стороны, прежде всего, российского общества и, может быть, какой-то части международного давления на Россию с тем, чтобы здесь изменился режим, чтобы была восстановлена демократия, и Россия сошла с пути авторитаризма. Другого пути решить и глобальные геополитические проблемы, и частные проблемы людей, которые осуждены незаконно, я думаю, что просто нету. Можно общими усилиями, вероятно, как это было раньше, человека, вытащили там, скажем, Сенцова, да, или еще кого-то вытаскивали. Но это будет один человек из 100, один человек из 1000. Это не решает общую проблему. Общую проблему решает только победа либеральной оппозиции в России. Спасибо, это был Александр Подровенник. Есть еще, да? Еще Извините. один вопрос. Завтра, значит, будет суд по Алексею Навальному, и Алексей Навальный будет сам лично присутствовать на заседаниях по своим уголовным делам. Вот есть ли у вас информация какая-то, вот запланированы ли на завтра какие-то акции протеста, митинги, что завтра будет? Ничего, насколько я знаю, ничего не объявляется широко, но вообще говоря, в последнее время такие протесты случаются спонтанно или почти спонтанно, когда они организуются через социальные сети в последние минуты, в последние часы перед событием. Так что ожидать, очевидно, чего-то стоит. Ну, я думаю, что общая атмосфера такова, что нужна искра для того, небольшая, может быть, искра, для того, чтобы протест вспыхнул с новой силы. Все-таки Навальный ведет себя достаточно мужественно, и он авторитетен, особенно среди молодежи. И за его судьбой следят, и то, что происходит, может быть детонатором более серьезных событий. Тогда я задам вопрос. Вы сказали, он авторитетен среди молодежи. Вот на прошлой неделе видел исследование вашего российского Левада-центра о том, что отношение к Навальному, поддержка его все равно в районе 20% после этих 100 миллионных просмотров его фильмов. Почему так? Ну, во-первых, вы знаете, я не очень склонен обсуждать так серьезно цифры, которые подают российские социологические центры, в том числе Левада-центр. Они в большой части говорят то, что от них ожидает власть. Но какова на самом деле поддержка Навального или любого другого политика, можно определить по-настоящему только на свободных выборах. Все остальное — это ощущение. Те опросы, которые проводят социологические центры, у меня к ним много претензий к технике этих исследований и к ангажированности самих социологических центров. Я думаю, что больше, чем 20%.
Я думаю, что больше. Вы знаете, если существуют какие-то устоявшиеся мифы о том, что демократы не могут набрать больше там, 50% голосов избирателей, о том, что Путин набирает 86% его поддержка в России. Это все цифры взятые с потолка, это цифры, которые приходят к нам из Кремля, и Кремль хочет, чтобы мы в них поверили. Чтобы мы поверили, что Путина 86% одобряет, а Навальный никогда не соберет больше 20%. Я думаю, что нельзя серьезно обсуждать. Александр, вы сами сказали, что это можно понять только на прозрачных и демократических выборах. Мы видели, что в прошлом году было в Беларуси, где диктатор, не имеющий вообще, судя по всему, никакой поддержки, это, по-моему, моделировали даже все эти кривые Гаусса, как это может быть, что в лучшем случае для него это был бы второй тур, а в худшем он проиграл в первом туре, но можно рисовать 80% и ничего не бояться. Такая же ситуация сейчас в России? Или все-таки вы считаете, что в России еще возможно полагаться на выборы и получить результат? Нет, ситуация абсолютно такая, как в Беларуси. Она, слава богу, не дошла до таких кровопролитных столкновений, как это было в Беларуси. Но, в принципе, она, безусловно, такова. Результаты выборов будут подделываться любым способом для того, чтобы сохранить власть у узурпаторов. Здесь даже спорить не о чем. Они готовы пожертвовать членством в Совете Европы, во всех политических клубах. Они готовы пожертвовать всем чем угодно, кроме того, что может напрямую затронуть их власть. А оппозиционные выступления – это удар по власти. Они смирятся с тем, что у нас не будет выборов, что мы не будем признаны международным сообществом, но единственное, с чем они не смогут смириться, это с тем, что кто-то выбьет у них кресло, и из-под них выбьет кресло. Ну, вот, кстати, Осман затронул тему Беларуси. Сегодня, если я не ошибаюсь, в Москву вылетел Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, и через несколько дней он должен встретиться в Сочи с Владимиром Путиным. Правда, до этого Лукашенко говорил, что денег просить не будет. А о чем они там будут говорить, как думаете? Ну, я думаю, что, как всегда, Лукашенко заинтересован в поддержке, хоть какой-нибудь поддержки. Сейчас он не может получать поддержку Запада, объявлены многие санкции в отношении страны. Он будет искать еще большую поддержку здесь. Когда улучшится, он же такой очень хитрый директор совхоза. Если в одном месте у него не получается, он идет в другое место за поддержкой. Он так и ходит от одних хозяев к другим и везде побирается. Сейчас он побирается у Путина. И я думаю, что Путин ему что-то подаст, если уж не деньги, то хотя бы надежду на то, что в нужный момент, в последний, самый ответственный момент, поможет армия российская, помогут спецслужбы, помогут дипломатической, военной поддержкой, как угодно, но сохранят действующий режим. Хотя не исключено, что Путина больше устроил на этом месте Лукашенко какой-нибудь другой человек, достаточно послушный, достаточно лояльный Москве. И, может быть, в этом направлении тоже могут вестись беседы. Это вполне вероятно. А вот, кстати, это интересно. Лукашенко, казалось бы, для Путина ненавистный человек. Из-за Лукашенко не состоялась эта заветная идея Путина инкорпорации Беларуси в РФ. Почему он его защищает? Ну, вы знаете, они же все-таки живут не такими понятиями, что вот нравится мне президент чужой страны или не нравится, да, хороший он или плохой, умный или глупый. Они смотрят на то, что они могут извлечь из этой ситуации и стараются извлечь по максимуму. Ну вот сегодня ситуация такова, что Путину есть смысл встречаться с Лукашенко для того, чтобы что-то, может быть, изменить в пользу Кремля. Ну или просто диктатор поддерживает диктатора? Я не думаю, что между ними существует братская солидарность. Это люди, лишенные эмпатии, солидарности. Диктаторы, как правило, очень самостоятельные, эгоистичные люди. Да? Можно взять просто массу исторических примеров, где они действовали вразрез с какими-то общечеловеческими ценностями, исключительно соблюдая свою личную выгоду. И я думаю, что и Путин, и Лукашенко — это люди такого же ряда. Они будут делать только то, что им выгодно, и легко наступить на горло друг другу, если в том будет для них необходимость. Итак, если
изменение ситуации вы исключаете в результате выборов в России, да? То есть как бы тогда, и тем не менее, какой-то оптимизм у вас есть, что система может в России измениться, и Алексей Навальный олицетворяет, он является этой фигурой. Каким образом вы ожидаете в России революции? Как бы? Осман, смотрите, я не утверждал, что не может измениться в результате выборов. В результате выборов система может измениться. Но это в том случае, если выборы будут. У нас в России уже 20 лет выборов нету. То, что есть, это некоторая имитация, которую Кремль устраивает такое шоу в основном для западной публики, которые должны понимать, что Россия — это тоже демократическая страна. Примите нас в свои клубы, мы такие же, как и вы. Вот у нас даже оппозиция есть, и какие-то партии там есть в Госдуме, да, оппозиционные называются. Но на этом пути, вот на пути имитационных выборов ничего сделать не удастся. Если удастся что-то сделать, то это только с помощью давления улицы. Вот по-настоящему изменения в России могут произойти только тогда, когда общество устанет от этого человека, как в Беларуси устали от Лукашенко. Когда у нас также устанут от Путина, выйдут на улицы, и будет очевидно, что это большинство людей. И люди начнут сопротивляться не на выборах, не на каких-то политических акциях, а вот у себя во дворе, дома. Ежеминутно, каждый раз, когда они сталкиваются с властью, они будут сопротивляться и выражать свое недовольство, когда, может быть, в России что-то начнет меняться. Вот на этом. Что должно тогда произойти? Что должен еще такого сделать Путин, чтобы еще более устали? Еще более устали, да. Вы знаете, они же стараются держаться аккуратно, и Путину не откажешь в некоторой хитрости в этом отношении. Вспомните, последний раз массовые выступления оппозиционные были в 2011-2012 году. Тогда власть дрогнула, они по-настоящему поняли, что сейчас что-то произойдет. Да? Предприняли массу усилий, и, к сожалению, успешных. Но вызвано это было тем, что они оскорбительно отнеслись к обществу. Вот это, знаете, это вот обмен креслами Медведева с Путиным, он был настолько циничным и настолько вызывающим, что людей это задело. Понимаете, это их задело не только как с точки зрения будущей политики российской, да, демократии или авторитаризма. Их задело пренебрежение к общественному мнению. Потому что они могут так легко, так цинично поступать и не стесняться при этом, и объявлять это в слушание. Да, мы еще раньше договорились поменяться местами. Понимаете? И вот это стало спусковым крючком для протестов 2011-2012 года. Я думаю, что в следующий раз случится что-то подобное, когда люди возмутятся чем-то так, что их просто это по-настоящему заденет. Да? Может быть, как в Киеве во время Майдана людей задело, когда начали стрелять и расправляться со студентами. Да? И тогда масса народу вышла. Так же, как сейчас вспыхнуло из-за того, что Навального попытались убить, а не получилось, и потом посадили в тюрьму. Ведь среди тех людей, которые выходят на митинги протеста, это не все сторонники Навального. Их, так по приблизительным подсчетам, их примерно треть. Все остальные люди, которых возмущает сам факт того, что государство может так отнестись к своему гражданину. Вот я думаю, что что-то в этом ряду, какое-то такое событие, оно станет триггером, серьезным изменением. То есть арест Навального, отравление Навального — это еще не триггер? Для какой-то части это триггер. Он не стал таким для общероссийским. Да? Не такое сильное, может быть, для всех ощущение. И потом Навальный лидер такой определенной вполне части оппозиционной. Я бы не сказал, что он оппозиционный лидер оппозиции, да, как любят говорить на Западе. Лидер определенной части оппозиции, некоторые, отнюдь не все. Хотя он самый яркий человек в оппозиционной среде. Но отнюдь не все его поддерживают. Но все не хотят, в оппозиционной среде все не хотят Путина. И довольно много людей в России, которые не хотят Путина, невзирая на все эти мифические 8,6%. Когда их станет критическая масса, когда эта система пошатнется. Спасибо большое. Александр Подровенник, политический аналитик и диссидент советского периода. У нас к следующему гостю мы просто не успеем. Тут пару новостей.
У нас еще... Нет, наверное, успеем. Да, мы можем перетянуть чуть-чуть эфирного времени и пообщаться с нашим гостем. Тарас Черновол должен к нам подключиться, политический аналитик. А тем временем сегодня появилось такое информационное сообщение, что вечером должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Но вот что интересно, что повестка дня не объявлена. Однако в офисе президента анонсировали, что будут принимать какие-то жесткие решения для устранения угроз национальной безопасности. В прошлый раз каналы тоже закрывали в пятницу, да? Перед выходными, кажется, в 10 вечера. Тогда вообще было... 2-го, 22 числа. Какой день недели это был? Это, ну... Тоже что-то было перед конец недели, выходными, да, это да? был конец... Ага. Нет, это был все-таки Вот, нам подсказывают, что это было среди недели. Ну, посмотрим, что это будет за решение, потому что, помните, некоторое время назад говорили, что, возможно, какие-то решения по Донбассу непопулярные будут принимать. До этого Данилов обещал, что будут представлять какие-то 5 вариантов разрешения ситуации и урегулирования ситуации на востоке Украины, но так и этого не представили, хотя обещали представить после Нового года. Ну что ж, дождемся вечера и посмотрим. Да, и у нас из новостей осталось то, что служба внешней разведки Украины утверждает, что Российская Федерация пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями строя «Северный поток-2», поскольку спешит закончить его до Дня России 12 июня. У нас есть цитата службы внешней разведки. Нам відомо, що в Як відомо, Росія поновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу ударними темпами. На глибинах 65-70 метрів труба укладається вдвічі швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням – якнайшвидше завершити будівництво за радянською традицією, приурочивши його до свята Дня Росії 12 червня. Ну а также есть такое информационное сообщение, которое появилось сегодня. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Россия и Китай попытаются извлечь политическую выгоду с пандемии коронавируса. Об этом она заявила в интервью Deutsche Welle. Вот что она сказала. Нам відомо, що в Росії, в тому числі в силових структурах, обговорюється, що через коронавірус багато держав на Заході будуть зайняті наслідками нинішньої кризи і завданим економічним збитком. І це дасть більше простору для російського впливу на міжнародній арені. Да, и вот там сообщают, что уже известно первые результаты заседания РНБО, введены персональные санкции против, нам говорят, Виктора Медведчука, одного из лидеров блока, и его супруги Оксаны Марченко. Я открываю новость на «Украинской правде». Об этом так. заявил секретарь СНБО Алексей Данилов уже на брифинге. Угу. Пока больше никаких подробностей нет, да? Есть цитата, могу процитировать. Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали 5 сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти 5 сценариев будут подниматься соответствующим структурам. Дано указание президентам посмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки, добавил Алексей Данилов. Вот, собственно, то, о чем мы говорили. Да, в деталях, которые дает «Украинская правда», что санкции введены против 8 человек и 19 компаний. Хочу добавить, что в прошлом году была информация, что кроме тех каналов, которые связывали через Козака, закрытых на прошлой неделе, у Медведчуков есть, по-моему, 20%, в том числе в самом крупном украинском телеканале «1+1». И если у нас уже наш гость на связи... Пока что деталей никаких нет. Я думаю, что через некоторое время уже будут детали заседания. С нами сейчас на прямой связи Тарас Черновол, политический аналитик. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, радий чути вас. Доброго дня. Ну что ж, вот мы сейчас прочитали оперативную новость, что Украина ввела санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Что скажете? Ожидали ли вы такого решения? Ну, воно було абсолютно само собою зрозуміло після того, як вводилися санкції проти Тараса Козака, тому що сам Козак, він не є самостійною фігурою. Якщо ви вводите санкції проти нього, ви автоматично мусите проти нього відкривати якісь певні кримінальні провадження. Давайте зрозуміємо, що санкції проти громадянина України можуть бути введені тільки в одному єдиному випадку. Якщо він є суб'єктом терористичної діяльності. Це чітко написано в законі про санкції, які діє в Україні. І
якщо ви звинувачуєте фактично цим людину, що вона є терористом, ну ви не можете не відкрити кримінальних проваджень. Тому зараз це вже виглядає навіть трошки непристойно, але відкрити провадження проти Козака просто, в принципі, без прив'язки до Медведчука неможливо, тому що це є абсолютна зв'язка. І тому відкриття проти Медведчука, воно ніби випливало автоматично. Тим більше, якщо ще й цими санкціями десь хотіли загладити трошки свою вину перед США і перед Байденом, то це теж логічно, тому що Медведчук є вершиною тієї піраміди пропутінських впливів в Україні, і він є суб'єктом санкцій Сполучених Штатів Америки. От тільки інший момент мене цікавить, чи ті санкції, які вводилися зараз проти Медведчука і його дружини, їхнього бізнесу, чи вони насправді серйозно готувалися, чи були зовсім інші плани на сьогоднішнє засідання РНБО? Тому що, знаєте, я ще старих часів, коли ще був у владі, маю свої якісь там певні інсайти. І я наскільки розумію, що сьогодні мало бути трошки ширше коло осіб, проти кого мали бути санкції. І Медведчуком мали врівноважувати санкції проти Макієнка і проти одного з телеканалів українських, який точно не можна запідозрити в проросійських... Так, я поясню вашу думку. Те, що позавчора бенефіціаром прямого каналу став Петро Порошенко, якого пов'язувало до цього з цим каналом, це убезпечило від санкцій прямий канал, який формально був на Макієнко. Правильно? Ну, знаєте, формально-неформально, я дуже добре знайомий з Макієнком дуже багато років. Я, наскільки розумію, для Макієнка прямий був певною своєю інвестицією в серйозне майбутнє, в тому числі не тільки медійне. Але те, що на каналі була зроблена ставка саме на підтримку Порошенка, це відомо. Які були впливи Порошенка, наскільки вони там були формалізовані, знаєте, про це можна дуже довго сперечатися. Але розказувати, що Макієнко був взагалі просто номінальним власником, ну, я як людина, яка знає трошки середини ту ситуацію, кажу, це не зовсім так. Але менше з тим, Макієнко, він легко піддавався удару. Він був, давайте згадаємо, виконуючим обов'язки голови КМДА в той період, коли відбувався Майдан. Тоді Попова відсторонили після побиття студентів, і на Макієнка, ну, на нього ніби падала відповідальність за багато різних подій, які тоді відбувалися. Але відразу після Майдану все було переглянуто дуже детально. Він передав владу, він надав всі свідчення, які потрібно, і йому звинувачень не висунули. Більше того, сказали, що навіть ситуація з зупинкою метро була пов'язана не з Макієнком, а з рішенням Кабміну. Саме там ухвалювалося це рішення, і там заблокували діяльність взагалі транспорту в Києві. Тому Макієнко ніби був поза будь-якими підозрами. Але зараз, враховуючи цей фактор, якраз під оцей весь шум відбувається річниця чергова страшних розстрілів на Майдані. Раптом та ж сама влада, яка не рік, 13 місяців, категорично відмовлялася навіть розглядати проект заяви Верховної Ради щодо Майдану. Звернув увагу, вони коли ставили проект, там було не про 7-му, а про 6-ту річницю, тому що вони його маринували цілий рік. Зараз вони раптом швидко його витягнули, без редагування, без нічого ухвалюють. Зараз різко доповідь Венедіктової Верховній Раді про розслідуваннях справ Майдану і тому подібне. І під це мало піти звинувачення проти Макієнка, і автоматично рикошетом це мало вдарити по каналу. На щастя, цього не відбулося. Тут відбулася, знаєте, гра, гросмейстер вступив. Він зумів виграти всі партії, включно з тим, що Петро Олексійович зумудрився навіть зробити спеціально, організувати зустріч з послом Великобританії, добре засвітити цю справу. Знаєте, тут було красиво зроблена гра, після чого Володимир Зеленський опинився в ситуації просто патовій. Тим більше, наскільки я знаю, Порошенка була доказова база того, що справді це питання на сьогодні мало бути винесене. І воно вже підійшло у всі посольства, у всі уряди. Зараз вже провести той план було неможливо. А те, що рикошетом зачепило Медведчука, який мав бути тільки для балансу, я цим результатом задоволений. Єдине, що ще раз хочу повторитися. Санкції проти громадянина України можна вводити тільки в випадку, якщо він звинувачується в тероризмі. Як можна звинуватити людину в тероризмі і навіть не вручити їй підозру, не арештувати людину? Там немає іншого запобіжного заходу, окрім арешту. І Медведчук, і його дружина, і Козак, які через санкції офіційно українською владою звинувачують в тероризмі, абсолютно ніяким чином підпадають поки що під відповідальність. Це, знаєте, це якась певна абсурдність. Якою, на вашу думку, буде відповідь Росії, там, кума Медведчука
Путіна на ці речі, чи вся справа ну, і вона залишиться ні з чим, і її якби скинуть на гальма, і все закінчиться, як завжди в Україні закінчується? Знаєте, про ситуацію в Росії щось говорити після того, як у вас був настільки авторитетний гість пан Подробінник, ну, мені навіть просто не випадає. Це людина, яку я дуже глибоко шаную, яка дійсно дуже добре розуміє внутрішні ці процеси. Я від себе можу хіба своїх таких пару копійок додати. На мій погляд, в Росії сьогодні справи не дуже добрі. Чи вони пов'язані з проблемами здоров'ям Путіна? Чи вони пов'язані з тихим бунтом російської еліти, яким ну занадто дорого коштують оті всі вибрики Путіна, оце його бажання цьому світові показати Путіну мать? Це ж все обертається в дуже реальні фінансові втрати. І там відбуваються якісь певні процеси. Я їх бачу, ці процеси. Я бачу, як того ж самого Навального підтягував і пробував розкрутити окремі силові структури Росії. Я бачу, як там служба внішньої розвідки грала свою відповідну роль на його користь. Той інший момент, як інші служби працювали на підтримку Путіна. Але оцей роздрайв, який там почався, він дуже сильно послабив російську реакцію. Зверніть увагу, було кілька викликів Росії. Україна ж і оця особова ситуація – це ж не єдина і не основний виклик для путінського режиму. Ну, скажімо, ситуація протидії Заходу і бажанням якось там насолити Заход. Найкраще завжди про це домовлялося з іранськими лідерами, і Росія там їх фінансовувала, Іран, відповідно, починав знову розкручувати там ядерну програму, починав підтримувати терористичні рухи в різних країнах світу. Ця гра завжди працювала дуже добре. Приїжджає прем'єр-міністр Ірану до Москви, має зустрітися з Путіним і обговорити стратегію, а його до Путіна не пускають. У Медведчука виникають проблеми з каналами. Він кидається відразу до кума, пробує просити про зустріч з Путіним, його до Путіна не пускають. В кінці кінців слабенька і, як на мій погляд, абсолютно беззуба заява навіть не Путіна, а Пєскова з приводу того, що це такий-то двойний стандарт, коли закривають средства масової інформації. Ну, давайте згадаємо все-таки російську риторику. Вона завжди була набагато войовничіша, вони завжди погрожували. А в даному випадку, здається, їм просто не до того. Я маю різні версії, чому Володимир Зеленський, який завжди, його партія постійно на цих каналах світилися, вони завжди співпрацювали. Ці канали зробили дуже багато для того, щоб Зеленський став президентом. І чому Зеленський зробив кроки проти цих каналів? У мене є різні версії, але серед цих версій є одна умова, без якої він би цього не зробив. Мені здається, ця умова була засвідчена в тому повідомленні чи витоку інформації від Служби зовнішньої розвідки України, коли вона підготувала доповідь. Я дійсно не розумію, навіщо цю доповідь, яка носить секретний характер, було озвучувати публічно, а вона пішла публічно про стан справ в Росії. Там було трошечки прибільшено, прикрашено ситуацію, що там мало не почалася передача влади від Путіна до преємників в Росії, але там було визначено і обставини, які будуть значити це для України. З одного боку, це послаблення можливості швидкого реагування Росії, з другого боку, що нічого особливо кращого для України не буде. Але сам факт, що Росія зараз скована своїми проблемами, мені здається, і в тому, що Зеленський ризикнув позбутися частини своїх опонентів. Навіть не опонентів, а критиків, тому що ті канали зараз дістали команду ФАС. Їм не потрібний, Москві не потрібний свій президент України, їм потрібний генерал-губернатор в Україні, а для цього треба дещо в Україні відбулося і все інше. І тому в цій ситуації він ризикнув з тими каналами, там, з Шарієм, з іншими, поступити в такий жорсткий спосіб. А поступити з Порошенком, шукали варіант, щоб це було би, скажімо, з Макеєнком. А проти Порошенка такі речі зробити трудніше, тому що якраз західний світ зараз набагато консолідованіший. Відхід Трампа, прихід Байдена консолідував західні демократії, вони сьогодні жорсткіше можуть і більш спрямовано реагувати. І тут вийшов такий надпольчик, який нам всі в Україні, в принципі, на користь. Тому що це добре, що російські заливні бачки, я їх можу називати, це не є засоби масової інформації, це пропагандистські російські канали, що вони сьогодні замовкли. Це прекрасно для України. Я надіюсь, що це надовго, хоча є дуже серйозні підозри, що це може закінчитися надто швидко. І добре, що цей удар не пішов проти українських каналів. Хоча, на превеликий жаль, ми бачимо, що по телеканалу АТР, мені здається, і досі не розв'язані нормально питання про фінансування, про нормальну роботу безперебійну каналу. Але принаймні ми дістали однобокий певний удар по проросійським силам. Це добре. Навіть якщо це не щиро. Пане Тарасе, повертаючись до того, що ви сказали
раніше про те, що насправді Медведчук, санкції Медведчука проти Медведчука і Оксани Марченка мали збалансувати можливі санкції проти Макієнка як власника телеканалу «Прямий», і з «Прямим» мало відбутися те саме, що відбулося з Ньюзваном 112 і Зіком. Тоді виходить, що мета була не позбутися зелених бачків, а мета взагалі інформаційний простір взяти повністю під свій контроль, не зважаючи від спрямування каналів. Так я правильно розумію вас? Ну, в принципі, так. А я вам скажу деякі речі, на які я звернув увагу десь приблизно місяців 7-8 назад. Відбуваються події по такому нейтралізації інформаційного простору. Вона відбувається в дуже різний спосіб. Ну, скажімо, є різні інформаційні канали, до яких можна по-різному ставитися. Деякі негативні, деякі позитивні, але вони один за одним замовкають. От я собі колись подивився, скажімо, ті телеканали, на які я ходжу. Я дивлюся, а половини з них вже просто не існує. Вони зникли за останніх 1,5 роки. Вони просто замовкли. Я дивлюся на радіо. Ну, є той же самий, там, скажімо, в Києві, знають, був «Голос столиці». Різному можна його оцінювати, але при Порошенкові, при всьому тому, що там було протиставлення, що там його жорстко критикували, радіо працювало, медіахолдинг працював. Прийшов Володимир Зеленський і різко відбулися дії, і радіо замовкло. Оскільки там був все-таки баланс, там був і прихід, ну, Разумкова розкручували завжди на цьому радіо, але там і були опоненти, і радіо замовкло. НВ жорстко, нормально працювало. В певний момент НВ раптом повіщає, у нас буде нова доктрина, ми тепер будемо більше музики, ми будемо хохмашки розказувати в ефірі. Воно так і відбувається. Радіо кардинально поміняло обличчя і перестало бути жорстко дискусійним інформаційним радіоканалом. Я не думаю, що там був якийсь прямий вплив на радіо, а вплив на інвесторів міг бути. Я думаю, що міг бути. Потиснули на Пінчука, потиснули на Фіалу, і ті вирішили ліпше не критикувати. Постійні проблеми у телеканалу АТР, який постійно має проблеми з державним фінансуванням. Проблеми національного, ну тепер національно-суспільного мовника на радіо. Там дуже серйозні проблеми. І там прямим текстом говорять, а давайте ми їх так на півроку закриємо, на той час там щось поробимо, а потім, може, їх знову відкриємо, а може, й не відкриємо. Тобто відбувається, по суті, певна зачистка чисто інформаційних каналів. Зберігаються ті, які є розважальні, з довіжками новин і аналітичних програм. Але розважальні. Ну, на зразок того ж самого 1+1 медіа, де теж є новинні блоки, інформаційні блоки, але основа є розважальний продукт. От щодо таких телеканалів проблем нема, а чисто інформаційні, по них іде певний пресинг. Дуже різними механізмами. І я б не сказав, що, там, скажімо, атака на «Прямий», яка, до речі, ведеться вже далеко, не 1 місяць, а вже більше року, що вона, і так само, як більше року атака на АТР ведеться, що вони носять якийсь унікальний характер. Вони десь вкладаються в оце розуміння, що там, де хіхоньки-хахоньки, там завжди великий рекламний ринок, там завжди серйозні фінансові ресурси, і там ми завжди зможемо домовитися. Отакий певний пресинг, можливо, навіть підсвідомо, його почали вести десь трошки більше року назад. Ну, це дуже чітко видно, коли подивитися по загальній картині українських теле- і радіоканалів. Це підготовка до другого терміну, чи що, до чого це йде? Тому що з таким рівнем підтримки, який зараз показує українська соціологія цій владі, ну, важко стати, мені здається, диктатором. Ну, мені здається, що в Україні взагалі диктатором стати неможливо. Доказано всіми, хто був до того, і коли Кучма спробував закрутити гайки більше, ніж цього могло собі сприйняти і зрозуміти суспільство, у Кучми почався 2001 рік, який дуже сильно його похитнув. Так, на жаль, на кожній нашій серйозній події, на піднесенні суспільному, щось виграє Росія. Вона завжди за цим стежить, вона завжди щось тоді відхаплює. Але Кучма зрозумів, що є межа, за яку виходити не можна. Янукович набрався апетиту, Конституцію поміняв, опонентів почав садити, почав додушувати все, закони узурпаторські проводити, під сім'ю свою всю країну віддавати, переступив певну межу, вибухнуло все. Кінець правління Януковичу. Володимир Зеленський робить дуже багато помилок, які неймовірно нагадують дії Януковича. Просто іноді до неймовірного нагадують. Ну, але мені здається, що є та межа, і він навіть сам усвідомлює, що є певна межа, зайшовши за яку, процеси для нього можуть стати незворотніми. У мене таке відчуття, що певна зачистка інформаційного простору і бажання лишити в ньому, в першу чергу, лояльних власників каналів, а головне, це все-таки більше розважальне, ніж інформаційний контент,
вона пов'язана навіть з другим терміном, хоча він, звичайно, про це мріє, але люди навколо нього, я думаю, гадають про інше, щоб не повторився оцей ефект консолідуючого значення засобів масової інформації під час революції. Пригадуєте, як на той момент кілька телеканалів, які тоді функціонували, це «П'ятий канал», це «Еспресо», яке тільки тоді вийшло на нормальний рівень розвитку, це канал TVI і тоді дуже чистий, добропорядний телеканал ЗІК. Як вони прямі трансляції з Майдану вели постійно на всю Україну, як вони консолідували фактично і допомагали організовувати протестні акції. Вони були консолідовані через ці телеканали. І мені здається, що багато хто в Зеленського розуміє, що наступного Майдану не уникнути, але вони вірять, що їх можна притиснути, передавити акції, ну, скажімо, поліцейськими зусиллями, якщо буде нейтралізований оцей фактор масової консолідації. От на відміну від арабського світу, в арабському світі спрацював фактор Фейсбук. Соцмережі, вони стали мобілізуючим фактором. Для України соцмережі стали деморалізуючим фактором. Я написав допис в Фейсбуці, поставив лайк, і мені вже не треба йти на мітинг. Я ж лайк поставив, навіщо мені йти? Навіщо мені ще там простудитися, йти на повітря? Я ж зробив свою реакцію, я її висував у Фейсбуці. Отак, на відміну від, скажімо, від жителів арабських країн, думають багато українців. А телевізійний режим, він давав мобілізуючий характер. Це доказано 2013-2014 роком. І тому я думаю, що десь це зуміли оцінити люди, які, мабуть, дуже погано розуміють, як треба керувати Україною, але дуже добре розуміють, як керувати увагою громадян. У нас при владі продюсери. Продюсери розуміють, що таке телебачення, яка його роль в тому числі в суспільних процесах. Дякую дуже. Чохсагол нас, пане Тарасе. Тарас Чорновіл, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. А сейчас появились подробности санкционных мер против Медведчука и его супруги. В частности, Совет национальной безопасности Украины поручил вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», который в 2017 году присвоило окружение Виктора Медведчука. В офисе президента сообщили следующее, цитирую. Рассмотрев этот вопрос, СМБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках. Конец цитаты. Ну а мы, к сожалению, уже вынуждены с вами попрощаться. Эфир телеканала АТР сейчас будет уже продолжать информационная программа «Заман». В студии для вас работали я, Гульсум Махарилова, и мой коллега Осман Пашаев. Sounds.
Системне знищення ідентичності та тотальна русифікація. Цим російська окупаційна влада вже майже 7 років нівечить свідомість кримських татар та українців на півострові. Починаючи зі шкіл та садочків, насаджується лояльність до окупаційної влади. Нещадно скорочується кількість кримсько-татарських шкіл та класів. За даними Кримсько-татарського ресурсного центру, до окупації було 15 таких закладів. Зараз залишилося 7. Решта шкіл або змішані, або загальноосвітні. Українською та кримсько-татарською загалом навчаються близько 3% учнів. І це за сумнівними даними окупантів. Ба більше, вже з дитинства кримські татари перебувають під пресингом адміністрації цих шкіл. Адміністрація шкіл робить зауваження дітям через спілкування рідною мовою, проводяться рейди пошуку так званої екстремістської забороненої літератури. У школи приходять співробітники ФСБ для так званих профілактичних бесід з кримськотатарськими дітьми. У школах учням роздають анкети, через які намагаються з'ясувати настрої в сім'ях і їх схильність до доносів. Прокуратура Автономної Республіки Крим затримала учасника незаконної організації «Автоканала Севастополя», яка координувала незаконні збройні формування у Севастополі та сприяла окупації Криму. За інформацією Центру журналістських розслідувань, мова йде про 46-річного мешканця Севастополя Євгена Куцарєва. Чоловік у 2014 році спрямовував операції так званих самооборонівців. Ті незаконно переслідували та затримували проукраїнськи налаштованих громадян, нападали на знімальні групи українських та іноземних телеканалів. Наразі прокуратура повідомила Куцарєву про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Так само у 2019 році на КПВВ із окупованим Кримом затримали координатора автоканала Севастополя Ігоря Кучерявого. Той виїжджав на материкову Україну для оформлення українського паспорту для виїзду за кордон. Хоча він і визнав свою провину, його справу закрили через спливання строку давності злочину. Росія має платити за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна проситиме Євросоюз про нові санкції проти країни-агресора, каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, облави, які прокотилися Кримом в середу, за ініціативою України обговорюватимуть на Генеральній асамблеї ООН 23 лютого. А найближчим часом, каже Кулеба, буде підписано офіційне звернення до ЄС з закликом до посилення санкцій проти окупанта. Ще минулого року я закликав Європейський Союз застосувати механізм, санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. І ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини. Окупанти тричі били по українських позиціях на Східному фронті. Поблизу Славного, що на Донеччині, ворог на всібіч стріляв зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного гранатомета. Поблизу Світлодарська на Луганському напрямку відкрили вогонь з великокаліберного кулемета та автоматичного гранатомета. Обійшлося без втрат серед українських захисників, а на всі ворожі обстріли відповідали вогнем. По той бік лінії фронту тривають злагодження окупаційних підрозділів під наглядом московського командування, звітують у розвідці. Основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів снайперських розрахунків. Заходи бойової підготовки з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів контролюються комісіями Генерального штабу, що у місті Москві, та штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону Збройних сил Російської Федерації.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, сайглатыр, телеканалының телесерджілері, сайфатайры қырым сесі яйында олмалы деген марафонны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова, вемеслікдешім Шевкет Наматулаев чалшамыз. Хайрлах шамлар, енді бұл марафонда енді адетке чевірілді, 3-ші авто бетмекте, 3 авто девамында АТР телеканалы етрафында олған проблемалар ақында айтамыз. Бұне бері-бер Қырымда, Қырым етрафында олған проблемаларында музакер етеміз, чүнки тек АТР-ны музакер етежек олсақ, демек чевречетте олғаншы аққанда енді базы бір семедешлеріміз енді білмей қалажақ. Оның үшін бұл мевзуларыны да диққатсыз қалдырмай оларын да музакер етмектеміз. Оның үшін сізлер де біздің яйынымызға қошылып, телефонлар экранларымызда, сіздің экранларыңызда, біздің экранларымызда қайт етілген телефон етіп, өз фікірлеріңізді айта білесіңіз, қошылыңыз, дестек сөздері олсын, базы береке фікірлеріңіз бардыр, қошыла білесіңіз. Zaten ekseriyetle muzakere etkеніміз xaberler hem ATR hem de Qırım ile bağlamaz. Şimdi bir kaç dakika Rus tiline geçmeyi isteyimiz. Çünkü biz ile Rus tilinde laf edecek musafirimiz bağlandı. Добрый вечер еще раз. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. И к нашему эфиру сейчас присоединяется Валерий Балаян, режиссер. Витаем вас. Селям алейкум. Салям алейкум. Добрый вечер всем. Скажите, пожалуйста, как вам видится та ситуация, которая сложилась вокруг финансирования телеканала, то есть не финансирования телеканала АТР? Вы часто бываете в Крыму, и вы знаете, насколько это важно, вещание телеканала на оккупированный Крым. Да, безусловно. Вы знаете, все люди, которые хорошо помнят события 7-летней давности, все прекрасно помнят роль телеканала АТР, который в условиях начавшейся оккупации, когда люди были растеряны, когда никто не мог вообще понять и разобраться, что происходит, после 2 недель тотальной пропаганды, которая лилась со всех крымских других телеканалов, государственных и прочих, единственным голосом правды, единственным голосом, который доносил смысл реальности происходящего, был телеканал АТР. Многие, к сожалению, забыли, по-моему, вот эту вещь. Так же, как и забыли то, что, к сожалению, из 600 тысяч украинцев, которые называли себя украинцами в Крыму, настоящими украинцами оказались крымские татары, крымлы, за что им низкий поклон от всех этнических меньшинств и, по-моему, от всей Украины. Забыли сказать спасибо, потому что вышли за Украину в основном крымские татары, в основном. Забыто, к сожалению. Как и забыто то, что сегодня, эти последние 7 лет, мы живем в ситуации информационной войны. Вспомните, с чего начал Путин. С разгрома НТВ, с разгрома независимого телевидения в России. Вот с чего начинается становление диктатуры и тоталитаризма, с уничтожения источников правдивой информации, чтобы никакая информация правдивая не доносилась до населения территории, на которой воцаряется диктатура. Это забыто. Забыто так же, как и то, что давно доктрина военная российская пришла к выводу, и я сам проходил на военной кафедре эту науку, спецпропаганда на территории оккупированного противника, что именно тотальная промывка мозгов, навязывание лживой картины мира — это более эффективное оружие иногда, чем другие обычные конвенциональные виды вооружения, понимаете? Они поняли, что изменив сознание людей, влияя на их мировоззрение, можно добиться больших военных успехов, чем применяя конвенциональное военное оружие. Это забыто. Сегодня я вот открыл РИА Новости, это официоз российский, и что я читаю? Вот сообщение от 2 февраля. Отказ украинских властей финансировать из госбюджета телеканал АТР говорит о том, что в Киеве больше не верят в возвращение, в кавычках они ставят, Крымского полуострова. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальности Руслан Бальбек. То есть смотрите, вот
они трактуют вот то, что происходит у нас с Мининтеграцией, как я посмотрел, как просто политический шаг руководства Украины, который говорит о том, что Крым они списывают, они дальше не рассматривают его как часть территории Украины. Вот так трактуют эти события в России. Что касается, я посмотрел этой предыстории, которая вот 2 недели назад началась вот с этим мнимым тендером каким-то непонятным, который должны этот тендер открыть, 2 недели что-то там полгода готовить и так далее. Все это, знаете, я как советский человек, проживший при Советском Союзе больше половины жизни, вспоминаю цитату бессмертную Владимира Ильича Ленина, который очень точно по другому поводу сказал: формально все правильно, а по существу полное издевательство. Формально все правильно, а по существу полное издевательство. Вот так можно говорить, когда люди не хотят что-то делать, они начинают открывать какие-то тендеры, записали туда Крым Реалии, который вообще отношения не имеет никакого. Я сам работаю для этого радиостанции. Она финансируется совершенно из других источников и не может претендовать ни на какие тендеры. Конкретно То есть, Конгресс по-моему, США. да, это Конгресс США, это как бы Радио Свобода, корпорация Радио Свобода, Свободная Европа. Оно не будет ходить с протянутой рукой к украинскому бюджету и так далее. То есть это, с моей точки зрения, какая-то просто дезинформация. И, по-моему, Владимир Притула на это ответил. То есть я просто хочу сказать, что вот вся эта ситуация, вся эта история, к сожалению, к огромному сожалению, напоминает мне вот какую-то не очень чистоплотную возню, потому что телеканал АТР и был, и остается честным, непредвзятым и абсолютно неангажированным источником правдивой информации. Так же, как он был в Крыму, так как он сегодня работает в Украине. Я действительно часто бываю в Крыму, и бываю у моих друзей крымских татар, у всех стоит спутниковая тарелка, все смотрят, конечно, вот телеканал ЭТР. Лишить наших соотечественников, это наши соотечественники, честного источника информации является, с моей точки зрения, просто диверсией. Я другого слова. Почему так происходит? Вот мы уже на протяжении 3 недель ведем марафон из СейФ-АТР, и никакой реакции ни со стороны Министерства реинтеграции, ни со стороны Офиса президента, ни от самого президента, ни от премьер-министра абсолютно никакой реакции нет. И действительно, как вы отметили, все, что происходит сейчас с телеканалом АТР, и, возможно, его закрытие, это все играет на руку Кремля. Я, конечно, не хочу вдаваться в какую-то конспирологию, но что это, если не подыгрывание Кремлю? Вы знаете, иногда в политике, как мы знаем, бывают вот такие ситуации, когда запускают пробный шар. А вот попробуем так, посмотрим на ситуацию, посмотрим на реакцию. Я не думаю, что это просто так. История там какая-то случайная, какие-то бюрократические моменты с этими тендерами. Решение по существованию телеканала или не существованию телеканала на территории воюющей страны, которая является Украиной, является сугубо политическими решениями и ни разу не финансовыми. Мы сейчас увидели, спасибо и слава богу, что лишили голоса вот эти рупоры Кремля, 3 телеканала. С моей точки зрения, еще не все закрыты. Вот. И мы видим, что это сугубо политические решения. Точно так же, как и решение вот так вот издевательски отнестись к нашим соотечественникам, которых достаточно, я думаю, 1300 в Крыму и еще сколько в Украине, и прекрасно понимая, что телеканал ЭТР смотрят отнюдь не кремлы, крымские татары, а многие другие. И это расценивать можно только как политическое, для меня очень сомнительное авантюрное решение. И я надеюсь, очень надеюсь, что и давление общества, и просто здравый смысл, как должен остаться в кабинете этого руководства, должны возобладать и не сделать такую ошибку. Это будет ошибка ужасная. И я не хочу заниматься конспирологией, в чьих интересах это делается. Но понятно, что не в интересах
будущего Украины и не в интересах крымчан, которые сейчас отрезаны информационно от материка Украины. И последний вопрос. Как вы думаете, если вот украинские телеканалы тоже блокируются, украинские СМИ, мы знаем, и Цензорнет, и другие, многие-многие ресурсы блокируются, просто в Крыму их невозможно читать. Но те, кто, конечно, пользуется VPN, у них есть возможность. Телеканалы тоже блокируются, к примеру, общественные телеканалы и другие, которые в Ютубе вещают, их можно смотреть. Если телеканал АТР прекратит вещание в Крыму, к чему это все приведет? Ну, Для вы знаете, Крыма, для крымских татар в общем. Да, я хочу сказать, что, к счастью, сейчас на средних волнах, по-моему, 554 или что-то такое, в общем, покрывает Крым украинское радио. Украинское радио, Первый канал, да, в рамках которого вещает Крым Реалии, кстати, утром и вечером. Угу. Это единственное, вот, то, что покрывает весь Крым, потому что на УКВ не вещает ничего. Это все до Джанкоя, дальше больше. Да, все блокируется. Даже на территории Херсонской области вещает российское радио, которое вещает из Крыма. Да, специально перекрывают на тех же частотах. Я думаю, что еще раз могу сказать и подчеркнуть, это, как сказал кто-то, по-моему, из дипломатов и политиков, это не ошибка, это преступление. Вот кто-то сказал в 19 веке, я забыл. Это не ошибка, это преступление. Я только так и могу квалифицировать, и даже не хочу допускать этой возможности, потому что я надеюсь, что этой ошибки в скобках преступления, закрываем скобки и ставим точку, не допустит украинская власть. Она должна опомниться и просто постыдиться, что мы вынуждены обращаться в Литву, в другие страны, которые нам оказываются большими патріотами України, чем сама українська власть. Це стидно, українською ганебно. І я іншого не можу слова підібрати, ніж це ганебно і неприпустимо. Дякуємо дуже Чок вам. Сагол. Чок Сагол у нас. Валерій Балаян, режисер, був з нами на прямому зв'язку. Теше Курлер. Біз ісе Крым татар тіліне қайтамыз ве бізле Галиба енді Крымдан жанлы бар. Крымтар Милли Межлис рейсіміздің бірінші муавини Нариман Желял. Нариман аға, селям алейкум. Yok da Şimdilik bekleyin. Anladım. Балаянен бағыны кестік. Оның ерінен шымды скайп васасылы Нариман аға Желялнен бағланмаға істейміз. Сайғыл достар, біз енді айтып кештік. Мұна менің тұшынжеме көре бұл Қырым үшін де жоқ мұйым бойлы хаберлерден бірі. Затен чүнке Украина бұл хаберненді елдан берлі беклей. Веняет женкнің еді елында бүгін Украина қавсызлық шурасы Путиннің кумы олған кум насыл жақырым татаржы бар ма асында? Бізде yok олар. Бізде олар yok мұсылман орғанымыз себебінден оны әркез білетір. Пек яқын олған инсаны. Яғни Путиннің яқын олған инсаны ве шу сырада Украина милет векелі Виктор Медведчукка қаршы СНБО санкцияларына кірсетті. Сәдеже ona қаршы дегел, оның номер arkadaşına қаршы да. Яқын олған бөлі бір іш адамларына да. Іш адамларына böyle bir sanksiyalarını kırsetті. Aslında bu СНБО'nun alacak kararları hakkında da birkaç vakitten beri ilan etken ediler ve nihayet şimdi haberlerin alınğanına göre onlara karşı sanksiyalar kırsetті. Aytkanım ki bu gibi haberlerini endi 3-7 yıldan beri Ukrayna bekley ve nihayet 7. cenkinin 7. yılında Bundan evvel alındı. Taras Kozak'a kırsetilgen edi. O da Medvedchuk'un yakın insanı, demek bütün biznesi onun adındaydı. Ona da demek sanksiyalar kırsetip ve haberiniz bardır. 3 telekanal bu Rusya taraftarı olan telekanallar bütünlüğü kapatıldı. Aslında saytları bile silindi. Ukrayna teritoriyasında endi şimdilik tek YouTube vasıtasıyla yayınға çıkabilirler. Ama YouTube vasıtasıyla da galiba aytkanlarına göre YouTube'larını da kapatmak için bazı bir ındılıklar Amerika'ga Google korporasyasına müracaatlar var. Bizimle şimdi Nariman ağa Celal canlı bağda onu selamlayıq. Nariman ağa selam aleykum. Aleyküm selam dostlar. Nariman ağa şimdi biz sonki haberini Şevket'den böyle yayınımızda müzakere eteyim. Sizden de soramağa isteyim. Ukrayna'nın SNBO'su Xavfsızlık Şurası
Milli Xavfsizlik suallari boyunca Medvedchuk onun omur arkadaşı ve yakında olgan insanlarga karşı sanksiyalar körsetülüp kararını aldı. Yani Ukrayna hükümetinin, hakimiyetinin bu gibi algan kararları bugün sizince Kırım'ı bir şekilde ruhlandıra mı, umut veriyor mu? Elbette. Böyle kararlar indi çoktan almak gerekedi. Yazıklar olsun ne kadar Kırım'ın işgaline kol tutkan, ona olganını hareket yapkan adamları tutulgan sonda serbestlikte kaldılar. Ve ne kadar da öz cezasını beklegen öyle adamlar var. Kırım'da saklanalar mı, Rusya'da mı ya da başka yerde. Ve elbette sır değil, Ukrayna içinde bayağı adamlar Ukrayna'dan olan şimdiki vakayalarga cenk'e kol tutkan ve onu öyle bir ziyadeleştirgen siyasetçiler, iş adamları, jurnalistleri çalışa. Ve nihayet ben da bilmeyeyim nasıl sebeplerinden öyle karar alındı ve en öyle korumlu Rusya prezidentke en öyle yakın olan iş adamı Viktor Medvedchuk nihayet buna böyle alga getirildi. Ben bilesem Ukrayna devleti bundan toktatmasa mümkün endi bazı öyle bir umutlarını görmege, belki de Medvedchuk öyle ne desen de balavan bir adam, yüksek öyle statuslu adam ama eğer öyle adamlar tutkan son, ufak öyle adi düşmanlarını da, Ukrayna'nın düşmanlarını da böyle takdirde bekleyecek. Бізге мына білгенімізге көре, Milli Xavfsizlik ve Müdafaa Şurasынан katibi olgan Danilov haber etkеніне көре, Medvedchuk ve onun omur arkadaşı Oksana Marchenko'na terrorizm desteklenuvinde qabatlanu maddesi boyunca jinoiy dava başlatılgan ve Ukrayna Xavfsizlik Şurasında böyle bir malumatlar var eken jinoiy dava bakılmakta, onun için böyle bir sanksiyalar kirsetilgen. Sizcesine böyle kararlar Medvedchuk nezaret etken telekanallar blok etilmesi, ona şahsen omur arkadaşına sanksiyalar kirsetilüvi Putin'nin Ukrayna'ga tesirini biraz zayıflaştırabilir mi, yok mu? Ben bilesem elbet öyle de olur. Çünkü Putin bir tılsımcı değildir. O istegen hareketlerini, fikirlerini öyle bir tayaçıktan yapmıyor. Ona çalışkan adamlar var. Onların hareketleri var. Ve elbette Ukrayna endi çoktan bu adamlarını tapıp çoksu onlardan korumlu çalışa, açıktan çalışalar. Yukarı şurasında da onlar açıktan öyle bir çıkışlar yaparlar. Elbette onlarını toktatmak mecbur ve borçludur. Ama yazıklar olsun aleden gerekli öyle kanunlarga değişmeler ya da yanı kanunlar öyle de alınmadı. Buna bakınız bugün belli bizim Kırım jurnalisti Valentina Samar öyle haber yazdı. Sınırda Kenya'da, Akyar'da bu işgaline... Samabarona'da. Ve Samabarona'dan bir işte temsilcisini tutkanlar. Ve Kenya'da yazıklar olsun endi Ukrayna'nın kanunlarına göre 5 yıldan son o yapkan hareketleri endi öyle bir cinayi iş deyip sayılmaydı. Aytalar sayılsa da endi vakit geçti. Muddeti geçe demek endi mesuliyetlikке celp etmege olmaz. Elbet. Ve endi men de anda yazdım komentari olarak dedim Aysa 14. seneden evvel ve 14. senesinin devamında ve başka bir yılları devamında işgaline çalışkan, onu yakınlaşkan, getirgen adamları çokusu öyle bir cezasız kalacaklar. Yazıklar olsun. Adam öldürüldü, bazıları kırsaldı. Ne kadar takdirler öyle bir kırıldı aytmak mümkün. Kaç adam mecburi öyle Kırım'dan çıktı, türmelerge düştü. Bu adamlar ise, bu düşmanlar ise onlar serbestlikte kalacaklar ve Ukrayna bir şey yapamaz. Onun için ben bilesem endi çoktan bu vaziyetine göre bu adamlar mesuliyetsiz kalmasınlar deyip kanunlar almak gerek. O kolaborasyon degen endi
kanun ne kadar aytıla ama öyle de bir öyle fikrine yukarı şurası prezident ve hükümet gelmeli. Ve hatta Резников keçenleri sizde bu haberini eşitkendirsiniz mutlaka. Aytkanına göre sanki dersin Kırım'da okupatsiya etilgeninden sonra anda kirgen insanlarını böyle onlarını seçim o günde koyacaklar. Yani onlar isteseler Ukrayna vatandaşlığını ala bileler, istemeseler işte çıkabilirler. Bu Stalin değilmiz, hiç kimseni böyle deportatsiya edip olamazmız. O sebepten seçim veremiz insanlarga degen böyle bir beyanatta bulunganıdır Reznikov. Ne dersiniz? Siz şimdi Kırım'dan da bulunasınız. Bizden yaxşı bilesiz ne kadar Kırım'a Rusiyadan insanlarını kirsettiler ve bizim prosentimizni anda mahsus azlaştıralar. Yani biz kaytanda aslında onda 0,01% olacakmız eğer onlar anda kalsa. Elbette bu pek büyük akılsızlık. Birinciden 14. seneden son Kırım'a gelgen Rusya gражданlar, onlar kanun bozganlar. Ukrayna'nın kanunları bozganlar. Bozup mında kelgenler. Elbette onların arasında onlar çok gelgenler, çeşit türlü sayısını aytalar ama bayağı adamında var. Eğer koyçiklerde de öyle bir uzak Kırım koyçiklerde de birer ikişer adam mında gelip kondu. Evet aytmağa onlar hepsi yaramay adamlar mümkün değil. Çok işte uzak bir soğuk Rusya'nın bir topraklarından sıcak ve dülber bizim Kırım'a işte yaşamağa geldiler. Onların öyle bir imkanları açıldı. Onlar istegenler mında bir koyçikte ev alıp biz öyle bir ogrendik. Bir yaramay şey yapmaylar. Korantanyan gelip çalışırlar, bir şeyler bakarlar. Sanki dersin elbette onların ne kabahati? Bir kabahati var. Çünkü onlar kanunsuz mında bulunarlar. Ama biz aytmayıp öyle bir adamların kaysı mında kelip bu işgaline çalışıp bizim halkımız için Ukrayna gражданlarına karşı çalışkan ne kadar Rusya gражданları geldiler. Askerler, çeşit türlü bu politsiya hadimleri, mahkemede çalışkan adamları ve elbette onlarga aytmağa, isteseniz kalırsınız, istemeseniz kalmazsınız. Bu büyük bir akılsızlık, düşmanlık Ukrayna'ga ve öyle büyük vazifede çalışkan Ukrayna'da çalışkan adamlar böyle yengil fikirler aytmağa işte men buna böyle bir razılığım yoktur. Çıksınlar Kırım'dan. Bütün kanunsuz yapılan hareketlerin bakılsın ve ondan sonra Ukrayna aytabilir. Endi isteseniz bizim kanunlar boyunca Ukrayna'ga, Ukrayna toprağına gelip yaşayabilirsiniz. Endi bizim kanunlarımızga göre evlerini satıp alabilirsiniz. Men bilmem da ama mana 14. seneden son Kırım'da alıngan evleri ve ilahre yapılgan öyle bir biznes hareketleri, siyasi hareketlerin biz öyle bir terin ve dikkatle bakacağız. Elbette SBU bakacak ve prokuratura bakacak ve diğer öyle bir Ukrayna'nın işte organları. Mutlak öyle olmak gerek. Çünkü Kenya'da biz bilemiz Kırım'ın işgalini 5. kolonna yaptı. Rusya'dan gayrı elbette. Ona kol tutkan adamlarıydı. Endi eğer Reznik aytkan gibi yapılsa bu Kenya'da Kırım'da mana bu gizli saklanılan öyle Rusya'nı sevgen ve ona çalışkan eli kalacak. Bu büyük bir hatadır. Hatırlayық, 2013 senesi bu dekabr ayında Kиевте мында Майдан қызғаны вақыт, Қырымда насыл bu украинский выбор olsun, коммунистлер olsun, насыл Rusия ile birleşmek керек, böyle bir mitinglerini, akцияларны регионлар fırkası da keçirеді. Ve mına Kene'de mevzumuzga kaytsak, keçenleri Avrupa Parlamenti böyle bir muhim rezolüsiya kabul etti. En esasen bu Kırım Tatarlar için muhimdir. Anda muhtariyet hakkında, ATR teлеканалы hakkında, hem de Tamır Halklar Kanunu hakkında. Sizce bu rezolüsiyonu bizler nasıl kullanabiliriz? Elbette bu yazılgan maddeler yerine getirmek için, ömürge geçirmek için elbette Ukrayna'nın devletinin tarafından kararlar gerek. Evvel de öyleydi, şimdi öyle kaldı. Ama
Авропа bu резолюциядан бізге да бір оле esaslanmağa çare berdi. Çünkü eğer Ukrayna'da bazı siyasetçiler da öyle düşünüyorlar yapacak mı yok mu anayasasına denişmelerge Kırım mevzusunda denişmelerge kol tutacağımız mı yok mu düşünüyorlar. Şimdi Avrupa'nın ayrıca bir müracaatı var, fikri var, talabı var. Onlar diler mutlak öyle yapmak gereksiz. Kırım Tatar halkı boyunca gerekli kanunlar alınacak ve elbette anayasasına Kırım Tatar muhtar cumhuriyeti olmasına biz kol tutamız deyip ve elbette şimdi Avrupa'dan işbirlik tutmak için ve öyle bir ayrı aytsak Ukrayna Avrupa Birliği'ne yakınlaşmak ya da aslında kırmak için bu talaplarga elbette öyle bir boş tutmağa ya da dikkat ayrılmağa çare olmaz. Şimdi mecburlar. Onun için bu rezolüsyanın kıymeti pek büyüktür benim için ve bizlerge o da bir güç beri biz yıllar devamında talep etken menfaatlarımızı da öyle bir yanı güçünün, yanı bir öyle ilhamının, iradesinin öyle Ukrayna'dan talep etmeye çare beri. O pek yaxşı bir harekettir ve ben elbette Avrupa deputatlarga çok öyle bir teşekkürler Kırım'dan tekşirler bildirmeye isteyim. Neriman ağa, siz bu kanun loyihalarının kabul etip usulunu nasıl görüyorsunuz? Sizce bu kanun loyihalarını parlamentoga Zelenskiy mi kirsetmeli, hükümet mi kirsetmeli ya da bulungan bizim milletvekillerimiz tarafından böyle bir teşebbüs olup bu kanun loyihalarını endi neyse parlamentoga kirsetmeli? Bilesiz elbette yolları çok var. Siz birkaç varyant öyle görsettiniz ama men bilgenime göre Kırım Tatar Meclis içinde öyle karar alındı. En güzel varyant eğer onu şahsi Prezident Vladimir Zelenskiy yapılacak. Ne sebepten? Çünkü o bir Ukrayna'nın bir siyasi gücünün bağlı Sluga Народа degen fırkasından ve eğer o bu kanun loyihalarını öyle bir teklif etse, kirsetse ve çalışsa onlar kol tutsunlar deyip elbette onların bu loyihalarına rey beruf öyle bir 100% aytmak mümkün yaxşı geçecek. Elbette bizim ama da Prezident vermese ne yapacağımız? Çünkü böyle yani bunu daha çok beklemeye mümkün. Zaten yani 2 yıl tola. Bu 2 yıl içerisinde ne yazık ki bizlerin güzel bizim beklediğimiz şekilde komünikasyonu prezidenti zıplamadı. Bununla beraberlikte görüşmeler sadece böyle simvolik bir datalarda ola. Ya 18 Mayıs ya 26 fevral günü bir çayda ya da bayram ya matem günü. Ne yazık ki onu o günde koyulgan birçok kararlar ne iş grupası ne Milli Meclisinin böyle işbirlik fermanı verildi. Bunlar çözülmüyor. Yani bunlarga bakar eken de onun bu kanun loyihalarını parlamentoga kirsetme ihtimali da küçük görünüyor. Kendi buna hakikat laf edecek olsak. Elbette şimdiki vaziyette meclis ve prezident arasında veya prezidentin takımı arasında öyle güzel münasebet olganına öyle aytmak mümkün değil. Bozuldu bazı öyle bir münasebetler, sebepleri çeşit türlü. Çünkü bu işbirliğine karşı çalışkan siyasetçiler, jurnalistler de var. Allah'a şükür birisini şimdi RNBO öyle bir bazı kararlar aldı ama ondan gayrı da öyle küçücük siyasetçiler karşı çalışkan var ve elbette o öyle bir neticesiz kalmay. Onların yapkan hareketleri neticesiz kalmay. Elbette bizim temsil etken deputatları Ahtem Ağa olsun, Rustem Bey, Mustafa Ağa olsun, onlar da onu yapabilirler ama ne olacak? Onlar elbette kirsetilecek ama eğer deputatlar ona rey vermeseler, kol tutmasalar boş olur. Onun için bu varyant elbette gözde tutula ama şimdiki öyle bir kullanılmay. Kenede
meclis prezidentinin görüşmege böyle bir talap etti. Ve Kenne'de kaytamız, mana bu Avrupa'da alıngan rezolüsiya buna çok kol tuta. Endi o prezidentke bir signal gibi. Eğer sen bizden bir iş tutmağa istesen Avrupa'dan mutlak meclisinin görüşmek gereksin ve bu meseleler etrafında bir müzakere etip bir hareketler neticelerge geliniz dedi. Elbette ona da kol tutkan mana bu Kırım platforması da hareketi. Men bilgenime göre Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azaları, deputatları, Kırım Tatar deputatları, vekilleri anda çalışalır bu projekt içinde ve elbette o da boş kalmaz. Çok büyük, yüksek vazifeli bir adamlar kısmet olsa Kırım platformasına iştirak etmeye gelecekler ve Kenne'de anda Kırım Tatar mevzusundan ve umumi Kırım mevzusundan geçmez. O elbette adına göre ve Kenne'de çalışmak gerek ve prezidentke ne kadar az manevr kaldırsak mında o kadar işte bizge faydalı olur men belesem bu hareketler. Biz dedik ki birkaç gün evvel Ахтем Чайгозне bu studiyada laf etkende böyle bir teklifle bulunduk. Dedik ki belki anda olgan Kırım Tatar halkının vekilleri bu kanun leyhasını çıkarsın da çünkü bu Avrupa Parlamentinin rezolüsiyası var. Halk deputatları endonen tanış oldu. Ukraynaga demek böyle bir yöneliş gösterdiler. Ne yapmak gerek? Prezident çıkarmasa belki bu kanun leyhalarını çıkarıp parlamente müzakere neticesinde bir karar da doğar. Yeni bir teklifler de çıkar. Çünkü bu rezolüsiya men bilesem buna bir sebepçi olacaktır ve yardımcı olacaktır prezidentini beklemesinden de. Nasıl düşünüyorsunuz? En azında rey bermeseler bile kimnin karşı olganını görermiz. En esası anda bir fikir doğulabilir. Çeşit teklifler çünkü Европейская solidarностьте olgan Mustafa Cemilov misal olarak çıkarsa Sluga Народа da bu komitetlerde müzakere etkeni vakit o tekliflerini berebilirler ve men bilesem başka da bir formada kanun da daha koşullar daha bir güçlü olabilir. Elbette siz bütün aytkan öyle varyantlar olabilir. Men bilesem bizim milletvekiller bu vaziyetini sizden de menden de yaxşı bilip çünkü anda o parlament içinde o çeşit türlü incelikler var. Bu siyasettir öyle bir siyasi hareket. Olar onu yaxşı bilip bütün yaxşı ve yaramay tarafların öğrenip o işte hareketlerini yaparlar. Eğer olar şimdi katinin aytmalar ay keliniz bizler onu yapayıq, prezident istemese bizler yapayıq, öyle demeseler vakit kemegendir öyle variantka. Ve elbette Mustafa'ga tecrübeli bir siyasetçi ve evvel de öyle yapaydı. O başta çalışaydı yardımcılarla beraber çalışaydı. Parlamentosunda öyle bir prognoz olsun bu kanunga kol tutacaklar diye. Boş onu kırsetmeyik deyip. Çünkü kırsetsen son rey vermeseler bu sual bayağı vakitka indi çetki alına. Öyle bir işte adeti var. Onun için onu yaxşı bir düşünüp hareketler yapmak gerek. Men bilesem şimdi Mustafa'ga da meclis azaları da reisi de umut eteler neyse prezidentinin öyle bir işbirlik olur deyip. Ve Medvedchuk'a karşı başlangan Şarige, Medvedchuk'a bunların kanallarga başlangan hareketler ona getirecekler deyip. Çünkü korsetli ama Ukrayna'nın yolbaşçıları nihayet işte düşmanlarga Ukrayna'nın ve elbette bizim halkının düşmanlarına başladılar bazı hareketler. Belki de bu sualge endi yakınlaşır. Eğer prezidentinin etrafı bu düşmanlardan temizlense. Belki öyle de şimdi. Ama sizce Kenya aldanmaz mı? Aldanmağa düşmez mi şimdi Kenya'da? Çünkü yani bu beklentiler sadece şimdi peyda olmadı da. Bu beklentiler Poroshenko vaktinde de vardı. Hatta komissiya çalışaydı. Bu beklentiler Yushchenko devrinde vardı. Yani biz aytamız da buna 30 yıl. Hakikaten de bu
ayrı iqtidarlar ve her bir iqtidarnen iş alıp barıla edi ve her bir iqtidarga böyle bir beklenti besley edik ve neticede ya iqtidar işte yetiştirmeye kabul etmege destek ete ya da endi böyle yanı saylar kampaniyası başlay ve o ayta ki şimdi men nevbetteki böyle sroqqa geçsem o vakit kabul ederim meni destek etiniz ve ilahri degen böyle yani kene de bu aldanma olmaz mı sizce? Çünkü vakit ketem na 2 yıl oldu endi Zelenskiy'nin iktidarga kelgeni. Yine böyle kalmaz mı yalnız? Öyle şans var evet. Büyük şans var öyle olacağına ama neyse her bir öyle vakit kısmında öyle aytayık. Biz bazı şeylerini talep edip kazanaydık. Bakınız. Birinci vakitleri 14. seneden son neyse yukarı şurası bir karar algan edi. Bizni tamir halk olarak tanılgan işte Ukrayna. Evet o kanun değil edi. Bir постановление öyle bir edi. Evet ama neyse yıllar devamında böyle de yapılmaydı. Az olsa da ama kazandık. Bizim adamlarımız, temsilcilerimiz yüksek bir öyle iş vazifelerine düşken edilir. O da bizge az mı çok mu öyle bir faydalı edi. Poroshenko'da vakitinde bazı öyle gerekli hareketler yapıldı. Bizim temsilcilerimiz Mustafa Ağa olsun, Rifat Ağa olsun ve diğerleri resmi Ukrayna'nın delegasyaların içinde bayağı bu dünyanın çeşitli türlü halkara meydanında bulunup onların anda davet ettiler, çalıştılar. Bizim meselemizni bu halkara cemiyetke öyle bir көрсетmege, anlatmaga çare oldu. Sonki vakitlere bazı kenede bu yolbaşçıların arası bozulgan son bu hareketler azıcık toxtatıldı dep aytmak mümkün edi. Ama şimdiki vaktinde göremiz gayrıdan galiba öyle bir güzel prognozlar öyle aytmak mümkün oldu. Çünkü milletvekillerimiz bir adamga olsa da çoklaştırdı ve elbette kene bu Kırım platforması hareketler başladı. Bu Avrupa'dan alıngan rezolüsiya var. Elbette anlamak gerek böyle rezolüsiyalar OON seviyesinde olsun, Avrupa Birliği seviyesinde olsun. Onlar boş yerde öyle bir peyda olmaylar. Ne kadar adam bizim vekillerimiz, bizge kol tutkan Ukrayna'nın ekspertleri, siyasetçileri ne kadar çalışıp onlarını omurge geçirirler bu kararların. Onun için dostlarımız var Ukrayna içinde bayağı ve elbette onlardan işbirlik tutup men bilesem aşıkmayıp sabırla biz adım adım geleceğimiz. Bakınız sonki vakitlara bu MİT'te Emine Cipar şimdi ne kadar güzel şekilde çalışa. Men bilesem öyle aşıkmasak kazanabiliriz. Siz aytkan hareketi, mana bizim milletvekiller, Ahtem Ağa olsun, Rustem Bey ya da Mustafa Ağa, onlar öz adından çıkarmasına yarın da yapmak mümkün. Bugün akşam da belki geç değildir, öyle aytmak mümkün. Onu ben bilesem bu varyant her vakit öyle bir kol yanımızda öyle tutayık ve gerekli vaktinde onu yapabilir. Нариман аға, bu Avrupa Parlamenti kabul etken rezolюцияда Украинаға böyle bir tefsirler бар edemde işgalcilerge bu Kırımda geçirgen repressiyalarga da siyasi mabuslarının adları da aks etilgen edi. Sizcesine Kırımda geçirilgen bu polis taramaları sonki kun evvelsi geçirilgen bu rezolюциямен bağlı olabilir mi? Rusiyanın cevabı olabilir mi buna? Elbette. Büyük faiz öyle aytmak mümkün. Tamam öyle oldu. Sizin fikriniz doğrudur. Çünkü eğer buna tarihke baksak öyle tentuvlerin çokluğu mümkün. Baksak öyle kararlar ya da siyasi vakayalardan son geçiriydi. Bir OON bir karar alsa, rezolüsiya çıkarılsa ya da Koşma Ştatların tarafından bir şey yapılsa ya da Avrupa tarafından Kırım'a kol tutmak için ya da sanksiyalar geçirilgen son Rusya tarafından öyle bir hareket yapıla. Onlar siz yapkan hareketlerge bizge boş, biz hep bir bu repressiyalarını devam ettirimiz. Onun için gerçek aytsam
мында әрекетшілер арасында да оле бір лафлар, фікірлер, юрелер, дейлер шымды мына Қошма Штатларда яны президент Джо Байден сайланды. Әлбетте, әркез оны көре, о evvelki президент Donald Trump gibi Rusya'ya pek keskin bakışları var. O Rusya'ya değil, o yapkan cinayet öyle bir hareketlerine keskin fikri var. Мына сіздің сөздеріңізге таздықлап оларақ бағышлан сөзіңізді бөлдім, чүнки çok мұйым бөле бір хабер шымды пейда алған. Жозеф Байден шымды өткерілген Мюнхен конференцияда, қавсызлық бойынша Мюнхен конференцияда шуны айтты, цитатаны берем: «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и США. Кроме того, западный мир должен противостоять попыткам России ослабить Евросоюз и НАТО». Цитатанын соңы бағышлан сөзіні бөлдім, ама мұйым бір хабер. Мұйым хабер ve мен başka bir Қошма Штатларын temsilcisinin öyle bir айтқан sözlerini айтacak edim. Bu Rusya'da çalışkan elçisinin, o Amerikan elçisi. O dedi, bakınız, biz yapkan hareketler umumi Rusya'ya karşı değil. Rusya eğer Ukrayna'dan, Kırım'dan çıksa bütün sanksiyalar toxtatabilir. O korsete Қошма Штатлар nasıl mına Rusya propagandayda Қошма Штатлар bizim düşmanlarımız, olar bizni işte yok etmeye tırışalır, Rusya'nı bölmeye tırışalır. Mına büyük adam ayta yok, öyle değildir. Siz yaramay bir hareketler yapkan sebebinden, Kırım'ı işgal etken sebebinden, Ukrayna'nın Donbas topraklarına kirgen ekensiz. Onu yapmasanız biz hazırmız sizden Kenne'de öyle bir güzel münasebetlerini kaytarmağa, kurmağa gayrıdan ve ilahiri. Onun için biz şimdi öyle bir Kırım'da hareketçiler arasında öyle bir düşünemiz. Rusya'da öyle bir adeti var. Onlar buna böyle siz citata getirgen öyle bir sözlerine karşı gayrıdan bu represiyalarını güçlendirebilirler. Onlar öyle adeti var. Onlar sanki көрсетелер, biz sizden korkmayız. Ama biz bilemiz, Kırım'da öyle yakşı duyula, bu sözler, bu hareketler, bu sanksiyalar Rusya'ya çok öyle bir tesirli olalar. Ve men bilesem, onlar bir neticeye mutlak getirecekler. Вес соңғы суалым, Нариман аға, мына тунин көрдік, те меня Вамилева ағайында кетірділер, бұл предостережение тен белев дейік, мұса қандыров весі қасымы сізге да кетірмеділер ме? Yok, mağan şahsi de getirilmedi ve bayağı men bilgen öyle aktif, faal milli hareket iştirakçilerine de gelmediler ama endi onlar mümkün aytmağa adamlar alganlar. Bu Kırım Birdemligi azaları ya da işte iştirakçileri milli hareketimizin iştirakçilerini endi getirmeye başladılar. Siz bilesiz, çoksu onun hakkında Facebook'ta yazmıyor, onun için onların 100% sayısını belki de öyle bir bilmiyoruz ama bayağı adam endi alındı ve alınacaktır men bilesem. O elbette endi yazıldı, көрсетtiler. Bu 23 fevral Noman Çelebiçihan hatırasına işte gününe bağlı ve 26 fevral olar açıktan onu aytalar. Bu günden bağlı ve mında endi adet gibi oldu. Öyle bir mühim günlerden evvel 18 Mayıs olsun, bayrak günü olsun, da bir şeyler olsun, olar başlaylar öyle vesikaların işte tarqatmağa. Manga şahsi mına bu Rusya'da Navalny korçalamak için aksiyalar olganda manga vesika değil de telefona çıkanlar. Центр по противодействию экстремизму, олардың хадимлері телефон açıp siz bir şeyler yapacağız mı yok mu deyip öyle bir soraştırıp telefon açıkanlar. Ama men bilesem bizim tecrübeli faalcilerge mına bu hareketler sıfır. Hiçbir şeyge öyle bir tesir etmeyler. İşgalciler neden koyqalар, neden sebep bu vesikaların ketiriler? Bile demek Kırım Tatarlar koreler bu Rusya'nın kuvvetçileri çok olğanı, bir hareket yapılğanı demek çıkıp böyle bir narazılık geçirmeyecekler ama bir getirip tutturalar bu vesikalarını.
Ну, біріншіден, Шевкет Бey, керек olsa çıkarlar adamlar. Vakit gelse, gerekli olsa elbette adamlar güçlerini toplap, gerekli hareketler mutlak yaparlar. Ben onu ümit ediyorum. Yapılmağına sebepleri var. Onu da siyasetine ağnagan adamlar elbette ağnarlar. İkinciden, mında men korku deyip onu saymayın. Bekim bazı korkan da öyle karar algan adamlar var. Bu onların işi öyle bir teşkil etili. Onlar para kazanmak için, özünü bir semirli çalışkanını көрсетmek için bu boyvikte gibi tentuvler geçiriyorlar. Böyle pesikalar katarlar. Sanki Kırım'da o kadar düşman var, Rusya düşmanları, teröristleri, ekstremistleri tolgan eken, biz onlara karşı öyle bir semirli çalışamız deyip onu көрсетmek istiyorlar. Propaganda için ve onlara para ayrılgan yolbaşçılar için onu yaparlar ben bilesem. Aslında bu vesika предостережение. Onun yuridik kıymeti sıfır. Onlar bu vesikaların kullanıp ne bizge bir ağırlık getirecekler, ne başka bir hareket yapacaklar. Bu sanki bilesiz, büyük adamın bala tarafına öyle bir öyle hareketler yapmanız deyip öyle bir vesikadır. Onun için kim ondan endi o grende mında korkmağa, hareketçilerge men öyle aytayım, hiçbir korkmağa şey yok. Başka evet hareket yapabilirler. Tentuvler var, türmelerge adamlar şeyler göremiz. Elbette yazıklar olsun, sonki vakitleri onu görmemiz ama evvel adamların kırsıla edilir ve adamlarga öyle bir yaralar işte yapıp Azaplarga çektiriyorlar. Azaplarga çektiriyorlar. Elbette Allah'a şükür sonki vakitler öyle bir şeyler yoktur ama bilemiz her vakit yapılabilir. Onun için böyleki açıklardan hiç de kimse korkmayın. Bazı adamlar heyecanlılar, öyle bir telefon açıp ne yapayım sorarlar ama ben bilesem korkumunda yoktur. Halk Çok tarafı. sağ olun. Büyükten teşekkürler Nariman ağa. Bizle bağlanğanız için eyleklerde görüşkence Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Celal bizle canlı bağda Kırım'dan. Edi biz ise bu boyutunu Zamanı ayrılamaz şimdi Ukrayna dilinde zaman. Marafonumuz devam ediyor ama sadece zamana geçemiz. Sonra qaytacağız sevgili dostlar. Görüşkence. Görüşkence.
Системне знищення ідентичності та тотальна русифікація. Цим російська окупаційна влада вже майже 7 років нівечить свідомість кримських татар та українців на півострові. Починаючи зі шкіл та садочків, насаджується лояльність до окупаційної влади. Нещадно скорочується кількість кримсько-татарських шкіл та класів. За даними Кримсько-татарського ресурсного центру, до окупації було 15 таких закладів. Зараз залишилося 7. Решта шкіл або змішані, або загальноосвітні. Українською та кримсько-татарською загалом навчаються близько 3% учнів. І це за сумнівними даними окупантів. Ба більше, вже з дитинства кримські татари перебувають під пресингом адміністрації цих шкіл. Адміністрація шкіл робить зауваження дітям через спілкування рідною мовою, проводяться рейди пошуку так званої екстремістської забороненої літератури. У школи приходять співробітники ФСБ для так званих профілактичних бесід з кримськотатарськими дітьми. У школах учням роздають анкети, через які намагаються з'ясувати настрої в сім'ях і їх схильність до доносів. Русифікувати дітей допомагає окупаційне військо. Так звані Крим-Патріот-центр, ДОСААФ та Юнармія змалечку видають автомати, вчать ходити строєм та любити окупаційну російську владу. Це воєнний злочин, кажуть в представництві президента України в Криму. А відомості про це фіксуються для міжнародних позовів. Російська Федерація здійснює політику русифікації та мілітаризації місцевого населення, особливо з-поміж дітей та молоді. На цю діяльність направлена значна частина ресурсів і заходів, особливо у вищих навчальних закладах, загальноосвітніх і дошкільних закладах. І це зрозуміло, що є частинами єдиних таких умисних дій Російської Федерації щодо русифікації цивільного населення. Знищити мову і будь-який зв'язок з вільною Україною – мета Росії з початку окупації. Це стосується і вільних медіа, які транслюють мовою корінного народу. В 2015-му під репресії потрапив медіахолдинг АТР. Окупанти відімкнули сам канал, дитячий канал «Лялє», радіо «Мейдан» та «Лідер». Натомість були створені маріонеткові псевдо-кримсько-татарські ЗМІ. Втім, ці колаборанти вже не потрібні окупаційній владі. За наявною інформацією Кримськотатарського ресурсного центру проводиться робота по реорганізації навіть провладного кримськотатарського каналу на міжнаціональний канал, на якому мовлення буде здійснюватись російською мовою. Також планується введення заборони на використання нас авторських передач кримськотатарської мови. Дана ситуація підтверджує дискримінацію кримськотатарського народу у використанні кримськотатарської мови навіть на провладних телеканалах. Поки Україна нехтувала забезпеченням мовних прав українців та кримських татар, в Криму тривала русифікація. Так було до окупації, каже мовний омбудсмен Тарас Кремінь. За президентства Віктора Януковича українською мовою в Криму навчалося всього 7% учнів, кримсько-татарською – 3%. Відсутність системної та цілісної державної мовної політики до 2014 року створили фундаментальні передумови для здійснення агресії щодо України з боку Російської Федерації у формі гібридної війни. Окупаційна адміністрація на цих територіях вживає заходів щодо нівелювання правового статусу української мови та асиміляції населення. Одним з головних інструментів асиміляції є освіта. Поки окупанти намагаються русифікувати корінне населення, Україна повинна мати план реінтеграції. Крім стратегії розвитку мови, мають бути умови для сталого розвитку в межах кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Владислав Стожук, Заман, АТР. Прокуратура Автономної Республіки Крим затримала учасника незаконної організації «Автоканала Севастополя», яка координувала незаконні збройні формування у Севастополі та сприяла окупації Криму.
За інформацією Центру журналістських розслідувань, мова йде про 46-річного мешканця Севастополя Євгена Куцарєва. Чоловік у 2014 році спрямовував по рації так званих самооборонівців. Ці незаконно переслідували та затримували проукраїнськи налаштованих громадян, нападали на знімальні групи українських та іноземних телеканалів. Наразі прокуратура повідомила Куцарєву про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Так само у 2019 році на КПВВ із окупованим Кримом затримали координатора автоканала Севастополя Ігоря Кучерявого. Той виїжджав на материкову Україну для оформлення українського паспорту для виїзду за кордон. Хоча він і визнав свою провину, його справу закрили через спливання строку давності злочину. Росія має платити за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна проситиме Євросоюз про нові санкції проти країни-агресора, каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, облави, які прокотилися Кримом в середу, за ініціативою України обговорюватимуть на Генеральній асамблеї ООН 23 лютого. А найближчим часом, каже Кулеба, буде підписано офіційне звернення до ЄС з закликом до посилення санкцій проти окупанта. Ще минулого року я закликав Європейський Союз застосувати механізм, санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. І ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини. Окупанти тричі били по українських позиціях на Східному фронті. Поблизу Славного, що на Донеччині, ворог на всібіч стріляв зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного гранатомета. Поблизу Світлодарська на Луганському напрямку відкрили вогонь з великокаліберного кулемета та автоматичного гранатомета. Обійшлося без втрат серед українських захисників, а на всі ворожі обстріли відповідали вогнем. По той бік лінії фронту тривають злагодження окупаційних підрозділів під наглядом московського командування, звітують у розвідці. Основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів снайперських розрахунків. Заходи бойової підготовки з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів контролюються комісіями Генерального штабу, що у місті Москві, та штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону Збройних сил Російської Федерації.
Selam aleykum saygılı dostlar. ATR телеканалының yayınında Сейф ATR Қырымсесі yayında olmalı деген марафонны сейретесіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова ve meslектешім Шевкет Наматулаев çalışамыз. Ve bu bölükte de kene Kırım Tatar jalaf edeceğimiz anlamımızga göre ve Kırım'nen şimdi bağlanama Sudak Regional Meclisi'nin reisi Elvira Ahmetov. Elvira, Selam aleykum. Selam aleykum. Alo. Alo. Aleyküm selam. Elviraga bilgenimizge ko'ra sizga de bugun bile bir saqindiruv vesiqasini keltirganlar. Sizni de qo'rqizmaga ya da tinchlantirmaga istelar. Ne nasıl maqsadni keltirarlar sizga? Televizyon yanında galiba. Alo. Korkma ya. Şolarını küçük etsinler bizim gibi adamlar. Elvira bir ricada bulunacakmız. Lütfen televizorunuzun yanından çekiliniz. Ya da Şevket Ağa ne yapasınız? Lütfen televizorunuzun yanından çekiliniz. Ya da sondurunuz biz sizni yaman eşitemiz. Alo. Elviraga çare olsa telefondan konuşun, televizorda olgan sesinizni ve bizni televizordan dinlemeniz çünkü biraz ses kesili ve birkaç dakika ya da birkaç saniyeden son kelmekte. Onun için telefondan mümkün olsa konuşun. Şimdi eşitesiz mi? Eşiteyim. Sizge bugün bu sakındıruv mektubu kelgen işgalciler tarafından yani... Ayt. Ben sizge bakam da ne içindir skemleniz biraz kırıldı galiba. Bu sakındıruv mektupları sizge geldi de yani ne isteyler, ne için sizge geldiler ve bu sakındıruv mektuplarında ne hata ettiler? Niye bugün sabah gidelim çibinler geldi bunda bana dediler ana seni prokuror çağırıyor. Yaxşı dedim, çağırsa varım. Kendim vardım onda prokuratoraya. Bana предостережение veri 23'üne предупреждать ettik. Size öyle mitingler şeyler yapmayacaksınız diye. Ben dedim, сейчас эпидемия. И я свой народ не буду подставлять. Ama camilerde, şeylerde dua okulanacak. Çünkü siz Numan Çelebi öldürdünüz. Çeçimlerin yarısı halkını öldürdünüz o 23 senesi. Kendiniz bayrama yaparsınız. Elinizden какой у вас там праздник. Так что не беспокойтесь, будет все нормально dedim. Ben bu lafları söyledim. Ama bu şimdi предостереженияларны, yani bu sakındırıv mesajlarını bizim bilgenimizge göre sadece sizge değil de diğer işte Kırım Tatar faillerine şimdi dağıtalar. Sizin fikrinizce yani onların maksadı neden ibaret? Yani biz sizni takip etemiz, ne yerde ne yapacağınızı bilemiz ve böyle korkuzuv siyaseti içerisine mi kere şimdi bunların bu yapkanları? Yollar kendilerine korkayız belki. Bizi niye korkutacaklar bunda? Bizim de yaşayıp betanımıza. Halkımızı korkutamazlar endi. Elviraga ATR meselesine geçsek, ATR teлеканалы etrafında olan problemalarını bilesiniz. Sizcesine böyle Rusiyanın böyle informasyonda cenka gibrid cenk ötkürülgeni vakit Kırım işgalde ne kadar mühim böyle informasyon resurs Kırımga yayınlağını. Bilemiz ki Kırımda olan çok matbuat vasıtalarını blok eteler Rusların demek güçleri çok anda böyle elektron cihetten kapatabilirler ama Sputnik'ni toxtatıp olamaylar. Ama bizge şimdilik böyle bir maddi taraftan maniyalar yaratalar da Kırımga yayınlatmak için yayınlarını aslında toxtatabilemiz. Nasıl mühimligi var böyle bir alda ATR teлеканалы çalışması için Kırım Tatarlarga ilkeveli? Men bilmeyim ne nasıl ariza yazmaya ya birisine anladın mı meselenizi? Başta bir sağ olmuş ATR programınızı. Eğer bunu da bizim neden gözümüzden kotarıp atsalar kalkması pek kıyın olacak eder. Çünkü bir informasyon bir yerden gelmeyecek. Bizim elimizden ne geliyor, ne yardım etmeye olacak ATR'e? O
Onu neden bilmiyorum. Bu şaşkın bu Zelenskileri onlar allelim bu Ruslara yardım ettiler bile programmaları kapatıp. Evet. Elviraga ve soңғы sualımız sizde Kırım'da bu işgalciler uydurulgan cinayet dava hala da bakılmakta sonu көріне ме? Ne vakit bu davanı toxtatacaklar ya da işgalciler sizge nisbeten böyle bir kabahatlaf hukumunu çıkarmağa tırışa? İyi, onlara baksan tutularım tutuyor bu müzeyine olacak bir demir tatlılar da onu şekleyip çıkardılar. Ana böyle prestijliler onlar her vakit veri. Ben de kulak asmayayım onlara. Onlar yapsınlar kendi işlerini, biz kendi işlerimizi yaparız. Sudak regionunda... Ne gelir? Ne sayılarına varacak, ne bütçelerine iştirak etmeyecek. İşte elimizde kuvvet yok. Elviraga sizin... Mahkemeleri var. Elviraga sizin malumatlarınızga göre, yani sizin regionunuzda, Sudak regionunda böyle предостережениялар, böyle baskıntılar çok oldu mu? Yani çok faallerge mi berildi endi? Ну, bir-iki ballara verildi bunda. Ben bildiğim gibi. Hepsini söylemeyeceğim adlarını, onlara söylediler, bileyim. Anlaşıldı. Çok sağ olun Elviraga bizle bağlanğanınız için. Eyliklerde görüşkence Elvira Metov Sudak Regional Milli Meclis reisi bizle canlı bağda eddi. Mana Elviraga manaman bir yıldan beri işgalciler uydurgan bu cinayet davana bakmakta. Şahsi muzeyinde bu Kırımga avdet olgandan beri muzey teşkil etip, anda çeşit halkımızga mühim olgan böyle bir eşyalar saklanaydı. Onların içinde birinci Cihan Cenkinden ya da ne zamandan kalgan bir tüfek parçasını tapıp, demek bu endi silah gibi kullanılabiliyor deyip, Elviraga'nı endi silah saklaganında kabahatlamaktalar ve mahkemeler hala da devam etmekte, sonu da görünmüyor. Biz şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis azası Enviraga Kurtiyev var. Onu selamlamağa hazırmız. Enviraga, selam aleyküm. Merhaba. Merhabanız, nasılsınız? İyiyimiz. Siz nasılsınız? Sizi gördük, daha yaxşı olduk. Çok sağ olunuz. Enviraga, bizde munda Ukraynada, umumen bizim memleketimizde böyle meraklı bir haberler yüz veriyor. Onlardan başlayalım. İşte çeşitli türlü rezolüsyalar kabul edildi, geçenleri ona geçirmez. Ama böyle sonki haberler sırasında bu Putin'in akrabası olgan ve Ukrayna'nın içerisinde böyle 5. kolonnanın o günde gelgen insanga, yani Viktor Medvedchuk'a ve onun ömür arkadaşına etrafında olgan bazı bir kişilerge şimdi Ukrayna Xavfsızlık Şurası sanksiyalarını, böyle personel sanksiyalarını kırsetti ve hakikaten çok şimdi böyle müzakere edilgen haber oldu. Zaten bir saat evvelsi peyda oldu bu haber. İşgal etilgen Kırım'da yani bu gibi haberleri nasıl kabul edilir? Bu gibi haberler ve hakimiyetin yapkan hareketlere bir şekilde umut veriyor mu ya da yok? İşgalciler nasıl onu karşılayırlar ben bilmiyorum. Onlar belki de onlara pek tesir ededirler. Onlara yaramay. Ama ben bilesem buna kullanmak gerekmez. Bir doğru şey yaptılar. Ama tek bir şey var. Öyle güzel şey yapanlar bu 5. kolonnaya karşı, ama niçindir ATRG de aynı şekilde şeyler yaparlar. Onu akılga sıkacak şey değil o. Mantıklı değil. Ben ona bulamayım bu işte hakimiyette çalışkan insanların ne sebepten öyle yaparlar, ne isteğiler bunlar. Anlaşıldı ki biz bu meseleyi endi müzakere ettik. Belki de onlar başka çet memleketten bir şeye bakıp yaparlar. Belki öyledir o. Ama onu biz
bilmeyik. Onun için onu tek kozogumuzga almak gerek. Elbette Rusya'dan kelgendir bir emir. Bu emirin yerine getirgendir der olur. Ama onu elbette biz tek düşünmeye mümkünmüz ve belki de öyledir o. Ne de olsa gizli teşkilatlara, istihbarat teşkilatları Ukrayna'da yaxşı bu meselede çalışmayı ve diğer 5. kolonnayı ve bütün satkınların hepsini temizlemeyeceğiz. Bunda rahatlık olamayacak. Onun için temizlemek gerek olar. Edirberga yakında Avrupa Parlamenti Çalışkan insanların temizlemek gerek. Yollamak gerek. Betanlarına yollamak gerek. kayda yaşamak istiyorlar, anda gitsinler demek, doğru. Elbet. Şimdi öyle görüyorum bunu. Yakında Avrupa Parlamenti bizler için pek mühim olan böyle bir rezolütsiya kabul etti. Evvelleri biz bilemiz ki vakit böyle Rusya'ya nisbeten böyle tenkitler etedi. Bu sefer ise Ukrayna'ga da tenkitler var. Kırım Tatarlarının meseleleri çözülmek gerek deyip gerek olan kanunlar kabul etilmeli. ATR'ge destek verilmeli. Sizce bu rezolütsiya sadece böyle bir rezolütsiya kağıtta kalacak mı ya da amelge geçirilmek için bir fırsatlar olar mı bizge bir pozitif, bir gerekli kararlar kabul edilmesine yardımcı olacağına umutunuz var mı? Bakınız bu rezolüsiya pek büyük emniyeti vardır elbette. Buna 60. maddesinde anda keskin yazılmış. ATR'ın bu hükümet seviyede paralarını vermek gerek. Elbette bu hükümet seviyesinde paralar nasıl verilecek ATR'ge? Elbette bir ya da kanun ya da постановление kabul etmek gerek. Yukarı şurada ya da hükümette. Ben bilesem bizim milletvekillerimiz bu meselede keskin surette acele çalışmak gerekli ve misal için yukarı şurada kanun kabul etmeye gerek olsa tezden hazırlasınlar da bu kanunu rege koysunlar. Çünkü endi bu rezolüsiya var. Bu rezolüsiyadan sonra bu kanunu kabul etmeseler bu pek perişan olacaklar. Bütün hükümet olacak, bütün devlet perişan halde olacak. Son bir şey daha etmek isteyeyim. Buna halkara kanunlarına boyunca her millet kendi kaderini kendi tayin etmeye hakkı var. Ve Kırım Tatar milleti de aynı şekilde kendi kaderimizi kendi tayin etmeye hakkımız var. Demek bu prava nasyona самоопределения degen bir şekilde. Bu maddeyi de onlar 60. maddede gösterdiler. Ama bu madde boyunca biz kendi kaderimizi kendimiz tayin etmeye ne demektir bu? Biz bağımsız bir devlet kurmaya da hakkımız var. Ama halkara kanunlarında öyle bir şey var. Misal için bu şey var ama ondan gayrı daha bir şey var. Her bir devlet ve devletlerin toprak bütünlüğünün mümkün değil bir şey yapmaya. Demek nerушимость границ. Bu sebepten bu koalizya ola. Bir taraftan her millet kendi kaderini kendi tayin etmeye hakkı var. İkinci taraftan bu milletin, bu devletin içerisinden çıkıp olamayacak bir vakitte. Ve çıkacak olan milletler cenkle karşı karşıya geliyorlar. O sebepten biz elbette bağımsız devlet şimdi istemeyiz kurmayı ama biz isteyiz muhtar cumhuriyeti Ukrayna devletinin içinde kurmalı. Ve bu meseleyi onlar 60. maddesinde koydular. Ve pek doğru yaptılar. Bu pek balaban bize yardımcı olacak. Ama ne vakit olacak, nasıl olacak? Bu hem bizge bağlı, hem Avrupa Birliği'ne bağlı, hem ben bilsem Amerika Konuşma Ştatları'nın siyasetçileri de bağlı. Çünkü onlar da bizge kol tutalım. Hangi bir kısmı bizge bağlı? Yani bu yapılacak hareketlerinin nasıl kısmı bizge bağlı? Yani bu bizge bağlı olan kısmına ne göre? Mana birinciden ben bilsem bizde muhtar devletçilik hakkında kanunumuz hazır endi.
Bunu hepsimiz bilemiz. Doğru mu? Niçin çıkarmadık bu kanunu yukarı şuraya? Çünkü reylerimiz yetişmeydi. Ama şimdi buna Zelenski gelgenden son reyler var. Ama yine de vereceklerim ular reylerin, vermeyeceklerim ular bu reylerin çok bağban bir sual. Ama ona bakmadan benim şahsi fikrim öyle bir zaman gelgende reyler belki manda 5-6 tane yer rey yetişmese yine de bizim milletvekilleri bu meseleyi yukarı şurada çıkarıp reyge koymak gerekir. Öyle bir sözler ki elbette reyge koyarız ama ya geçmese son Kırım'da yaşayan bizim vatandaşlarımızın ruhtan düşecekler ya da daha başka meselelerde koterilir. Ben bilesem biz özü halkımıza anlatsak bu meseleyi şimdi geçmedi ama gelecekte geçer bu meselede. Ben bilesem yakın zamanda hep de bu meseleyi bu hazır kanunu hazırlanan kanun lehasını reyge koymak gerek olacak. Ne vakit olacak? Onu elbette meclis adaları ve Kırım Tatar milletinin siyasetçileri toplaşıp müzakere etmek gereklir. Benim bilesem Zelenski prezident olarak onu çıkarmasa bizim milletvekillerimiz onu çıkarabilir. Ve çıkarmak gerekli. Biz bakacağız kim bizge karşı, kim biz için talep ediyor. Elbette biz ko'ramiz ki shimdilik biz o'zaro bo'le munosabat etib o'tiramiz. Bet kerak biz shimdi studiyada bo'lganimiz va sizdan degildi aslida Qrim tatarlar va Qrim tatarlarga qo'l tutqanlar demak kerak Qrim tatarlar uchun bo'le bir qonun qabul etmek Qrim tatarlarining haqqi bor deb menjesini yuqori shuraga bu mesele chiqarilsa anda muzokaralar o'tkarilsa demak butun Ukraina seviyesinde bu muzokara o'tkarilecektir. Deputatlar boshqa deputatlar o'z fikrlarini taklif etar, balki daha da yaxshicha bizga kelishgan variantlarini da taklif etebilir. Biz demek beklep o'tirsak gerçekten de daha bu 5 yılda geçip gelecek prezident kelir. Allah bile kimin menfaatında çalışacak. Rusya menfaatında ya da Ukrayna ya da Avrupa menfaatında gene de bizge kelişmegen olabilir. Elbet müzakere etmek gerek. Bütün halk bilsin, bütün millet arası bilsin bu meseleyi. Endi bilirler bunlar ama o kadar yüksek seviyede değil. Ama bu mesele yukarı şuraya çıksa, son anda müzakereler başlasa elbette bütün başka devletler de bilecek ve insanlar hepsi bilecekler onu. İşte bu meselede böyle yapmak gerek. Elbette onda bu meseleyi kotarmak gerek. Organizasyon Объединенных Наций. Bu biz tamir halk olarak ular bizge yardım etmek borçlular. Elbette ular sözde yaparlar yardım ama buna onlara fakt olarak görsetsek son nasıl yardım olacak onlardan? Onu da görmek gerekmiz. Ama görmek için bir adım biz yapmak gerekmiz. Hemen bilesem bu meseleyi biz müzakere ederek ve bizim milletvekilleri onu çıkarmaya gerek olsa bunlar çıkarırlar. Ve daha böyle bir şeyler eşitemiz bazıların nutkundan böyle bir gayeler деп айтмаға мүмкін ешітіле. Misal olarak bu kanun leyhalara kabul etilmese, yani biz endi anlayımız kim bizni destek ete, kim destek etmey. Ve özümüzün böyle teşebbüsünün faallerini toplap, yani Kırım Tatarlarını toplap, Ukrayna kıtasında böyle özümüzün exilde parlamentomuzu kurmak, özümüzün böyle hükümetimizni ilan etmek ve Kırım yönelişinde daha faal hareketler yapmak. Siz bu teşebbüske nasıl bakasınız? Aslında imkan var mı? Yani görüyorsunuz mu? Gerek mi aslında böyle bir şey? Yok, belki de bunu mümkün yapmaya. Çünkü bakınız bazı devletlerde işgal edilgen toprakların vekillerin sürgün etken soyları var öyle dünyada böyle faktlar. Bunlar başka devletlerde hükümet kurarlar. Hükümetlerini kurarlar. Şimdi bizde Kırım prokuraturası var. Doğru mu? Çeşitli organlar çalışa Ukrayna kıtasında. Evet, Ukrayna'da şimdi ne şimdi Kırım hükümeti yok. Kırım hükümetinin de mülkünü yapmaya.
анда bizim Kırım Tatar yetkililerini çalışmaya mümkün. Bu meseleyi kotarmak gerek elbette. Bu pek mühim mesele. Ben ona kol tutam. Elbette. Бұне бері юқары шураға Қырымдан ең азından бір 20 депутат сайланайды. 10 депутат бұл мажоритар систем бойынша, 10 депутат жетвел бойынша мұтлақа Қырымдан кечейді. Шынды юқары шурада бұл депутатлар да yok. Onun için депутатлар сайысы 450 де келді, 420 ya da 25 civarında. Onun için bu mesele de көтерілмей керек. Ne içindir? Bu mesele de açık kalmakta kimsege de керек mi belki? Bu meseleyi de kotarmak gerek. Şimdi elbette 450 deputat olmayacak. Onlar belki 300'e düşürecekler onu. Ama ona bakmadan, onun farkı yok. 300 olsa da anda bizde bir 15-20 deputat olabilir. Mülkün yapmağa. Çünkü biz tamir halkımız. Biz sıradan halk değiliz. Biz tamir halk olarak bir kvota bizge ayırmaya mülkün yerler. Çok sağ olunuz Enver ağa. Bizle bağlanğanız için büyükten teşekkürler. Milli Meclis azası Enver Kurtiyev bizle canlı bağdaydı. Biz ise Rus tiline geçemiz. Çünkü bizle şimdi Rus tilinde laf edecek böyle nezaretçiler var. Spikerimiz var ve onların sonki en aktual haberlerini müzakere edecekmiz. Hanna Шелест bildirgenlerine göre bizle şimdi canlı bağda. Pani Hanna, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, сейчас проходит онлайн-конференция в онлайн-режиме, Мюнхенская конференция по безопасности, на которой прозвучало очень много важных тезисов, в том числе из уст президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, который сказал следующее, цитирую: «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и США. Кроме того, западный мир должен противостоять попыткам России ослабить Европейский Союз и НАТО». Вот с приходом Джозефа Байдена капитализация наших чаяний и надежд уже возросла? Я думаю, що вона скоріше стабілізувалася, і це є набагато важливішим, тому що Україна мала значну підтримку з боку Сполучених Штатів і під час президента Трампа. Але відбувалася якби така двойственна ситуація. З одного боку, в нас часу президент Трамп робив достатньо проросійські заяви, і давайте згадаємо його дуже погану прес-конференцію у Фінляндії з російським президентом і всі скандали. А з іншого боку, в нас була реальна підтримка на рівні Міністерства оборони, Держдепу, Конгресу, тобто ті, хто відповідає за гроші і технічну допомогу. А з приходом Байдена ми отримали те, що тепер всі ці інституції будуть говорити одним голосом, і що ми не будемо сумніватися в позиції головної людини, тобто президента. Тому що Байден дуже чітко знає, що відбувається в країні. Він був відповідальний за Україну при президенті Обамі. І, відповідно, в нього немає скелетів в шафі, як були у Трампа, і він може набагато більш чітко артикулювати свою позицію відносно Російської Федерації. Плюс він налаштований на атлантичні відносини, на НАТО, і це те, що є для нас дуже вигідним, що це посилює якби наших партнерів, а відповідно і ту допомогу, яку вони можуть надавати Україні. Ну вот эта помощь, о которой неоднократно говорил и сам Джозеф Байден во время своей предвыборной кампании, вот то, что он говорил, что Украина будет для него приоритетом в вопросах внешней политики, каким образом она все же будет на практике проявляться, вот эта поддержка и помощь Байдена и его администрации? Тут ми можемо розділити на декілька сфер. Перше, це, звичайно, політична і дипломатична підтримка на рівні переговорів на міжнародних майданчиках, в НАТО і в інших структурах. Друге, це фінансова допомога на реформи в Україні. І тут варто підкреслити, що на відміну від попередньої адміністрації, для Байдена є вкрай важливим боротьба з корупцією, і ті реформи державного управління, які відбуваються в Україні. Тобто він буде набагато більш жорсткіше дивитися на подібні реформи. Ну і третій, вкрай для нас важливий пакет – це, звичайно, військова і безпекова допомога. Вона йде як санкційна, і санкції продовжаться, тут ви вже чули ці заяви, але також і технічна допомога Збройним силам України. Ми знаємо про те, що цього року буде доставлено декілька катерів для військово-морських сил України, вже є домовленості на 250 мільйонів доларів військової допомоги. А десь в вересні, коли починається новий фінансовий рік в США, ми будемо знати про
продовження, про нові цифри або нові пакети допомоги, які можуть бути. Але дуже важливо розуміти, що якщо ми говоримо про конкретне озброєння або техніку, тут в першу чергу це буде залежати не від США, а від України, тому що Україна повинна сформулювати, що їй потрібно. Відповідно, що Сполучені Штати в рамках пакетів технічної допомоги, які обмежені сумами, а не номенклатурою дуже часто, могли вирішити, чи можуть вони надати це Україні чи ні. Кроме санкционной политики для остановления, для прекращения российской агрессии против Украины, против оккупации Крыма, США готовы ли использовать другие рычаги, кроме санкций, на данном этапе? Сполучені Штати вже посилюють свою присутність в Чорноморському регіоні, і ми це дуже чітко почули від багатьох радників команди Байдена, що вони зараз формулюють свою політику щодо Чорноморського регіону, яка буде базуватися якраз на безпековій присутності. І тут, я думаю, що ми можемо побачити і збільшення кількості кораблів, і збільшення навчань, взагалі збільшення присутності, які є вкрай важливим для того, щоб Російська Федерація не намагалася монополізувати Чорне море, що ми бачимо останні роки. Але крім того, звичайно, ми можемо говорити про збільшення спільних навчань, ми можемо говорити про обмін, тепер вже розвідувальною інформацією. Давайте не забувати, що той статус партнера розширених можливостей НАТО, який отримала Україна, він дає можливість і Сполученим Штатам тепер долучати Україну до певних, скажімо так, програм взаємодії, до яких в нас до цього не було доступу. Тому тут, звичайно, є достатньо велика кількість варіантів такої взаємодії безпекової. Що багато хто очікує залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу по Донбасу, тут навряд чи. Тут поки що позиція в Вашингтоні залишається, що цього не потрібно робити, тому що тільки цього і чекає Російська Федерація, щоб розламати нормандський формат. Але от Кримська платформа, про яку вже було заявлено, і яка буде 21-й саміт в серпні, звичайно, тут, я думаю, что Сполучені Штаты можуть відіграти не останню роль. Сегодня появилось такое информационное сообщение от нашей службы внешней разведки, которое сообщило, что Российская Федерация пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями, строя Северный поток-2, и поскольку спешит закончить его до 12 июня, к Дню России. Вот скажите, и кроме этого, сегодня появилось такое информационное сообщение от Bloomberg, где они, значит, ссылаясь на свои источники, говорят о том, что администрация Байдена не будет вводить дополнительные санкции против Северного потока. Все же, как вы думаете, Северный поток-2 достроят? Администрация Байдена будет продолжать вводить санкции против компаний, причастных к ее строительству? Или же все-таки они не захотят вступать в конфронтацию с Германией? Ну, Сполучені Штати вже на сьогодні наклали достатньо жорсткі санкції проти самого Північного потоку і тих компаній, які можуть або вже були залучені до будівництва. І як ми побачили, навіть за останні місяці багато європейських компаній відмовилися виконувати контракти. Це і страхові компанії, і компанії, які на морській ділянці робили роботи. Тобто постійно бачимо перереєстрацію компаній. Тобто процес ускладнився достатньо серйозно. І, як ми знаємо, навіть викликав скандал між Німеччиною та Сполученими Штатами через ці санкції. Питання в тому, що не від Сполучених Штатів залежить кінцевий результат. Він залежить від Німеччини в першу чергу і в останню чергу також. Тому що це все ж таки проект саме німецький, вони кінцеві споживачі, і від позиції саме Німеччини залежить, чи буде він функціонувати, чи ні, яким чином. І тут якраз те, що Російська Федерація зараз поспішає і порушує в тому числі екологічні норми, є нам на руку, тому що на сьогодні найбільша опозиція Північному потоку всередині Німеччини – це зелені, партія зелених, які на останніх виборах здобули непогані результати і постійно збільшують свої рейтинги. А вони з самого початку стали категорично проти цього проекту. І вони дуже великий акцент робили саме на екологічні наслідки, небезпечні для Німеччини в першу чергу. Тому чим більше такої інформації, чим більше таких фактів, тим більше ми даємо аргументів противникам цього проекту навіть всередині Німеччини.
Дуже дякуємо вам, пані Ганна. Чохсагулнас Ганна Шелес була з нами на прямому зв'язку. Тиші шлера бойынша саясатшы нас. Сайгылар arkadaşlar, biz bu bölükni niyazık yekunlaymiz. Yekunlaymiz. Zaman yayını devam edecek. Bir dakika içinde sonra ise Brahim Paşayev olacak stüdyoda. Hizmet olsa belli siyasi mabus, sabık siyasi mabus Oleg Sentsov olmak gerek. Onu bekleyimiz bu stüdyoda. Mencesine meraklı bir subjet olmak gerek. Kaçırmanız. Системне знищення ідентичності та тотальна русифікація. Цим російська окупаційна влада вже майже 7 років нівечить свідомість кримських татар та українців на півострові. Починаючи зі шкіл та садочків, насаджується лояльність до окупаційної влади.
Нещадно скорочується кількість кримсько-татарських шкіл та класів. За даними Кримсько-татарського ресурсного центру, до окупації було 15 таких закладів. Зараз залишилося 7. Решта шкіл або змішані, або загальноосвітні. Українською та кримсько-татарською загалом навчаються близько 3% учнів. І це за сумнівними даними окупантів. Ба більше, вже з дитинства кримські татари перебувають під пресингом адміністрації цих шкіл. Адміністрація шкіл робить зауваження дітям через спілкування рідною мовою, проводяться рейди пошуку так званої екстремістської забороненої літератури. У школи приходять співробітники ФСБ для так званих профілактичних бесід з кримськотатарськими дітьми. У школах учням роздають анкети, через які намагаються з'ясувати настрої в сім'ях і їх схильність до доносів. Русифікувати дітей допомагає окупаційне військо. Так звані Крим-Патріот-центр, ДОСААФ та Юнармія змалечку видають автомати, вчать ходити строєм та любити окупаційну російську владу. Це воєнний злочин, кажуть в представництві президента України в Криму. А відомості про це фіксуються для міжнародних позовів. Російська Федерація здійснює політику русифікації та мілітаризації місцевого населення, особливо з-поміж дітей та молоді. На цю діяльність направлена значна частина ресурсів і заходів, особливо у вищих навчальних закладах, загальноосвітніх і дошкільних закладах. І це зрозуміло, що є частинами єдиних таких умисних дій Російської Федерації щодо русифікації цивільного населення. Знищити мову і будь-який зв'язок з вільною Україною – мета Росії з початку окупації. Це стосується і вільних медіа, які транслюють мовою корінного народу. В 2015-му під репресії потрапив медіахолдинг АТР. Окупанти відімкнули сам канал, дитячий канал «Лялє», радіо «Мейдан» та «Лідер». Натомість були створені маріонеткові псевдо-кримсько-татарські ЗМІ. Втім, ці колаборанти вже не потрібні окупаційній владі. За наявною інформацією Кримськотатарського ресурсного центру проводиться робота по реорганізації навіть провладного кримськотатарського каналу на міжнаціональний канал, на якому мовлення буде здійснюватись російською мовою. Також планується введення заборони на використання нас авторських передач кримськотатарської мови. Дана ситуація підтверджує дискримінацію кримськотатарського народу у використанні кримськотатарської мови навіть на провладних телеканалах. Поки Україна нехтувала забезпеченням мовних прав українців та кримських татар, в Криму тривала русифікація. Так було до окупації, каже мовний омбудсмен Тарас Кремінь. За президентства Віктора Януковича українською мовою в Криму навчалося всього 7% учнів, кримсько-татарською – 3%. Відсутність системної та цілісної державної мовної політики до 2014 року створили фундаментальні передумови для здійснення агресії щодо України з боку Російської Федерації у формі гібридної війни. Окупаційна адміністрація на цих територіях вживає заходів щодо нівелювання правового статусу української мови та асиміляції населення. Одним з головних інструментів асиміляції є освіта. Поки окупанти намагаються русифікувати корінне населення, Україна повинна мати план реінтеграції. Крім стратегії розвитку мови, мають бути умови для сталого розвитку в межах Кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Владислав Стожук, Заман, АТР. Застереження від окупантів. В окупованому Криму адвокатам, правозахисникам, громадянським журналістам та кримсько-татарським активістам окупаційні силовики вручають застереження про неприпустимість несанкціонованих акцій. Окупаційна прокуратура заявляє, що з 23 по 26 лютого прихильники Меджлісу спільно з громадянським об'єднанням «Кримська солідарність» нібито планують заборонені акції. Такі застереження вже отримали адвокат Еміне Авамілєва, учасник протестних московських акцій 2019 року Рустем Хощ, житель Бахчисараю Мустафа Абдурахманов, журналіст Кримської солідарності Нурі Абдурашитов і Мураджон Ібрагімов, активіст Ремзі Зудіїв, учасник громадських і правозахисних ініціатив у Криму Зікія Куламєтов. Також окупаційні правоохоронці намагалися вручити застереження активісті та політологу Ленорі Дульбєр.
Прокуратура Автономної Республіки Крим затримала учасника незаконної організації «Автоканала Севастополя», яка координувала незаконні збройні формування у Севастополі та сприяла окупації Криму. За інформацією Центру журналістських розслідувань, мова йде про 46-річного мешканця Севастополя Євгена Куцарєва. Чоловік у 2014 році спрямовував операції так званих самооборонівців. Ці незаконно переслідували та затримували проукраїнськи налаштованих громадян, нападали на знімальні групи українських та іноземних телеканалів. Наразі прокуратура повідомила Куцарєву про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Так само у 2019 році на КПВВ із окупованим Кримом затримали координатора автоканала Севастополя Ігоря Кучерявого. Той виїжджав на материкову Україну для оформлення українського паспорту для виїзду за кордон. Хоча він і визнав свою провину, його справу закрили через спливання строку давності злочину. Росія має платити за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна проситиме Євросоюз про нові санкції проти країни-агресора, каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, облави, які прокотилися Кримом в середу за ініціативою України, обговорюватимуть на Генеральній асамблеї ООН 23 лютого. А найближчим часом, каже Кулеба, буде підписано офіційне звернення до ЄС з закликом до посилення санкцій проти окупанта. Ще минулого року я закликав Європейський Союз застосувати механізм, санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. І ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини. Окупанти тричі били по українських позиціях на Східному фронті. Поблизу Славного, що на Донеччині, ворог на всібіч стріляв зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного гранатомета. Поблизу Світлодарська на Луганському напрямку відкрили вогонь з великокаліберного кулемета та автоматичного гранатомета. Обійшлося без втрат серед українських захисників, а на всі ворожі обстріли відповідали вогнем. По той бік лінії фронту тривають злагодження окупаційних підрозділів під наглядом московського командування, звітують у розвідці. Основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів снайперських розрахунків. Заходи бойової підготовки з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів контролюються комісіями Генерального штабу, що у місті Москві, та штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону Збройних сил Російської Федерації.
Не, ну ты у нас такой выдатной журналист. Марафон на АТР Сейв АТР. В рамках прайму наш гость, украинский режиссер, российский политвязень Олег Сенцов. Привет. Украинский политвязень, який був в России. Да, украинский, да. Ну, то есть я хотел сказать, что ты у них был политвязень, но получилось так. Две новости. Одна для Крыма важна. Это марафон предупреждений после облав, которые были позавчера. Но не можем не начать с того, что неожиданно произошло вот сегодня. Это как бы, ну, придется нам обсудить. Это новые санкции и новая работа. Нашего Вову подменили. Да? Я не знаю. Так он как-то последние действия последних недель, как бы, да, то есть запрет каналов, сейчас наложение санкций, попытки как-то забрать у ОАСКа как бы полномочия, да, вот, чтобы не регулировалась эта, знаешь, да, ситуация, да, и как-то даже попытки судебной реформы там, да, это как бы такие звоночки, которые очень неожиданно от нас, для нас, от нашего радует, президента. да. Но эти 3 новости последних недель радуют. До этого меня год не радовал ничего, а последнее вот время какая-то радость появилась. Тарас Чернов у нас в эфире сказал, что вообще-то санкции против Медведчука и Марченко должны были быть балансом того, что должны были вести против Макеенкова, который владел до позавчерашнего дня прямым каналом. Ну, и вот это вот знаете, это уже могло было бы, я смотрю по фактам, по действиям, понимаете. Вот он это сделал. Как бы, да, не считался, что у нас Зеленский такой, он полуватный, как бы, да, не патриот, как бы, да. А Петр Алексеевич, наш главный патриот, этого не сделал. Вот и все, простые действия, и все. Слова ничего не значат. Ну, решает дела. Ты политические события комментируешь у себя периодически в Фейсбуке, бывает, и тебе прилетает за то, что ты, когда ты критикуешь Зеленского. Мне очень нравится вот это вот ботовское такое, оно однообразное на протяжении 2 лет. Он тебя освободил, а ты неблагодарен. Вот такое. Ну, мне прилетает и от ботов Зеленского, от ботов Порошенко, от ботов там, ольгинских, путинских там, постоянно. Ну, у меня своя точка зрения, я ни на кого не ориентируюсь. Я сужу по поступкам. То есть я не являюсь поклонником Петра Алексеевича или Владимира Александровича. Я являюсь патриотом Украины и украинского народа. Ну, когда ты замечаешь то, что для тебя тоже становится неожиданным, ты же задаешься вопросом, а что же происходит? Что же с Владимиром Александровичем? Я тоже пытаюсь это анализировать. Да. Но и как ты себе объясняешь эти трансформации? Я что-то не знаю, я про это не говорю. Я лучше помолчу, подумаю, пообщаюсь с людьми, которые больше в курсе, подожду новой информации, и когда уже точно что-то уверен, тогда про это говорю. Ну, еще что ты режиссер, ты верю, не верю, можешь играть очень хорошо. То есть, как бы анализируя. Вот веришь? Ну, все политики хорошие актеры, понимаете. Тут у нас сейчас две как бы политические фигуры большие. Да, профессиональный актер, который стал президентом, президент, который хорошо имеет тоже актерские способности, бывший наш 5-й президент. Ну, все, как бы это политическая борьба. Но она вся такая была, как бы во всех странах она достаточно грязная получается. Просто у нас, если бы не было войны, как бы, да, не было бы оккупации, не было пророссийских сил, и, грубо говоря, соревновались внутри страны Порошенко и Зеленский, то это была нормальная политическая борьба. То есть это нормально. Это нормально, как бы, да. Смотрите, что происходит в Америке. Трамп и Байден, помню. Страна тоже практически как бы на 2 лагеря раскололась, там уже некоторые идут штурмовать Капитолий, то есть такого не было, как бы, да. То есть это тоже, но американская система, как бы, демократии выстояла, как бы, да. У нас тоже было хорошо, у нас есть Россия, Путин, агрессия, оккупация, и это накладывается, вот, я так понимаешь, на все это дело. На твой взгляд, то, что происходит с Зеленским, то, что вот эти санкции, это просто обычная трансформация, которая происходит с каждым украинским президентом, который приходит на голосах Востока, а потом всегда смещается вот так вот в центр. Сказал Портников золотую фразу, как бы, да, мне очень нравится, что любой украинский президент рано или поздно становится националистом или едет в Ростов. Вот это как бы все. То есть он вынужден, как бы, эта должность вынуждена занимать проукраинскую позицию, она, соответственно, более националистическая, и ты уже вынужден эти вещи артикулировать, как бы ты этого не хотела. И Зеленский приходил как бы вот с такими гаслами, как бы, что вот некую резницу, а потом мы уже шукаем мир в глазах Путина, а потом уже это не работает, ему приходится туда дрейфовать, получается. Петр Алексеевич также приходил, тоже был центрист, и потом он отдрейфовал, получается, больше в националистическое крыло. То есть это как бы, ну, нормально. Но в данном случае я думаю, что не только то, что в Владимире Александровиче проснулся патриот, как бы, да, думаю, он уже хочет, с одной стороны, отрезать тех людей, которые убегают к нему ПЗЖ, получается, да, то есть это видно перетекание в избирателей. С другой стороны, как бы патриотов, которые не являются большими прихильниками Петра Алексеевича, да, себе показать, что я вот тоже борюсь. То есть это политическая борьба, но в данном случае его действия совпали с интересами Украины, как бы я это поддерживаю.
Это достаточное действие? Например, он должен быть радикальный, скажем, запрещать партии шария? Это не радикализм, понимаешь? Это борьба за... Нет, я говорю, должен ли он быть еще радикальнее, чем сейчас? Ну, естественно, как бы, то есть партия шария как бы должна быть запрещена на территории Украины, ОПЗЖ однозначно запрещена на территории Украины. То есть коммунистов запретили, а чем эти лучше? Они работают на врага. Это открытые, то есть если коммунисты работали на страну, которой нету, получится, стянули нас в прошлое, то есть какие-то некроманты, понимаешь, как бы, да, то эти тянут нас в сторону врага, откусывают большое число населения, понимаешь, промывают им мозги, как бы, да. Мы должны заниматься этим. Мы не можем наступать информационно, то есть у нас нет таких ресурсов в медиа, что мы там, у нас такой не такой канал с тобой, что можем вещать на всю Россию, как бы пытаться их там что-то взять мнение. Мы хотя бы защищаться должны, понимаешь, а мы не можем, они влезли к нам в хату, получается, и уже сидят сапогами на нашей постели. Люди, которые 20% почти голосующих за ОПЗЖ и 3-4 или по-разному, там 8 за шария. Вот куда они перетекут? Это большая часть Украины, да? Я не знаю, куда они перетекут, понимаешь? Людей можно потихоньку вот мнение менять, понимаешь? То есть мнение Украины, которое было в 91 году относительно независимости Украины, и сейчас это разные мнения, понимаешь? И процент тогда людей, голосовавших за независимую Украину, за такие вот сейчас правильные, которые для нас уже являются стандартными как бы вещами проукраинскими, тогда это было людей мало. То есть люди меняются, потому что они получают какой-то опыт, какой-то досвид, какую-то информацию получится. А сейчас вместо нормальной информации им впихивают эту вот пророссийскую все это лайно. Напомню нашим зрителям про облавы в Крыму, которые были в 4 утра позавчера в 5 районах Крыма. Были задержания, аресты и обшуки. 6 человек сейчас находятся в СИЗО. Фактически последние 2 года, февраль-март, это время самых массовых задержаний. В 2019 году это сразу было в 27 местах задержания и ареста. В прошлом году буквально перед карантином в 5 местах в одном районе. В этот раз опять на февраль, на начало года припадает. Вот такая какая-то традиция уже в Крыму появилась в феврале-марте. Это не традиция, это, я могу сказать очень спокойно, как бы эту систему немножко знаю, как бы, да, то есть это профилактические меры напередодні годовщины захвата Крыма, все, они просто вот эти вот глушат, чтобы никто там ничего не смог сделать. Все. Это просто акт запугивания. Да, запугивание чистой воды, как бы, да, то есть это будет каждый год, это будет каждый год. Мы об этом говорили с Александром Подробинником, что даже в украинском обществе, не говоря о российском, которое обвиняет Бабченко очень часто в том, что оно не замечает вот этих вот арестов и притеснений в Крыму, в украинском обществе тоже арест Навального имеет больший розголос украинскую, кажется, чем то, что в Крыму задерживают крымских татар. Я понимаю, это Ивлева объясняла, фигур уровня, там, как она говорила, уровня сейчас Сенцова, там, который был режиссер, или там Балуха, который был фермер весьма активный, да, вот их нет, их имена не запоминаются, о них так не говорят. Это братская могила, имена, фамилии мусульманских, крымско-татарских. Которые трудно выговаривать. Да, которые трудно выговаривать, да. Вот ты за 2 года свободы понял для себя, как это можно вообще актуализировать или никак? Или вот к этому надо просто спокойно относиться, что это малоинтересная тема? Я никак относиться свободу спокойно не буду, потому что я сам человек, который на своей шкуре все это испытал. Это был не день-два, это было 5,5 лет, и я очень хорошо понимаю, как им сейчас там. И поэтому я буду бороться за всех украинских политзаключенных, включая, естественно, как бы крымских татар, независимо от каких обвинений они задержаны, обвинены, потому что все понимают, что это политическое обвинение. То есть борются против народа, которые хотят запугать, которые хотят сделать крепостными, послушными, как бы, да, ассимилировать, и чтобы они там хлопали в ладоши, как бы голосовали за Единую Россию, да, то есть все. То есть поэтому я буду бороться за них всех до самого конца, до краха Путина и освобождения всех наших политзаключенных. Но Подробинник объясняет тем, что все-таки Навальный — это политическая фигура, которая ставит масштабные задачи. И понятно, что он как диссидент советский, считает, что именно политические фигуры, хотя они могут не говорить о крымских татарах или о свидетелях Иеговы, которых тоже массово задерживают и сажают. Но самое изменение политической системы, оно может дать шанс типа всем. Вот ты следишь за судьбой Алексея Навального? Ну, да, это было громкое дело. Прям слежу, как бы, да, тем более у меня отношение к нему, как бы, не такое восхищенное, потому что мы помним его высказывание про Крым, бутерброд, да, и про войну в Донбассе. Он считает, что просто Россия тратит много денег, поэтому эта война должна быть запрещена. Не потому, что там гибнут люди, или потому, что там это незаконный акт агрессии, терроризма, как бы, да, международного. То есть он на этой тематике, как бы, коррупции, как бы, да, в деньги бьет, как бы, россиян, что им больше, он думает понятливее, как бы, да, но это
тоже фигура, которая, если ее будет приход как бы к власти, а это шансы очень высокие на самом деле, они с каждым годом не повышаются. Когда про это говорили 5 лет назад, это было что-то нереальное. А сейчас это вполне уже просчитываемые варианты, как бы, да. Поэтому Путин его боится. Возможно, не будет развязкой для решения украинско-российского конфликта. По крайней мере, возвращать Крым точно Ты не сидел в собирается. российской тюрьме. Периодически его же тоже сажали, и его брата сажали. Брата Где-то всего 3 года полностью, да. Вы же все считались политическими в тот момент. Как-то вот были какие-то неформальные контакты? Или когда-либо он ли высказывался в твою поддержку хоть раз? Было ли такое? Я ни с кем из политических не пересекался, потому что их не так уж и много. То есть в СИЗО и лагерях России содержится порядка 600 тысяч людей. А политзаключенных, которые вот можно назвать политзаключенными, как бы, да, их несколько сотен, как бы, да, то есть, и поэтому я один раз в ростовском СИЗО на спецблоке пересекся с Литвинов, у нас был такой политзаключенный, как бы парень, простой парень с оккупированного Донбасса, он поехал в Донецк, что там поссорился с этими самыми сепаратистами, его там отдали в МГБ, его там запытали, как бы, да, он сознался в 28 убийствах к утру, как бы, да. Мы сидели в разных камерах и просто общались на голос, как бы, я знал, что он тоже в этом списке. Навальный меня поддерживал в общем хоре, когда уже как бы уже была голодовка, уже была массовая там поддержка в России, там тоже очень большая была поддержка среди демократического как бы направленных россиян. Вот, он тоже поддержал это в общем хоре, но он не был каким-то таким как бы особо там, как, например, тот же Сакуров, который всегда говорил, выходил из ряда вон и говорил это, понимаете, когда я своими глазами сидел там, где-то мы в лагере, там телевизор, какие-то новости, как бы, да, прямой эфир, там сидит там 200 человек, такой огромный стол, такой, все пафосно, красиво делать, и все это как бы деятели культуры, что Путин отчитывается, и Сокуров говорит, а я хочу говорить про Сенцова, и начинает про меня там 10 минут Путину, и все, как бы, то есть это очень смелый поступок. Просто очень часто и политзаключенных тоже оценивают по тому, как мы их видим на судебных заседаниях, по тому, что с ними происходит, по их мимике, жестикуляции, в конце концов, иногда оцениваем. Вот ты сейчас, наблюдая за ним, что ты скажешь, он реально вот такой тоже бесстрашный боец, который идет до конца? Я не видел. Или он все-таки больше политик? Я не слежу за его заседанием, потому что мне как бы он не очень импонирует и не очень близок, поэтому как бы, да, то есть за Владимиром Котелом я следил, хотя он неизвестная такая большая фирма, что этот парень был за нас, как бы, да, он как бы хороший, как бы, правильный человек, который поддерживал Украину, поддерживал политзаключенных и физически носил передачи с Ивлевым вместе в СИЗО. Извините меня, это поступок, как бы, да, вещь. Для меня он как бы ближе, его и рад, когда Котова освободили, как бы, да. За Навальным я как бы близко так не сижу, потому что не видел его этих выступлений, но то, что он человек смелый, это однозначно. То есть человек, которого пытались отравить, и не первый раз как бы он выжил, и он поехал сюда, зная, что его ждет, это как бы поступок как бы, ну, достойный, скажем так. То есть, ну, с одной стороны, а с другой стороны, это выверенный поступок. Он понимал, что сейчас, ага, пришел Байден, политика изменится, сейчас как бы вот он придет, у него есть в кармане фильм про этот самый, про Путина, 100 миллионов просмотров на YouTube, извините меня, это как бы серьезный аргумент. И он понял, что его посадят, скорее всего, как бы, да, но его никто не тронет, потому что публичность – это защита, понимаете. То есть, слава богу, путинский режим – это не режим Пол Пота, который вырезал четверть населения своей страны, Камбоджи. То есть все-таки у Путина как бы не казнят, и смерти Магнитского и Немцова к чему-то их научили, как бы они не хотят скандала. То есть Навальный в тюрьме не умрет, это точно. То есть какой-то произойдет только несчастный случай. Ну, на самом деле, как бы, да. Потому что я помню, как переживали эти самые тюремщики, когда я голодал. То есть, что они переживали сильнее, чем все правозащитники. То есть, не дай бог, потому что все, им конец всем карьере был после этого, если я там умру. Если он такой расчетливый политик, вот эти высказывания про Крым и бутерброд, это может быть неудачным высказыванием? Или все-таки он говорит то, что хочет слышать избирателя? Проблема не только в том, что он хочет, он говорит то, что хотят от него услышать, он так и думает, понимаете, что это же не единственное высказывание. Было высказывание про мигрантов со Средней Азии, было высказывание про грузин, то есть были русские маш, то есть он реально такой националист достаточно правого толка получается, да, просто сейчас он немножко одел костюмчики и выглядит таким, старается выглядеть таким селебритис, но это его подход, и он как бы хорошо понимает свой народ, понимает, что ему говорить, как бы, да, и в любом случае любой политик в России, который скажет, что надо вернуть Крым Украине, он обречен, как бы, да. Другое дело, что когда например, вот у меня были связи, там, ну, звонили мне некоторые российские там либерально настроенные товарищи, ну, что ж так на Навального как бы так наехал, там так нехорошо, я говорю, почему? Он говорит так,
Я считаю, это неправильно. Я считаю, ну, вам легко, у нас так вот нельзя. И так-то, когда он выиграет, типа Крым он вернет. Я говорю, очень я сомневаюсь. Очень. Как бы мы не хлебанули горе с Навальным тоже, потому что это будет такой вариант, что его признают на Западе, все будут держать ему руки, все хорошо, все хорошо. А вот Крым, ну вот Крым сейчас он скажет, я знаю, что он скажет. Скажет, давайте провести еще один референдум. Ты понимаешь, что мы его не выиграем. Это даже будет самый честный в мире, получается. То есть надо вернуть статус-кво и закрыть эту тему, получается. Он это сделать не сделает, потому что Россия, народ к этому не готов. Поэтому единственный путь, единственная возможность для возврата Крыма в состав Украины – это территориальный распад Российской Федерации вследствие региональных каких-то, ну, восстаний громкое слово, может быть, отделений от него, и тогда у них будет не до Крыма, и они будут любыми путями сохранить какая-то часть своей страны, основную. Смотри, как бы, да. Европа на секторальные санкции не идет. Это означает, что экономически Европа не готова разрушать отношения с Российской Федерацией в силу своих экономических интересов. И сила своей ментальности тоже европейской. Ты же был в Европе, видел, какие они как бы. То есть это реально люди из детского сада, которые выросли, стали взрослыми, но их подход к жизни остался такой же, как бы. Байден, на который рассчитывали информацию, что дополнительных по Северному потоку санкций вводить не будет. То есть с Россией будут повышаться какие-то ставки, будут о чем-то просить, что-то вводить, но все будут торговать, и дальше экономически с Россией ничего плохого экономически не происходит, по большому счету. Как бы нефть опять растет. Они дальше, они, скажем так, больше страдают дальше от своих внутренних проблем, чем от внешних. То есть санкции, как бы, они потихоньку давят на них, да, но их внутренние проблемы, то есть Россия, страна, которая зашла в тупик экономический, политический и социальный, понимаешь, то есть они превратили население в стадо баранов, грубо говоря, ну там 70% населения смотрит там телевизор, как бы, да, и вот то, что Киселев говорит, они так и думают. И это проблема, как бы, да, но они силовой блок превратили в эффективную машину, которая, как в Иране или в Китае, подавит любое количество протестующих. Я давно живу, да, и я застал распад Советского Союза. 17 августа 1991 года никому в голову не могло прийти, что Советского Союза не будет. Все, через 3 дня ГКЧП, все сломалось, а через полгода вообще растащили как бы по норам. Понятно, что ситуация в России другая, но мы помним историю 1917 года, в которой все было Российская империя, одна из мощнейших в мире. Все, хлап, бух, что произошло, как оно, вот все. Поэтому процессы происходят внутренние, которые мы можем не понимать, как бы, да, но то, что Россия сегодняшняя движется к какому-то как бы краху, для меня как бы однозначно. Просто когда он произойдет, то есть при Путине, либо со смертью Путина, там, с его уходом, потому что это тупик, понимаешь. Люди, как бы, страна зашла как бы в темный лес, из которого нет выхода. Только через какую-то перезагрузку, через распад территориальный, внутренние серьезные волнения, там, революции, восстания, гражданские войны, потому что иначе Россия в себя не придет, понимаешь. Значит, останется проблемой. То есть, грубо говоря, вместо Путина приходит другой человек, даже Навальный, та же система, то есть он не может ее менять. То есть Россия осталась тюрьмой народов, понимаешь, которая держится этими скрепами, получается, силовой системой как бы подавления, системой центризма через Москву и системой этих силовиков и ФСБшной власти, как бы она держит все это вместе, получается. Ты дай только там слабину. Это модель, когда гипертрофированная вертикаль, и она, когда завязывается на одном человеке, небольшое изменение, условно говоря, смерть, там маленький внутренний дворцовый переворот, это на короткое время эта модель разрушается, появляется для кого-то окно возможностей. Если в 17-м это для финнов было и поляков, да, в 91-м это уже для большего числа. Для прибалтов тоже. И для балтов. Ну, их потом вернули, да, в 91-м это большее было окно возможностей для большего количества народов. Ты считаешь, в обозримом каком-то будущем, я не знаю, считаешь, что это при нашей жизни будет? Я надеюсь, что это при нашем и застанется, может, уже старичками будем, но это однозначно. То есть это единственный путь, по которому может пройти Россия, то есть еще раз перезагрузиться, наконец-то избавиться от всех имперских амбиций, зайти в территорию, где живут как бы вот русские реально живут своей как бы как этносом получается, да, что действительно это Россия. То есть ты представляешь себе такую европейскую Россию от Москвы до Урала, вот такую вот приличную и... Почему нет, понимаете? То есть фашистская Германия в 1941 году и начиная там с 1934-1933 года постепенно превращалась в чудовище. Сейчас Германия как бы светоч демократии как бы и экономического развития свободы слова, понимаешь?
Британская империя как бы сделала страшные вещи, как бы, да, то есть порабощала нации, ввела какое-то просвещение, но в то же время как бы высасывала ресурсы. Сейчас как бы она страна, которая лишила всех своих колоний, амбиций, как бы, да, там чисто фигурально там королеве присягу приносят, там Австралии, там Новая Зеландия и прочий момент. То есть многие страны через это прошли. Россия еще не прошла через это, понимаете? То есть ее сломали империю российскую в 17 году, Советский Союз сломали в 91 году, но Российская Федерация восстает снова из пепла. Ее нужно снова сломать, чтобы она наконец-то пришла как бы в себя, поняла, что это просто страна, которая может просто жить. То есть не заниматься этими всеми как бы имперскими как бы планами как бы, по отношению к своим соседям, перестать жить в 19 веке. Мы с тобой 1,5 года назад общались в конце 19-го, осенью 19-го. Тогда ты говорил, что политических амбиций пока нет на тот момент. Они не появились. Не появились. Симпатизируешь кому-то из политических сил сейчас? Нет, как бы, да. Нет. То есть ни одной как бы, да, политической силе по разным причинам, как бы, да, то есть, ну, из тех партий, которые были, как бы, да, то есть наиболее ближе к тому, как бы, что я видел, это, конечно, «Самопомощь» и «Голос», как бы, да, они были... Фоточки были со Свакарчуком, по-моему, да, какие-то? Я с разными общаюсь, Да, слушай, я вот. и с Саакашвили встречался, как бы, общался, и с ЕС ребятами встречаюсь, конечно, с УПЗЖ я никогда не буду встречаться, как бы, и кто-то в слугах у меня есть знакомые, как бы, люди, которых я уважаю, знаю. То есть я персонально подхожу, как бы, а не к партиям. К сожалению, как бы, партий как таковых, как бы, я не вижу, как бы, да, может быть, если бы такое появилась партия, я, может быть, не примыкал бы к ней, стараюсь держаться подальше, потому что быть свободным для меня Все важнее долго всего. вот так кулуарно тебя прям сватали в лидерство «Голоса». Было за этим что-то или Нет, не было? ничего не было. Никаких разговоров? Ну, просто люди у нас не понимают, что человек, если известный, имеет влияние, имеет узнаваемость, имеет какую-то степень доверия в каких-то там рейтингах, хотя сейчас мне уже не ставят, слава богу, эти рейтинги, как бы, да, то это, значит, должен всегда как-то монетизировать, либо политизировать. Они не понимают, что можно это не делать, например. Но твоя фигура не может не быть политической в силу твоей жизни, как бы. Ты же не можешь... Я живу активно своей гражданской жизнью, получается, но стараюсь держаться подальше всех политических сил. Ну, потому что, во-первых, это грязь, понимаешь, потому что, как бы, ну, все равно политика, все-таки люди живут ради своих политических интересов, а не интересов страны. Для меня интересы страны важнее всего. Вот моя политика. Фильм доснял? Фильм сегодняшний период закончился, идет Это монтаж, «Носороги», постпродакшн, «Носорог», да. да. Сейчас будет небольшая пересъемка 3 съемочных дня, там кое-что не получилось, будем переснимать, вот, ждем погоду сейчас. Ты же его начинал снимать еще до Майдана, до этих, да, 12 Мы не начали снимать. Кино — это же долгий процесс подготовки. Мы получили финансирование в Украине, то есть на бумагах получено должны были. Мы выиграли конкурс «Даже кино», мы выиграли питчинг в Одесском кинофестивале, это главный фестиваль наш украинский. Мы выиграли питчинг за рубежом, софийский, как бы, да. Мы получили финансирование, должны были получить финансирование в Чехии и в Германии, и все было готово к съемке. Прошли подготовку полугодичную, даже больше. Готовы были к съемкам, потом как бы у Януковича кончились деньги, началась революция, поехал в Киев, а потом в Крым и все. То есть это было, тогда это до уровня питчингов было все, Нет, да? нет, там пройдет уровень уже предпродакшена. Мы туда даже вкинули деньги, вкинули силы, то есть была уже подготовка к съемкам, мы были готовы, мы встали в 2 месяцах от съемок. У меня был кастинг, у меня были локации, то есть мы практически готовы были снимать. Это на 41, сейчас мы на 42 полностью все с нуля. Если я правильно сейчас процитирую, то, что было известно, это и история бизнесмена из 90-х годов. Нет, это история простого парня, который прошел трудный путь. Больше всего прошла в эпоху бандитизма, то есть, ну, грубо говоря, про бандита. То есть там много криминального мира, много мира шире, чем криминального 90-х годов в целом, потому что действие начинается там в период перестройки, заканчивается уже в современных 2000-х годах. То есть там вот эта вся эпоха, как бы она проходит, как бы, да, то есть она, ее видно. И, ну и самая главная история человека. Как бы. Вот история появилась, я говорю, в домайданный период. Да. Вот 8 лет спустя, ну, понятно, 5 лет прошли у тебя в лагерях, 8 лет спустя ты вернулся к этой истории. Ты ее пересматривал или она осталась той же? Конечно, как и осталась. Я практически ничего не изменял. Ну, какие-то были поправки, но которые были бы в любой другой фильм, если бы я его снимал даже через полгода. Я как-то обычно над проектами стараюсь работать глубоко в начале, и уже что я вот придумал, сделал, я с этим уже иду. У меня кроме «Носорога», ну, «Гаммер» снят, «Носорог» сейчас уже почти снят, еще
4 сценария как бы готовых. И я их готов снимать в любое время. И вот мы уже запускаем по 2 из них. Как бы один будем запускать в копродукции европейская, украинская, а один как бы там американская история. Как бы мы сейчас ведем переговоры как бы с американскими продюсерами, если что, будем снимать в Америке на английском языке. То есть Какие это истории тебе интересны? очень разные. Я вот просто, их никто не видит еще, потому что только в моей голове существует. Как бы есть «Гаммер», скромное кино про геймеров, и сейчас выйдет «Носорог», который будет достаточно жесткое и брутальное кино про бандитов. Такое, ну, прям такое. Не чернуха, но жесточе такое. Получилось достаточно. С экшеном? Экшена достаточно много, как бы, и драмы, как бы, да, то есть кино такое, как бы, серьезное в плане визуальном, как бы, в плане такого, ну, жесткий фильм, скажем так, короче, если говоря. То следующий фильм у меня будет про мальчика, например, вообще, то есть такой детский практически фильм семейный. Ну, потому что я люблю разные истории, как бы, да, то есть для меня тема не так важна. Я поэтому принципиально не снимаю на темы, которые, знаешь, горящие, там, про Майдан, про Крым, про войну. Для меня это слишком болюче, слишком, ну, я не смогу быть каким-то отстраненным. Должно пройти время, понимаешь, что я могу просто Сенцов, снять, например, написать. и мелодрама, или Сенцов и комедия — это сочетаемые вещи? Как сказал Харви Вайнштейн, как бы, хотя это имя уже отрицательное за его... Мы не об этом же. Когда он еще не был, как бы, этим главным, как бы... Харассменом, как бы, Голливуда, он говорил, хороший фильм должен быть веселым, должен быть, как бы, что-то должен быть юмор, иначе, как бы, не будет ничего. У меня даже на «Носороге» есть юмор, как бы, да, то есть везде есть. Это с иронией кино? Нет, это не с иронией. В любом фильме, даже в драме, должен быть юмор. В жизни всегда есть юмор, понимаешь, то есть везде. То есть в тюрьме люди смеются, постоянно смеются. Легкий жанр в целом тебе не интересен? Нет, вот это жанр нет. Потому что легкое кино, развлекательное кино, начинает это кино, я снимаю кино для зрителей, то есть я не понимаю, я снимаю кино для себя. Я это всегда говорю и буду говорить. Я главный заказчик, критик и потребитель, и создатель своего кино. Потому что я хочу, чтобы вот это было так, мне это не дает жить. Вот я не могу жить с этим сценарием внутри себя. Вот я вот второй уже как-то из меня вышел, еще 4 сидят. Я не могу, потому что я сейчас как-то еще немножко такой в движухе, получится «Носорога», сейчас немножко выйдет, и меня начнет накрывать. Потому что все, я хочу, чтобы оно вышло, потому что... Когда «Носорог» выходит на экраны? Если все будет хорошо, осенью. Осенью, да, выходит. А с 2 еще запускаешься в этом году? Нет, мы запускаем процесс подготовки. Подготовки сначала идет даже не подготовка, а планирование, как бы разработка, то есть поиск финансирования прежде всего. Когда финансирование найдено, как бы сроки, кастинг, локации, подготовка, поехали. Это занимает, это проект на ближайшие 2 года. Несмотря на то, что ты в это время был еще в российских тюрьмах и лагерях, ну, наверное, ты знаешь по тому кино, которое снималось с 14 по 19 год, было очень много, скажем, государственного финансирования на эту патриотическую тематику, которая в 19-м немножко изменилась в сторону развлекательного кино, да, в силу определенных обстоятельств. Как ты считаешь, нынешняя власть способна к поддержанию вот такого неразвлекательного кино? Оно еще не изменилось, потому что правила еще не вступили в действие. Потому что было? То есть, что было до этого, понятно, как бы, да, то есть Пилипенко был глава Держкино, министром был Нищук, как бы, «Голос Майдана», все было как бы четко и понятно, да. То есть не все патриотичные фильмы были удачные, не все фильмы были хорошие, но в целом много успел посмотреть, эти 5 лет, я посмотрел несколько фильмов, получается, да, за этот период, как бы, да, но в любом случае, то есть за 5 лет украинское кино шагнуло. То есть шагнуло, потому что мы уже, когда я в 2012 году ездил с «Гаммером» по Европе, как бы мне говорят, ты откуда, с Украины? Украина, там что снимается кино, первый раз слышим вообще, кто там, я первый раз вижу парня с Украины с кино, как бы, да. Вот, а сейчас, как бы, наши фильмы участвуют в фестивалях класса А. «Атлантида», как бы, на Венеции, как бы, взяла приз. Пусть второй конкурс, но это главный приз. Нариман Алиев с фильмом «Дома» про Крым. Отличное кино. Он был в Каннах в прошлом году, во втором конкурсе. Тоже очень не в том, позапром. Тоже очень престижно. Ирина Цилик получила приз за лучшую режиссуру на Санденсе. Это тоже очень престижный фестиваль североамериканский. Поэтому мы уже там, нас воспринимают, нас там знают. Тебя что-то зацепило из того, что посмотрел? Как бы... Ну, то, что я назвал. Мне 3 фильма понравились. «Атлантида», «До дому», «Земля, блакитное небо, апельсин», «Племя». «Племя», как бы, да, я тоже видел. Очень сильная работа, я считаю. Вот «Племя», «Атлантида» — это 2 самых лучших фильма, снятых за последние у нас 6 лет.
Сейчас ситуация изменилась, у нас другой власть, другой министр культуры, другой глава Держкино, как бы, да. И сначала был Бородянский, он хотел там изменить какие-то вещи, не хотели ввести финансирование сериалов. Не просто сериалов, которые, ну вот, ситкому дешево, а сериалы именно дорогие, исторические, которые тоже как бы можно подвести под то, что они тоже патриотического воспитания, то есть потому что он дорого стоит, телевизор на это не готов финансировать, получается, в России не продаж, поэтому это не будет. Типа государство дает деньги на это, добавляет половину и делает такой нужный патриотический сериал. Такая была идея у них. Ну, по-моему, у самого Бородянского был успешный опыт. Я не помню, он был тогда еще на СТВ, когда они выпустили «Крепостную», которая на польском рынке и имела достаточно... Ну, я вот это я не знаю, как бы, да, я просто с ним общался, я видел, что он хочет делать. Сейчас пришел Ткаченко, который с 1+1, который опыт очень высокий, да, может к нему по-разному относиться, но он пришел, запустил многие процессы, в которых у нас стояли год, как бы, ничего не происходило, он пришел, за 2 недели все запустилось, понимаешь. С Держкино пошли процессы, как бы, да, вещи нужные, прошли питчинги там. Так расскажи немножко, раз ты изнутри немножко знаешь, какая сейчас политика государственная по отношению к кино? Сейчас не знают, потому что старый конкурс, который был, его отменили, получается. Я получил деньги на основании конкурса, который вылетел в 2012 году. Там просто было решение Рады с увеличением финансирования, потому что у меня там было еще по курсу 6, как бы, да, а не 28, как бы, да, гривны получения финансирования. Был еще питчинг проведен, как бы, да, летом, по нему же люди получают деньги, но он еще был по старым правилам. Сейчас не меняет правила, как бы, да. Я еще особо не вникал, потому что я снимал кино, как бы, да. Вот летом будет новый питчинг, мы тоже будем подаваться с проектом, посмотрим, что изменится, как бы, да, но если я увижу, что они пытаются зажимать украинское кино, они пытаются пропихивать телек в первую очередь за счет того, что зажимая кино и продвигать своих, и то есть я сразу про это скажу, я молчать не буду, мне никто не сможет голову. Ну, это будет заметно. Это будет слышно, когда я скажу, как бы, да. Поэтому пока еще ничего страшного не произошло, разговоры ходят всякие, но по факту, как бы, пока катастрофы нет. Надо посмотреть, что будет, как бы, да, и если будет, как бы, плохо и будет, как бы, нехороший, я молчать не буду. Имя, которое у тебя сейчас есть, имя, связанное как самое громкое имя, как самый громкий политзаключенный эпохи оккупации, облегчает выход, скажем, и на нахождение партнеров в Европе, в Штатах, о которых ты вот упомянул? Открывает ли это дорогу? Скажем так, я, когда был просто, как бы, Олег Сенцов, начинающий режиссер, я снял фильм за свои деньги «Гаммер», который удачно пошел, я написал хороший сценарий «Носорог», который хорошо питчинговался за рубежом и в Украине. Я выиграл все, что везде, где я участвовал, и меня сразу заметили, когда я нигде еще в тюрьме не сидел. Я нашел партнеров тогда для финансирования своих проектов. Мне дали $500 000 за рубежом, и $500 000 давали в Украине для снятия своего фильма. Все, то есть я просто пришел сейчас в то время тебе надо было, как Олегу Сенцову, писать и где-то доказывать участие. Сейчас тебе могут сказать: Олег, прими участие. Это, сейчас стало легче, но для этого я уже сделал до этого работу. Не то, что я сидел в тюрьме, пришел: здравствуйте, я буду снимать кино. Нет, я уже был заявлен как дебютант. Да, меня мало знали, но почему меня поддерживали киношники? Потому что меня в Европе и в Украине уже знало достаточно много людей лично, понимаете. То есть знали, как дебютант, начинающий парень, попал в тюрьму, давайте мы его поддержим. Я долго там сидел в тюрьме, вышел уже, как я всегда говорю, сел в тюрьму молодым, вышел уже старым. Ну, такие чисто внутренние ощущения за 5 лет меняют. Да, какие-то вещи происходят легче, понимаешь, но когда мне говорят: вот ты сейчас прошел там типа без очереди, говорю, эту очередь занял 5 лет назад, и 5 лет ждал. Вот моя очередь подошла. Я не люблю влазить ногами в окно и распихиваться локтями. Нет. То есть, ну, свое я беру и делаю свое, чужим я не мешаю. Еще, может быть, уточню, было бы интересно снимать что-то не в Украине, и историю не украинскую. Я же к этому говорю. Я написал в тюрьме американскую историю, там такая семейная история, прям Голливуд. Такой, конечно, не такой попсовый, как бы, да, то есть, ну, из всех моих идей это самое попсовое, ну, для меня, как бы, да, потому что я такой снимаю там авторское кино, артхаус, грубо говоря, да, но это будет драма, как бы, да, и такая американская чистая история, хочу снимать в Америке на английском языке, как бы, да, я же про это говорю, то есть, поэтому мы ищем партнеров, как бы, точнее, мы уже нашли, просто тут переговоры, то есть, не так быстро, не так легко, но это вот год. И сценарий будут писать американцы? Нет, сценарий уже написан мною. Да? Они как бы будут адаптировать почитали. его, да. Нет, ничего не будут адаптировать. Он написан уже
про Америку. То есть в том-то и дело, что его под Украину тяжело адаптировать. Многие вещи уйдут, которые написаны как бы американские, как бы, да. Я их написал, и им очень понравилось, сказать, да, это типа будет успех, мы хотим в этом участвовать. Ну, давайте как бы участвовать. Я с удовольствием. Что еще? Вот, театр, мультипликация, что-то из другого интересного, музыка, или ты пока вот артхаус, кино, ну даже артхаус слово такое, знаешь, немножко... Сам использовал. Да, использовал такое, знаешь, побольше, что такое фестивальное кино. Матерно Тоже такое, не да. так. Авторское кино, Авторское вот самое кино, точное. Потому что автор стоит во главе, понимаешь, вот он дает идею, говорит, я вот так, ему помогает группа, помогает продюсер. Хотя я сам являюсь сопродюсером своего кино, как бы еще со мной с украинской стороны Денис Ливанов, Артхаус Трафик, очень известный у нас продюсер, и польский Дарюш Яблонский, как бы глава польской киноакадемии, и Хайна Дерек из Германии. У нас как бы сильная продюсерская такая группа, но я автор, никто не мешает, понимаешь, не заставляют, что могут посоветовать, могут что-то сказать, но я как бы отстаиваю свои интересы, и меня слушают, и я делаю то, что я хочу, а не то, что мне указывают. Звонок? Давайте. Звонок в студию. Давайте. Алло, мы вас слышим или не слышим? Не слышим. Алло. Слышно? Да, теперь слышно. Добрый вечер. Добрый. Салям алейкум. Алейкум салям. Я хотел... Да. Я тебя узнал. Спасибо, дорогой. Ты один смотришь АТР, что ли? И хотел бы задать такой вопрос и напомнить всем телезрителям, что когда мы находились в тех регионах, где не должны были находиться, единственный телеканал АТР говорил о нас все. О всех политзаключенных, как сегодня, как в то время говорил. Все вопросы поднимал, самые насущие, самые, где люди вставали. Все говорил, показывал. На сегодняшний день у телеканала, единственного крым-татарского телеканала АТР, большая проблема с финансированием. Это уже повторяется на протяжении 2 лет. В том году было, в этом году повторяется история. Я хотел бы услышать, Олег, твое мнение, почему это происходит и что надо сделать для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Да, это вопрос по телеканалу АТР. Да. Я понял. Я знаю, что эти проблемы уже первый раз возникают, как бы, да, я не могу быть сильно в этом специалисте, потому что как бы оно возникало, первое, когда меня здесь еще не было, а второе, как бы у меня не было достаточно времени понять. Но я понимаю, сейчас проблема, раньше была отдельная статья финансирования, сейчас ее нет, хотят пройти через конкурс, как бы, да. Ну, я не знаю, как бы, насколько эта процедура прозрачна, насколько эта процедура честная, насколько это как бы реально хотят сказать, давайте, ребята, просто будьте какие-то в рамках каких-то как бы отношений законодательных, либо это просто повод, чтобы как бы убрать с трассы. Я пока не могу этого сказать. Но то, что я пришел сюда, означает то, что я поддерживаю канал АТР, он не должен быть закрыт, ему нужно оказать помощь государства, как бы это обязанность государства, потому что это есть наша политика продвижения национальных интересов. Запрещать каналы пророссийские, поддерживать каналы проукраинские, поддерживать каналы национальные, которые вещают на национальных языках, как бы, да, народов, которые живут в Украине. В крайнем случае, крымский татар, который находится в оккупации, который находится в постоянной угрозе ареста, который проходит как бы не то, что раз в год, они проходят чаще, как бы, да, люди, которые постоянно в угрозе своей жизнью и здоровью, как бы свободы, находятся там в Крыму, как бы, да, и берегут Украину внутри себя. Мы должны их поддерживать, поэтому я считаю, задача государства поддерживать АТР в любом случае. Ну, чтобы не сильно будем уходить в конспирологию, у Романа Бессмертного, который был когда-то представителем Украины в трехсторонней группе в Минске, он говорил, что несколько раз сталкивался с тем, что у помощников Суркова вызывало раздражение несколько вопросов на наличие Меджлиса, АТР, который возбуждает ненужные настроения. Меджлис, у них вообще начинается глаз дергаться. Вот, Меджлис и АТР. Такое же мнение примерно Тарас Черновол, который говорит, что АТР это не случайные постоянные нападки, это любым способом найти повод не финансировать и хороший удобный повод назвать его частным каналом, чтобы вывести из финансирования. Это то, что раздражает Российскую Федерацию очень сильно в Крыму. А считаешь ли, что это может быть в Украине проводится часть вот такой российской политики по отношению к каналу? Не, ну Россия, то, что мы вначале говорили, Россия проводит очень сильную политику в Украине, как бы, да, по дискредитации как бы каких-то здоровых сил патриотических.
по разрушению как бы интересов как бы украинских, как бы, да, продвижение своих, как бы, да, делать иногда мягко, иногда риторику, то есть все это... Она имеет своих агентов влияния во власти, нынешней власти? Однозначно. Однозначно. Однозначно, понимаешь. Есть как бы прямые агенты, которые, ну, естественно, что кто такой Медведчук и люди, стоящие вокруг него, кого ПЗЖ, то есть это прямые как бы филиал Единой России. Как бы, вокруг да. Зеленского есть? Вокруг Зеленского однозначно есть люди, как бы, да, то есть там, которые, с одной стороны, могут быть как прямыми, агентами влияния, знаешь, да? ну, агентами, как бы, знаешь, то есть никто ж не вербует, понимаешь, они говорят, что ты теперь наш агент. Так же не происходит, как бы, да, то есть иногда и вербовка, и расположение к себе происходит какими-то разговорами. Ты думаешь, что ты независимый, ты, может, даже думаешь, что ты за Украину, а на самом деле ты работаешь на врага, потому что тебя уже подвели, что-то пообещали, ты пообещал. То есть это ФСБшные вот подходцы, они очень сильные, как бы, да, поэтому вот эти вот агенты влияния, которые, может быть, и не думают, что они агенты влияния, я думаю, что их очень много, как бы, да, и это влияние, оно сильное, и это отражается на каких-то поступках нашей власти, как бы, которые не совсем патриотично. Хотя, видишь, последнее время, вот последние 2 недели наш Владимир Александрович наш радует, как бы, да, но эти вот колыхания туда-сюда, влево-вправо, как бы... Но балансирует. Ну, может быть, балансирует. На самом деле тут сложно. То есть мы там не бываем при принятии решений. Но я общался с несколькими людьми, которые видели, как принимаются эти решения. То есть зачастую это как бы происходит вот просто под влиянием каких-то вот обстоятельств, то есть бессистемно. Минута до конца эфира. Когда ты вышел из тюрьмы, было такое негласное правило, которое от твоих помощников исходило. Мы не говорим о личной жизни и о детях Олега Сенцова. Ну вот 5 февраля, помню, в Фейсбуке появляется дочка Эмма. Ты сам выложил, мы все увидели, что у тебя дочь. Как бы сколько ей уже? 3 недели, получается? 2 месяца уже. Нет, она родилась в декабре. В декабре. Понятно. Я просто об этом сообщил в феврале. То есть все-таки как бы часть личного становится, да, общественным достоянием. Только часть. Часть. Больше об этом не говорим. Олег Сенцов – український режисер і український політв'язень, який провів 5 років в російських лагерях. Ми говорили про останні події в Україні, про сьогоднішнє рішення РНБО і про телеканал АТР, який вдруге з 2019 року не отримує фінансування. Дякую.
Наконец-то я себя слышу. Кимлик йох этелмесе вируслаштырылув. Ишгажилера кимиеті 7 йылдан берле ярыма дави яшаган Кырым татарве украинлернин бахышларыны динаштырмеге тырыша. Бала бақчави мектеплерден башлап ишгажилерге рияткер олмага огретелер. Кырым татар мектеп сыныфларынын сайысы эксилтерилмекте. Кырым татар ресурс мерkezinin малюматына көре ишгалден ивел 15 Кырым татар мектебі бар еді. Шымды есе 7 мектеп қалған. Башқа мектеплер қарышық яда умум тасил. Украин ве Кырым татар тілінің талебелерінің тек 100 учу огрене. Бу да ишгалжилернин ресми статистикасыдыр. Кырым татар балалары яшлыктан мектеп мемориятынын басқысы алтында болуна. Адміністрація шкіл робить зауваження дітям через спілкування рідною мовою, проводяться рейди пошуку так званої екстремістської забороненої літератури. У школи приходять співробітники ФСБ для так званих профілактичних бесід з кримськотатарськими дітьми. У школах учням роздають анкети, через які намагаються з'ясувати настрої в сім'ях і їх схильність до доносів. Ишгалжилер ордусы да балаларны руслаштармага ярдым ите. Крым Патриот Центр до Сааф юн армия яшлыктан балаларнын элеріне силя тутыра. Сыранин юрмеге вирус ордусына севмеге огрети. Украина президентінің Кырым темсилжигинде хабер еткенлеріне көре бу арби жинайет. Бу акта малюматларны халкара шикаятлерге кошалар. Російська Федерація здійснює політику русифікації та мілітаризації місцевого населення, особливо з-поміж дітей та молоді. На цю діяльність направлена значна частина ресурсів і заходів, особливо у вищих навчальних закладах, загальноосвітніх і дошкільних закладах. І це зрозуміло, що є частинами єдиних таких умисних дій Російської Федерації щодо русифікації цивільного населення. Русия Кырымны ишгал еткененден берле Русия олмаган теллерine yok etip Украина ile olgan bağlarını özecek ola. Bu tamır halkının tilinde yayınlangan matbuat vasıtalarına da tesir etti. 2015 senesi Ater Media Holdingi de represiyalarga ogratıldı. İşgalciler Ater ve Lele Bala telekanlarını, Meydan ve Lider radiostansiyalarını sustırdı. Olarının yerine işgalcilerge boysungan olarının menfaatında çalışkan matbuat vasıtalar teşkil ettiler. Ama işgalcilerge şimdi olarının керегі yok. За наявною інформацією Кримськотатарського ресурсного центру проводиться робота по реорганізації навіть провладного Кримськотатарського каналу на міжнаціональний канал, на якому мовлення буде здійснюватись російською мовою. Також планується введення заборони на використання нас авторських передач кримськотатарської мови. Дана ситуація підтверджує дискримінацію кримськотатарського народу у використанні кримськотатарської мови навіть на провладних телеканалах.
Украинада Путин'ın baş agenti üçün ceza. Milli Tehlikersizlik Şurası Rusya taraflı OPZJ partiyasının yolbaşçısı ve Putin'in kodası Viktor Medvedchuk ile apayı Oksana Marchenko'ga karşı sanksiyalar kırsetті. Ukrayna Tehlikersizlik Hizmeti olarga karşı terrorizmge destek maddesi boyunca dava açtı. Sanksiyalar cedveline Medvedchuk'nın 8 yakını ve korantasına bağlı olgan 19 şirket alındı. Aktivleri blok etilip Medvedchuk'nın Moskvaga katnagan uçakları tutulup alınacak. Ayrıca bazı mülkiyeti devletke kaytarılacak. Hususan Ukrayna Nazirler Kabinetine aman-aman 1,5 kilometrini teşkil etken Samara Garp neft borusunun devletke kaytarılması havale etildi. Milli Tehlikersizlik ve Müdafaa Şurasının katibi qayd etkenine göre şubeli yollarına satılgan bütün mülk Ukraynaga kaytarılacaktır. Кроки української влади будуть продовжуватися. Ми вважаємо, що все, що відбувалося з 91-го року, якщо хтось українського народу, української держави щось поцупив, він має покласти все це на місце. Ще раз наголошую. Якщо держава Україна втратила свої активи безпідставно, все це буде переглядатися і відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони будуть прийняті. İşgalcilerden tenbulev, işgal altındaki Kırım'da işgalci kuvvetçiler, advokat, hukukçular, jurnalist ve Kırım Tatar faallerini ruhsatsız aksiyalarının kabul edilmemezliği hakkında tenbulevler tarqata. İşgalci prokuratura bildirgine göre sanki fevral'nın 23'ünden başlap 26'na kadar meclis tarafdarları Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın birlikte sanki yasak etilgen aksiyalar planlaştıralar. Böyle tenbulevler advokat Emine Avamilova 2019 senesi Moskvadaki narazılık aksiyanın iştirakçısı Rustem Hoş, Bahçesaray sakini Mustafa Abdurrahmanov, Kırım Birdemligi'nin jurnalistleri Nuri Abdurashitov ve Murajdon İbragimov, faal Remzi Zudiyev, Kırım'daki içtimai ve hukukçular teşebbüslerinin iştirakçısı Zekiya Kulametov'ge berilgen. Bundan geri işgalci kuvvetçiler faal ve siyasetşinas Lenora Dülberget'ten bölev bermege tırışkanlar. Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası Ahyar'da kanunsuz silahlı grupalarını koordinatsiya etken ve Kırım'nın işgal etilmesine yardımcı olgan Ahyar Avtokanal degen kanunsuz teşkilatının iştirakçısını yakalandı. Jurnalistik Araştırmalar Merkezi'nin malumatına göre bu 46 yaşındaki Ahyar sakini Yevgeniy Kutsarev 2014 senesi Oratsiyaның sözde samooborona iştirakçılarını yönlendirgen. Olar ise öz navbeti Ukrayna taraflı insanlarını takip etip tevkif etkenler ve Ukrayna ile çete telekanalının temsilcilerine hücum etkenler. Şimdi ise prokuratura Kutsarev'ge Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve telmemezliğine suikast etuf için kabatlaf ilan etti. Böyle etip 2019 senesi işgal etilgen Kırım'ın idari sınırda Ahyar Avtokanalının koordinatörü Igor Kucheryav de yakalangan edi. O çetel memleketlerge çıkmak için Ukrayna'ga pasport yaptırmak geldi. Öz kabatını tanıdı ama cinayet müddetinin keçkeni sebebinden dava kapatıldı. Rusya işgal altındaki Kırım'da insanların haklarını bozganı için cevap vermek gerek. Ukrayna tecavüzcüge karşı yanı sanksiyalar kırsetilmesi için Avrupa Birliği'ne müracaat edecek deydi Dışişler Naziri Dmitro Kuleba. Onun sözlerine göre fevral'ın 23'ünde Birleşken Milletler Baş Asambleyasında Ukrayna'nın teşebbüsünün işgal etilgen Kırım'da keçenlerde olgan tentuvler müzakere edilecek. Yakında işgalcige karşı sanksiyalarını kuvvetleştiruf için Avrupa Birleşkeni çağıruvnen resmi müracaat imzalanacak deydi Kuleba. Ще минулого року я закликав Європейський Союз застосувати механізм, санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. І ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини. Ассаляму алейкум. Мы продолжаем телемарафон в поддержку телеканала АТР «Сейф АТР». И гостем нашего онлайн-концерта будет известный гитарист, мультиинструменталист, прекрасный композитор, педагог Евгений Сидько. Ассаляму алейкум, Евгений. Алейкум салям. Как настроение? Замечательно. Мы благодарим вас, что пришли сегодня подарить нам свое творчество и поддержать
телеканал АТР в такие непростые для нас времена. Я благодарю за приглашение. Это всегда для меня большая честь. Сколько я вот бываю на разных эфирах, в разных музыкальных составах, я очень рад всегда здесь быть с вами и делать музыку с вами и говорить о нужных в творческой среде и обществу вещах. Это взаимно. Спасибо вам большое за позицию. Скажите, чем для вас, как для музыканта, является телеканал АТР? Для меня, как для музыканта, телеканал АТР является очень важной площадкой, на которой не только я могу, как музыкант, показаться, чтобы меня широкая аудитория увидела, но и площадка, с помощью которой я сам узнаю о крымских татарах и крымско-татарской культуре больше, чем раньше когда-либо. Поэтому для меня вот такая вот двойная важность вообще существования этого канала. И, кроме того, я рад тому, что как и я, так и многие мои знакомые и друзья-музыканты, которые имеют очень хороший уровень и достойны того, чтобы их знала аудитория, могут здесь выступить и их увидят. И поэтому это как бы площадка для продвижения искусства в том виде, в котором я понимаю искусство. Да, ведь мы впервые с вами познакомились во время съемок программы Jungle Studio, где вместе исполнили крымско-татарскую песню «Яшильки и Сем». Сегодня она будет звучать в эфире. Ну а сейчас мы начнем с народной крымско-татарской песни «Учма Каргам». Готовы? Да.
Чохсаховна, спасибо вам большое. Очень приятно, что вы видите крымско-татарскую музыку совершенно по-разному. Сейчас это был какой стиль? Это было ближе к стилю фламенко, то есть можно считать, что то, что сейчас телезрители увидели, это пример крымско-татарско-южно-испанского фьюжна. Я думаю, это звучит впервые. Возможно, да. Скорее всего, так и есть. Класс. Скажите, пожалуйста, когда вы впервые познакомились с крымско-татарской музыкой? С крымско-татарской музыкой я познакомился ближе, когда вот начал сотрудничать с аккордеонистом Шевкетом Зморкой. И мы стали делать разные аранжировки его композиций, разных других композиций. И благодаря телеканалу АТР на самом деле, потому что когда на самом деле я был в Крыму и имел интерес к тому, чтобы узнать что-то о крымско-татарской музыке и найти какие-то записи, то я спрашивал местных таксистов в Симферополе: скажите мне, где я могу послушать крымско-татарскую музыку? Потому что мне как музыканту это очень интересно, и я знаю, что она как бы звучит по-восточному, больше я ничего не знаю. Он говорит: ну, на свадьбах. Вот. Ну, благодаря каналу АТР, наконец-то, я теперь имею возможность узнать о крымско-татарской музыке не со свадеб, на которых я не бываю, а общаясь с людьми, которые ей занимаются, как вот с вами. Да, классно. Хай живе телеканал АТР. Хай живе. Следующая композиция — старинная украинская песня, лемківська песня. Очень люблю эту песню. Называется она «Ой, верше, мій верше».
Класс. Спасибо большое. Я получила огромное удовольствие. Каждый раз исполняю эту песню, просто получаю невероятное удовольствие. А вообще я путешествую по Украине, и вот мне кажется, очень похожи лемківские песни, вообще песни украинские с крымско-татарскими, очень много общего. Да, я тоже заметил, что много медленных песен, много простора для мелизматики, и, возможно, есть даже какие-то общие, скажем, черты в манере мелизматики, хотя мне всегда казалось, на самом деле, что крымско-татарская музыка в плане мелизматики более похожа на музыку там турецкую, среднеазиатскую, а украинская музыка, она все-таки особнячком даже стоит от других видов славянской музыки. Но при этом могут быть какие-то очень интересные находки, которых, может быть, мы даже еще до них как-то не докопались, но они все равно есть. Вот мне на самом деле нравится их находить и нравится видеть, когда их кто-то находит. Вот. И это по манере как-то вот так совпадает. Ну, вы в основном играете свою музыку или вы предпочитаете больше народную музыку играть? На самом деле я предпочитаю играть ту музыку, которая вот мне, со мной как-то перекликается. Не обязательно это моя музыка. Конечно, я люблю играть свою музыку, и вот я даже делал концерт авторской музыки пару лет назад. Вот, и намерен дальше свою авторскую музыку продвигать, но при этом я считаю, что есть такие композиции, например, в стиле там, традиционного фламенко, есть интересные бразильские композиции в стиле босса-нова и другие, которые стоит играть. Надо, чтобы люди о них знали. Мне очень нравится такая музыка. Я люблю доносить до людей то, что мне самому нравится. Мне, конечно, нравится своя музыка, но кроме моей есть еще много хорошей музыки. Ну и сегодня мы вашу услышим. Да, конечно. Супер. А следующая композиция — это старинная крымско-татарская песня, называется она «Ешиль Кейсем». Именно с этой песней, во время исполнения этой песни мы познакомились с Евгением, выступали именно вот в рамках программы Jungle Studio, и сейчас она будет звучать в прямом эфире.
çok sağ olun. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за возможность такого фьюжена, вот, и за возможность показать украинской и крымско-татарской аудитории фламенко и тот стиль игры на гитаре, который, как я считаю, косвенно связан и с крымско-татарской музыкой через восточные корни фламенко. Я оставляю вас наедине с вашим творчеством и надеюсь, что мы еще обязательно с вами споем крымско-татарскую песню, и не одну, а в программах эфира телеканала АТР. Тоже на это надеюсь. Спасибо за приглашение. Вот. И сейчас я поиграю несколько композиций, которые относятся к разным стилям, к разным жанрам, и буду рассказывать о каждой из этих композиций немножко. Вот. И хотел бы еще раз поблагодарить канал АТР за то, что пригласили меня поучаствовать в этой программе. Я на самом деле очень благодарен этому каналу за то, что он предоставляет площадки для того, чтобы музыканты неформальных стилей, скажем так, неформатных, могли показаться, могли выступать, и чтобы широкая и крымско-татарская, и украинская аудитория их видели, и таким образом, чтобы мы знали друг о друге больше. Это очень важно для Украины и особенно для данного этапа истории Украины, когда нам нужно побольше друг о друге знать. Так, сейчас я хотел бы сыграть композицию, которая называется «Aires Camperos». В переводе с испанского языка это значит «сельские мелодии». Эта композиция относится к жанру тангильос, и она чисто народная испанская, вот, на 4 четверти. Вы сейчас услышите, как звучит испанская, именно южноиспанская народная музыка на гитаре. «Aires Camperos».
Спасибо, что остаетесь с каналом АТР. Этому каналу очень важна поддержка, и не только артистов, но и вообще широкой публики, потому что вопрос финансирования канала сейчас стоит очень остро, и многие артисты на самом деле из-за этого порядком переполошились. Вот, потому что на самом деле эта площадка единственная или одна из немногих, где мы, музыканты, которые играют этномузыку, могут раскрыться и показаться. Итак, следующая композиция, которую я сыграю, она называется «Full Moon». Это означает «полная луна», и относится она к жанру вообще не относящемуся к фламенко, это ближе к жанру фингерстайл. То есть я намеренно хотел сегодня показать разные возможности гитары, но на самом деле фламенко — это мой основной стиль, но также я сочиняю и играю музыку в других стилях, и вот эта композиция «Full Moon» — это одна из таких, которая относится к такому более современному, что ли, стилю. Он мне даже больше напоминает такую американскую поп-музыку. Вот, ну, вы сейчас слышите, как он звучит. Спасибо, что остаетесь с телемарафоном Save ATR. Этот стиль, композицию, в котором вы только что слышали,
я, скажем так, я эту композицию отношу к стилю фингерстайл. Фингерстайл — это такой стиль игры на гитаре, который характеризуется не только тем, что он пальцевый, поэтому он фингерстайл, но там есть еще свои технические, мелодические штрихи, которые характерны для этого стиля. Там введение басовой линии и всякое такое. Один из, ну, наверное, даже самый известный гитарист в этом стиле — Томми Эммануэль. Вот, кто не знает этого гитариста, я бы очень советовал послушать. Он даже несколько лет назад выступал в Киеве. И я хочу сказать, что этот гитарист, который является, в общем, можно даже сказать, послом фингерстайла в мире, он действительно самый известный в этом стиле, он повлиял даже на мою сценическую деятельность таким образом, что когда я попал на его концерт и посмотрел, что он совершенно свободно чувствует себя на сцене и очень легко то играет, то поет, то начинает на гитаре играть какими-то перкуссионными приемами, щетками. И я вдруг для себя понял, что сцена — это не совсем то место, где нужно очень сильно себя зажимать в рамки какого-то стиля, и тем более, если я играю в таком стиле и в этом стиле, то мне не стоит играть только одно фламенко. Вот. И когда я для себя это понял, я считаю, что моя сценическая деятельность от этого только выиграла. Я от этого только выиграл, потому что стал меньше сам себя зажимать в этом. Вот. И поэтому у меня стало больше сценического опыта вот в игре таких композиций. И не только таких, и еще там разный другой этнофьюжн. И каждый стиль, за который я берусь, я мог бы так сказать, что он меня развивает. Потому что в каждом стиле есть что-то такое, что я могу применить при игре музыки фламенко. Где-то какие-то ритмические фишки, где-то какие-то мелодические обыгрывания. И все такое. Значит, сейчас я сыграю собственную композицию в традиционном стиле. Есть такой стиль, называется севильянос. Севильянос — это такой стиль музыки, в котором есть очень четкая ритмическая структура, благодаря чему, когда гитарист играет в этом стиле, или там певец поет в этом стиле, кто угодно, кто танцует в этом стиле, может что-то танцевать. Потому что форма уже задана именно традицией. Вот. И вот в таком стиле сочиняется и сочинялось много композиций, и одна из таких композиций моя, которую я сейчас вам сыграю.
Спасибо всем, кто остается с телемарафоном Save ATR. Я хотел бы пару слов сказать о стиле фламенко, которым занимаюсь. Фламенко — это стиль, который сформировался на стыке испанской, арабской, даже еврейской и греческой, ну и, собственно, южноиспанской культур. За счет того, что в Испании очень долгое время правили арабы и развивали на территории Испании свою арабскую классическую музыку, которая... И эти наработки, которые арабы делали на территории Испании, сейчас перешли в Марокко. Даже традиционные марокканские оркестры называются андалузские оркестры. Как вот юг Испании — это Андалусия, Аль-Андалус называли арабы. Вот, то есть та музыка, которую играли арабы, когда еще находились в Испании до 15 века, она связана с современной арабской музыкой. Вот. И, конечно же, тот культурный след, который оставили арабы, он не мог никуда раствориться, понятное дело. Там остались и памятники архитектуры. Вот. И в 15 веке в Испанию пришли цыгане. И они, как это часто бывает с цыганами, они впитывают тот культурный фон, ну, скажем, они воспринимают тот культурный пласт, который сформировался на территории какой-то земли, и начинают интерпретировать какие-то мелодии и песни по-своему. И так появилась фламенко. То есть те ритмические схемы, которые присутствуют в фламенко, они не характерны для других стилей европейской музыки. И многие мелодические, скажем, шаблоны, мелодические схемы, они во многом больше похожи на арабскую музыку, чем на европейскую. Но есть такой еще момент, что фламенко, оно сочетает в себе и арабскую, и европейскую музыку. То есть в восточной, в арабской музыке, в индийской музыке нет такого понятия, как аккорд. Есть рага, есть мугам. Вот. А именно в фламенко мелодии, которые ближе к арабским, сочетаются вместе с аккордами. И это все играется на гитаре теми приемами, которые гитаристы разработали на основе игры на арабском уде. То есть игра на арабском уде на территории Испании тоже развивалась. Вот. И один из таких приемов игры большим пальцем называется пульгар. Он именно эволюционировал из игры на арабском уде. Вот. Ну и вот вы еще услышите сегодня пару композиций в стиле фламенко и сможете оценить, насколько эта музыка близка к восточной. Я считаю, что через восточные компоненты как раз музыка фламенко достаточно похожа на крымско-татарскую. И есть у крымско-татарской музыки есть ресурс для того, чтобы соединяться с такими вот стилями, как фламенко. Вот, я считаю это довольно интересным опытом, который и у меня есть, благодаря, кстати говоря, каналу АТР. Сейчас я сыграю композицию украинскую, которую многие знают. В Украине, я уверен, ее все знают, называется «Два кольори». Это моя аранжировка, которую сделали лет 10 назад. Гитарная аранжировка этой песни.
Всем спасибо, что остаетесь с нами. Каналу АТР очень важна поддержка людей, потому что вопрос финансирования стоит очень остро. И я, как представитель, скажем, арт-тусовки, могу о себе так сказать, я выражаю поддержку каналу АТР и очень надеюсь, что все проблемные вопросы решатся в скором времени. А пока что сыграю вам композицию сейчас в стиле тангос. Это одна из форм фламенко, то есть фламенко как довольно большая, такая обширная культура, имеет много внутренних таких жанров, которые называются формы фламенко. Они имеют разные мелодии, они играются часто в разном темпе, у них разные есть аппликатурные фишки при игре на гитаре и разные ритмы, которые в Испании называют компас. Вот. И тангос — это одна из таких форм, в которых вот это арабское влияние, я бы сказал, оно довольно хорошо слышится. И надо сказать, что тангос не имеет ничего общего с аргентинским танго. И вы сейчас услышите, как звучит эта форма.
Всем спасибо, что остаетесь с нами. Я продолжу играть композиции в стиле фламенко. И сейчас следующая композиция, которую я сыграю, называется, она относится к форме булерез. На самом деле, в отличие от многих других композиций в других стилях, композиции в стиле фламенко принято играть как бы кусочками. То есть есть такой мелодический кусочек, называется фальсето. Есть такая проходка аккордами, называется пассео. И вся композиция состоит из таких мелодических кусочков, подобно тому, как, например, форма персидской поэзии, газель, строится на двустишиях, которые не связаны между собой по смыслу. Тем не менее, какой-то вот набор таких двустиший составляет собой стих в жанре газель. На самом деле, вот в этом, мне кажется, есть такая связь фламенко с арабской культурой и через арабскую с персидской культурой, которая мне тоже очень интересна. Вот. И также композиция «Булерез», которую я сейчас буду играть, она тоже состоит из разных мелодических кусочков, которые соединены аккордовыми проходками. Вот. И булерез, слово «булерез» происходит от слова «бурла». Это шутка, как у нас говорят, бурлеска. И часто это такая форма, в которой, когда поют, эти тексты носят шуточный характер. Ну, тексты могут быть совершенно разным. Вот. И вот сейчас вы услышите, как булерез звучит в инструментальном варианте. Хотя булерез очень много поют в Испании. И вообще гитара фламенко раньше играла сугубо аккомпанирующую роль. И сейчас, благодаря стараниям многих гитаристов в 20 веке, гитара фламенко стала сольным инструментом. И благодаря этому многие гитаристы выступают с певцами или без певцов, но уже инструментальная музыка фламенко, она уже совершенно полноценна. Вот. И этим, конечно же, я как гитарист пользуюсь. Итак, сейчас вы услышите булерез.
Всем спасибо за внимание. И последняя композиция, которую я сыграю сегодня в рамках телемарафона Save ATR, относится к бразильской музыке. Это гитарная аранжировка песни под названием «Томара». Композитор Токиньо, кажется. И это моя инструментальная аранжировка, которую я когда-то сделал для одного из своих учеников. Вот, теперь сам ее играю. Итак, «Томара». Всем спасибо, что оставались с каналом АТР. Мне очень приятно, что я как артист могу чем-то помочь этому каналу, который для меня на самом деле является очень дорогой для меня площадкой. И надеюсь, что я и мои коллеги, музыканты, еще не раз здесь появятся с интересными артистическими программами, и мы вас еще не раз ими порадуем. Так что оставайтесь с каналом АТР, поддерживайте его, делайте посты с хэштегом SaveATR, и, надеюсь, с вами еще, скажем так, как со зрителями увидеться.